Ты заметил, что Это что? они логики, цунцан бух лоиш, а войниша и я моральный, потому что я моральный там, зудренные силы, и я аржа отти бух. То есть горнейший подход есть, короче. Несовместимость этой аморального что, а цун и аморального вообще бедается там, бердально, за секундел я или на хабош, короче, его вообще это не касалось. Он аморальный это было ему это поначалу там ошибка была, что ему на мораль хотели. И вот на логику перевели, так он поехал, короче. И Чукотко вообще вагатри, короче, по полной. Чукотко открыть морцу, делали эрцик делда. Вагатри, короче, уже. Да, видим, двух куелос. Конкретно лесарис. И Чукот, Кацевич, теперь просто надо цемек шут она, приечена, эзуль, короче. Кстати, из-за аргументов, типа, что он что себе пытался. Как раз хажта болчер, арбош тилоцер бат, шуни не смете аж да, шу подолч не смете, хаду или хузашай, бусел делилуш, а ты. ايش ديكم هقدرتو شو خوزا كيرست بوش عشبو ارتندات دعبه بوصل متجل دعبه بيز ال دي شغليرتو حوالي شو ذات Самый такой нормальный Афганистан, Юбарсу. Из Масария, Масана, Бусалбаст, самый нормальный на сегодняшний день Афганистан, Юбарсу. Тигр хасвязи у шмацеров. Думается на Европе, это не думаю. Причем с нашими связаться один арабовый тоже, они обычно нормальные бывают, но с нашими связаться здесь, они там ехать доктор, короче. Вот ишь поехавший был. Да, и вайба швец, самый, что ахлюсуна, вечер, райски, брошюрчи, райски, текстчи, пороховой, мароховой, это дайс мелку еще, кулиев, кулиев. Вот, и du самый, что ахлюсуна. Юхцер, кибеш ты хоуш, вот это. И не только, они группы, там 5-6 и ногчисана. Это они не свеч, арбом шубо, что материнский язык кер бош, сарет, сунаха, какой-то микроимам Шамиль, вот царь, вот группы юкацу. И он начинает повреждается башкой и из-за этого, и начинает их имамить среди них, царь саму Эдер. Хотя уровень Закира Найка аргумент, что Харун Яхя аргумент, что делать что так, ноль лерцун какой-то какой-то особенный аргумент ожидать. Бяхком билдаш, самали тиш. Тесла бяхком билдаш. СБИ as вличку я этим чун хажан хэшуя СБИ. Микрофон تعين خلمك чун вличку я этим чун хажан СБИ. Вейла шун борко. Сажим пакеме. خاطر ديري اش اتسلام زغلات ساعة اش تهم دات اوران شو عيازين حديث يعبي هم دات سهل خاطر ديري اش Не, до этого там не добрались. Уже нахгул берешен передачи, Оляшер, просто разговоры перед этим. Нахагул баллец, паузу заполнить. Сажим пакеме. Тема религиозный фанатизм, инструмент Кремля для осуществления нового масштабного террора в Чечне. Просто как бы без стрельца. Чтобы русские бы, на что бы давили бы, если бы у нас политического ислама не было, вот как на ваш взгляд, просто что свободное плавание, микрофон, вот Путин, РС, там, Ельцин, Ельцин, что
как бы они сейчас с государством чеченским, он бешбу, мы хотим их поработить, захватить, присоединить к себе, и هم открыто, что он бирбер элхиетишун или как вот. Если бы у них не было вот этого козырной карты, говорить, что они борются с международным исламским терроризмом в Чечении, что они против вот этого радикализма, против шайтанизма, короче, за истинный какой-то этот, традиционный суфизмский ислам, Бог. Короче, вот и Дугины, потом Удугины, потом Милур, Джамаль Гайдарши, разные, Хаттабисчи, Шайол, идеологии. Вот как бы они бы нас атаковали, на ваш взгляд, по-другому? Никак, потому что Саумеги, в Америке вещи эльчкайна дел, вещи эльхирдер, сообщий дом природы эсерцей. Мне кажется, они Игорь, физически продолжали бы истреблять нас. Были бы войны за войнами, провокации за провокациями. Если бы не было. Не, зазda. Ter Amerika o вещи эльчкайна, Америки вещи дер эльдер, ter дуал вещи хуш. Тига мозгиш сработать дилдер, или квартур туманец, то сработать дин, миш вариант ялла цейцика. Америкин вай юшхар тохор Америки цхир мадервай. وين يقع دي إصلاح. وين يشردات وين هما يشتغلش وين بايلات شغلش وين просто так дела Да они хуш спасти переступили через всех, через Россию, через кого угодно. Вай келхардах, юшталхар. цар лига дер Россия дуал нит мел бо диненчо. Не, вы вот смотрите, просто томам би боцар. Но вот эта война, ее надо чем-то мотивировать, понимаете, чтобы вот когда вторую русско-чеченскую войну они развязывали, они взрывали дома в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске, в Рязанский Сахар, потом на этом учения остановились. И потом на вот эту провокацию в Дагестане, туда, короче, установители халифатов всяких вот этих, там вот это под предлогом спасения женщин, детей из Карамахов, Чабанмахов. Ну, вот такой вот мотив как бы там был. И на нас напали, боже, что перед всем миром, и весь мир как бы, да, действительно, раз напали, вот как Хамас напал на Израиль, там, насильники их, мародеры. Ну, хоть не такое, да, но все-таки тоже как бы в глазах международной общественности это так выглядело. Просто еще мотивация, вот чем бы они мотивировали, если бы у них ИГИЛа не было бы. ИГИЛ, когда мы говорим ИГИЛ, тут не надо за слова цепляться. ИГИЛ на английском языке это звучит IS, Исламское государство, Исламский штат. Очевидно. Посмотрите на литовцев, на украинцев. Нациш будешь бож. То есть на нацизм, скорее всего, поехали вы. Пособники Гитлера. Им швейцарца, скорее всего. Ну, это слабо действовало. Вот помните, вот в первую войну, помните, в первую войну первый их мотив был нападение на Ингушетию, вот это осетино-ингушский очаг, который они разожгли, и чтобы мы, короче, как вот этот же Дагестан, только он еще тогда был, такой потенциальный Дагестан это был, в 92-м году, когда там уничтожили, там, Хаизбины, Дукнахмабайна, царала. Потом на осетинов это накинули, все, как будто бы осетины, что русские в стороне остается, а тут осетины и ингуши между собой. Я не оправдываю сейчас преступления, кто там совершал из осетин и так далее, но вот эта развязка вот этого очага, этой войны была русским хозяином, старшим братом, как бы приготовлено, чтобы чеченцев затянуть. И вот в первую русско-чеченскую войну они
сепаратисты боже. Хотя сепаратизм это к нам, ну, мир понимал, что это вообще bullshit, вообще, извиняюсь за выражение, что это полная чушь собачья. И поэтому вообще по-другому относились. А вот Вообще, это вообще они попытались грузинша бьёхамшу нацишбаль выставить, не получилось. Балтийский странша бьёхамшу нацишбаль выставить попытались, не получилось. То есть на мир это не сработало. Ущемление русскоязычных, боже, и Павел не работает. Нацисты не работают. То есть только исламская карта могла сработать для русских, никакая другая. Первый том. Царь Удамигар. Там момент, Мегиас Бяхм Билыш. Первый там был шайна геноцид русских в Чечне. Хаматив Ерцер, население обрабатывает яш Ерцер, масана передач, яш взгляд, цел взгляд разные передачи. А шолова наведение конституционного порядка в Чечне. Хачухях был борюш. Ах, масла хинзи исламский карт разыграть, да еще шолга цер и хумхельча. Хинз там Украине амоду возвращение исторических сахунядин земель и наведение порядка и конституционного ищца отволнает я борбуши хирбарбуши не за уверен ухсо и геноцид дюйцерер русских в Чечне и конституционный порядок дюйцерер и вот из Украины и восстановление исторических территорий больше и умлило духса. Фридом Ночи, я тебе 10 минут поправлю, так, психиатр, вискаром. Первую войну, до первой войны яйцерон цели, геноцид русских, они этот геноцид русских начали между войнами, то есть там 97-й, 98-й, 99-й задним числом. То есть когда первый и том бьющен восстановление конституционного порядка был, вообще хахи хождается, что там каких-то русских мучают или что-то. И только был этот Дудаев, бандиты, там, грабежи, террористы, там, вертолеты, такой курбар. И они считали, что, в общем-то, им нет нужды образ врага лепить, поскольку мы одним десантно-штурмовым полком сразу их захватим, если серьезно возьмемся. Поэтому активно придумывать нам какую-то кликуху. А вот как раз между войнами Елшент Ахдубюль берешь задним числом оправдывать, что мы на них напали, потому что они русскоязычно выгоняли алишца. Уже задним числом придумать ингумдуи. Потом уже в 99-м уже чисто все уже как спелый орех подоспел исламский фундаментализм. То есть уже тут и бойлер. А 11 сентября Хилчук уже окончательно в исламский, нас вылепили из нас исламских сумасшедших полностью. Тесла, ундагдох, дацон из халхартон барли, ундагдох, это юрчка был бичиш кибешта, газка население парабашат яшивош. Это вокзаля, районы отделя, цацана, эдла, балхабол, чархабал, бы, саши из волцина, жекар, мол, сварки, хуш, цацна, хлерк, цер, бичиш, цацир, таши, хобби, хул, швацериш. Оцнаха, да, и момент, что использовать юрцер, выштрала, и амабахар, и квартира, тохлая, усумяхка, иштия, взраск, ниц беш, и он датер, халхартон бад. Ну, и момент, что использовать ешер, цар. Хинс вай Украина, ахкечен, хацар, дештолчен, хашчи. Aynen yakada la federasiyo bana tayalaqe. Без религии, yuqorida daqchi. Сюекхач, Полина Жеребцова, Херерк, Соловьев, Волча, Хордина, Юха, Вантя Бохбеш. Ты точно вот временной промежуток, дальше. Вот и Ельцин выступать, мы хотим навести конституционный порядок. Потом и Грачевец, Дудаевич встретится, да, там под камерами, Амельда Уоллер, ни в одной из вот этих официальных целей. Может там аргумент, факты сейчас, русских выгонять, в Средней Азии выгонять, что-то писали, это я не могу с этим там, не знаю, отрицать, но официально раскрыв власть или теперь Первый канал, или вот это передачи там прайм-тайме,
ни в новостях, они про геноцид русских не говорили в это время. Тогда первый том был балибас. Потому что Дудаевик, Мадарцар, ты это мучаешь официально, Грачев, там, я не знаю, Шахраю, я Сосковецу, я Милварцигахка, короче. И что ты мучаешь русских. А Дудаев что-то 100% ответил бы. И мы какое-то видео, что-то имели бы вот это разговора защита русского населения. Это защита русского именно она в момент 95-м уже. Тадула деле и до 99-го года, значит, потихоньку возрастает короче. Значит, им нужно было уже был том задним числом оправдать. И так они стали высасывать эту причину, что обижали русских, плюс еще бомбежки Лукараска, БНБР, то есть их там уже не было в Грозном, очень мало было вот из-за бомбежек. Так как-то это все надо было прикрыть и временной промежуток и задним числом. Хетак суни. Да. Дудаев, Раска, как они могли обвинять его там в тот момент, не могли они никак обвинить его, что Раска больше. Реакции херертель. У Дудаева наших были, что Раска защитит Рашву, давайте решать проблему, комиссию создадим, и претензии, хакуясно. Они эту претензию кинули уже Том был бед, чтобы этот Том как-то они хотели Зеленского убить, захватить Киев, а потом уже это все превратилось, я не знаю, исторические территории, щи, русскоязычные, избой. То есть сначала напасть в 2014 году, а потом сказать, что русскоязычный хизош барюшак. То есть они все время лепят шейлук мацахильный задним числом вот это отмазку. И что это сон, по крайней мере, я не знаю. Без фактов, без ничего, просто накидывают на вентилятор. ويستخل أباك دوبا يستخل Сун хуэлхи тхан азы уж уже эрмо бэлли уже болба бэлбэлэрчут квартош да хи уже журналист леч бай 100%. Кунц меллелина кунц атаму юхт гучо мобилери уж мелбеш. Цар уже подготовка это серно чуть раньше цал духовчак хэтчи прогноз 2000 году 2025 был ждать 2005 и прогноз духовный он сега даже юка болба шери. До того они так резко они начали ушлить пойти адул дицар юхцут яха даже лелхи тигла совместно гуч бюльшаш юхал Америки вахача помощь эш огласить да тир масхадок. Это все они там подготовили. И уже все под конец. 11 сентября юх акар объявитель Яри Эмирачи юх уже напали мы же и все эти это до этого духва журналист чубаркетер царим хотя российский пресс свободно но из заграничного беш духу маберу первую войну царь дикох оглашать. Из-за этого они тормознули, вам бы это будет, объяснил. Потом подготовились, их уже журналист все нас кинули. Цен Бильберг бац, по большому счету. Если мы отказались, ну не мы, ну алхиты наши. Акар, мы решим между нами, оставьте уже документально, агучную шуман шмадуешь. Это даже хилляха, только не в таком формате, что нам не нужен Запад туда-сюда, мы сами тут هم даже سواء إشتغلن بيترو الخيط سون بعض قديش. Но они угол мусу метик подготовить не рахат гаспет о кае лице рецоманда
حلخرتون بالي أبا حلخرتون بالي ساغاس قي نخشي إيهم كزيك درسو يوقع чисто речь шла о государственных отношениях, межгосударственных отношениях. Вообще, и там бэк, хибэг, Россия, Чечня, вот иш дюрш, да, يختار تبعهم نشياش قديش مسوا أغور يختغالر دا يختار إدولوش تل إلديش يباسوا بكمبنساتيا تغرسيا إشادة غوش قيتشي تاق уже нахч раз кецабиес был белет так цуте холё преступность киек по отношению к ним совели и штада харки короче цар идуч цан идиц мет вукар бак но геноцид бахая ца массовый ца итепом хиллам дацватика специально не обвиняли. Сире дипломация. Ара сегалитуш за минутлуш. Где-то с лета 93-го года сильнейшим образом доюрили политик. Русских обижает. Задействовал где-то в октябре 93-го с минеральных вод до Грозного такси того, казак Варгасского района, Велер, Грознер. С ним еще когда разговорился, все равно 5 часов ехать, и тему когда подняли, а сел телевизор, что? Я же тогда по телевизору всю только информацию слушал, знал. И что передавать еще сильнейшим образом русских то режут, убивают, выгоняют. Сильной пропаганде. Пропаганде я даже в некоторой степени верил даже в это. Суялырка это здесь они русские, русскоязычные, а там в России они партократы. Вот отсюда все коммунисты все потеряли должности, убежали в Москву и плачут. И сейчас вот затеяли. А потом уже с начала 94-го года вплоть меня, всех чеченцев, короче, с МВД, с милицией всех повольняли. Где-то март, апрель, практически всех по всей России чеченцев повольняли с милицией и по конкретно античеченской, типа русских убивают, режут больше. Том Бали почти за год с лишним. Юлия Лирцевич, огой политик. Сильнейшим образом мир. непосредственно Это момент, момент, там даже у них информация была, я не знаю, вечер, всегда Игорь Перу, армянши, овши где-то даже в 89-м уже начали уезжать. Йорша, шейцину, дворки, овш даже до границы, да, бюк свой, лили на момент, чук шварт киршаш был. Юх циг дакетчи, иш шейцига, хаица пособи, момент, хаица, духу, иш на телевидении информация, хаитера, отгастыш. Естественно, он стахан куз Европе, он стяхайохтер, там буй, ердуй, вождуй бош. Сочинятер, цега, они садили микрофон, и он рассказывает. Саму уж кюкшти лили нахуй, по текчуис ногой, уж мель век лили нахуй. Валай, но во время войны мародер цахуш, цанна хилдат, история нету этого. Вейсан уж лермин нах бацаху, азам гауншун. Хилла преступность была, но не в таких масштабах. Россия за день хуже, за этот месяц даже не было. Азам ду. كان أقول يوم وريزنا غالا يوم ميمورياليري في شابل إفال بابين أتستيح بحكن أشناخ مبريش تاق سفينارنيكا دوخنا فوندامنتا دوخنا تاق موست هو الكانال تقول بليتش تايش دخنا خيلدول تشارج هذا اتسي и huotež tak dēlā, nacionālne преобладать яшуха, самосознание, так история, киекинс, дагюх шуха, это уже даже цанума да юш дочь шаш нормально лорд анах балах,
так шай истории догмайорилс нахан. Шаш қета шаш шайна вот и дела خديك داخكندا تخوقي تخونا خرخيلمك القيرة بلا تسوتير دا بانيك يا بول مومنتم يول شيرتسان но сотею телевизор чуа использовать его. Машдор масу ундор войтагана вой изначально докой низ изначально заиг вой тидами лече жима хаду штаха да там конституционный порядок был борьба с бандитизмом Вашвойдера и Ахчлячаш авизо потихоньку внедрять ящер. Ну вот если инстаграм тедмиляче из именно вложения от раскша вложения ханирия, чтобы добить чеченцев, именно чтобы мир поверил и тому, что мы не просто это сделали этот поступок, и твам чубара нохчиняла. Оправдание языраскши, исторически, чтобы он вошел в историю, что русские не так просто пошли войной. Оправдать это надо было им. И историю внести, да. И да, yok вложения есть бюджетные средства, вложения мы есть живой силе, техники. И вот потихоньку, мы еще более-менее, скажем, чуть-чуть могли противостоять отсумшен и бандитизме, русскоязычным населением, геноцид, мы как-то старались этому противостоять. Но вот когда именно Новчикам, вот последний вот момент, который нас добило, да, скажем так. Бусов долж, Новчик Бусов исповедовать дяш религии, ислам, ёлш. Вот этигаха внедрить, вот вспомните, как они внедрялись, вот этот именно, отсюда ставки Масара, вот политолог, идеолог, ставка, что аж лилде, что дин цендат, вот хардушин цендинялла, потихоньку, вот и всякие эмиссары швой чубахкич, потихоньку внедрят бяш кома нюка. Жим ахтума уж гуанда охрана хватяш ногчи. Дату сату ногчи приеч мою, так тур моя ци ногчи олшен, дуй. Потихоньку цара дакты ахшна щуктуаха. Ну, если честно, если меня спросить, это был продажность наша, неосознанно и осознанно, сину аж продажных, отцу дадагорял, и вот потихоньку и внушать ляша, что хажал хармачо хаздугардин, ну вон хакца, как они внушали махаздугар, хокус захаз вилушицы, хазкайтеркш, сивакш, гоич, потихоньку, вообще аудок, вот сейчас осознаешь, аудок, дури поднимается диновой воли, дури. От сумшан, ты дмитляс, да, по сегодняшний день мы должны разбирать это. И молодежь, хая кицар. Оздинте хая кицари, молодежь. Все, квартуаш, хоузинте. А молодежь это даже тагна, да, дас, че дюзды, че доуди, че буса, лой, колдюхал, бюш, уже все, под контролем, уже арбош, буцари, молодежь. Уже ой аздуакш потихоньку, и нохчалла, уже гылка ада ча бюлич. И низ доти гоич санка юкш сутяш бохш буш. Yok çoğu dik вложение, удачно, да, цервух пока дик дадуечну. И вот на этом чеченцам придется сейчас очень задуматься. Дальше как их потихоньку еще уже
قي أوبخل ميشا حليريو حانتي بيتشنتي حليريو بيرشتي عيريو صديق الموخر دوش باتيغونكو يوبخل رشريات دردوتسك متستاج هما دات النوش شوقت أولي إيسان ديسان هم دو هنسا دواتي هنسا ديشا عيكن حيقل تاني هنسا ما ديقنا بختي чарди адали особенно дуй тахига бахтина что-то притихли очень так har halbo бубо бахтина ше власть боючбать от власти атасбел так еще потихоньку разобрать без по полочкам агудина. И вот мы должны, чеченцы, сейчас потихоньку дуй дахтаек дяш яхтар речь дуй хаз церш юрш ше информация ла хаз цеда юрш преступление ницу адмо сада рамзан вала я мариет преступление на гокуза але хагейт кастер дуца проблем я дуй баг не гарцатуш. Ишь, цадуй, мы честны должны быть собой сначала. Честны. Хайчур вала, дюзел вала, мил вала, честны львиз. Ой, я гудя, че почав цами, почав лозети сейчас ночи. Ишь, изая, тидми лоч, касти рюкой. Тана, кана, касти, аш хадо рюкой, да, мува. Не говорю. Окча, сохеш мауи, окча. Инцаму. Наушник чех мирасен цали вашего чулхау сундали энцасун. Окча нах голбела. Окча кыгай наглюбойнинг халлат варушун. Ама تعيد جيم عالغوك شو إيقن تبيع وصل قميل استكسن شيش قميل شديد دواء يرن يشتديش عدا بيردو يدينا بلوبون случай заблокировать вирусом кучва что хати шен قميل دو شدوا любой قميل любой теме يقطع قميل دي تا проблем есть но تبيع دش ليشي تا оскорбление شي دو все равно شيء جيتر بأشقدي دوشتا أهما ده چون ديالوك وصل قميل سديش يدق أو دق خات دق وقفا قميل ده نرمال شا Владимир, نوخشي سوين سوغن شا نوخشي نين كيرر أروي اللغوي سوي قميل دير داتسون شا تسينا نوخشي وبوخشي دوي يعدوشن إيش قميل ده Не, يهودو خايشون بيحك ما بالليش إيه هزلوي أخوستان سون هنت سكاك به بلناخ كيغو تلا كوز تا أخسترا ورتا اشتبيوهم شديتشي потом تدايو للرق غير مود تبيوهم شديت чисто ирайской культуры через религию что чьи эндет если стегвата бьёдек ол что это понятно та юозвах самого уэдиш та олес но хэр общественная площадка аж куча лиейнал багет о YouTube чу цацна иш сохранится де шугаруш архив чу ее чуга просто хуй масить что дальше да может возможно бая что дальше ايش لينو بيو باقي شو بيو غلقي ده شو بيو خلي это не просто شنو هو ده سيسكو чуть-чуть اشبل بابو инчку هم شديش ايش просто شادو قام ده شنو ايش мнение о народе ايش формировать ярдушун израильс кабуй ايش دنيا чаму бо исхайшун любой био баглиер да та ايش там как бы в порядке вещей хлэр ايش в плане сквернословия на первом месте бушен штунеч. Вот цен тяхкид шуэш да цер нохчи пам и хум ниш лила цедеш. Уасал целилш там вот она до наидине цанти олш понятно хайца юоз вахчили про себя цане цабиоде голера яки. Ещественно мехте гюхар. Кучва и хум ниш просто цедицер лихар душик да юо. Совестил мегио. Совестил. Давай, Вистала. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام.
Я, конечно, это говорю мусульманам, потому что я вижу здесь, я просто зашел. Сэр, Здесь подожди сейчас. Jim Один Ты сейчас Sobor момент. свободен будешь, так говорит мусульманин. я, мусульман, Jim Sobor dia. Hanler Я, arbo utan sober die self hanler arbo wist gelit zo'n zinza da да, hat да, er да. da je dushun zin. Свободеш, шаша, листа латваш. Точку бег вискол шляча, юк и пряму истаг. Мухали, листы, точку бег вискали, таиш цугя. Потом этот царь будет говорить. Assalamu alaikum. Yogotaka maswa busul ba bosh noqchi gente so busul bu so noqchi alhamdulillah. So tawko wallo shit. Noqchi busul bi Salvador Solomon delega už bude noć tak manjša duši velada. so noqchi Вискала. noqchi busul nahi marshal salam marshal duqsans haylat lat ayn salam malat ai te И Dale бита Marshall, oil. юк лялаш беш. Бита тергалса беш. Хайка мел хадис. Penso prosto ana so noqchi so busul ba Sawara deixa omța biești, ăla ți-a do busul din unde alceșe adeți râlx dorș de lundel. Sotăleș din a țiuca noșnuc al el, șu so arboșnuc al el șuață, se râlclel do uaz din găliel, eu se boal neacliel bo as primero, tăleș din a. Ahins hudine hugulş dusun, zia hugulş dusun, as busul din دال تعو البيمرت دال سماشو وايتن والتو بقدك حد يشخلش تقول عن دايتن تو سونيس نا قود واشخل سبوس سنوخشي عادة شغلق شعدك وتقول عن يا صحاي واشخلش أسئلة سهوجل دورش تتنو بروسلانش دارس الله دوان انت دول اما تسألنا ديتن Можно сказать? Можно что-то сказать? Извините, я на чеченском. Один момент, подожди. Тут просто спросил вот этот, который зашел, задал вопрос. Следующим ты будешь, когда мы вот с ним как бы закончим здесь, поговорим. Потом тебе дадим выступить. И точка, как будто бы он там медаль лез, куча грамота лез, куча духа, бусол на бот сушезна. И что конкретно цаны хочешь, а дуешь туда диези, а я в моле лезя. Хочешь да конкретно бусул дин бях дяш бусул дин ца маан дош ца гил дош ца ма дубош бол нахи бах ас со нохчи вош бусул дин те я вош я ца гил ках ца өз до тумстрел вош са тунян чо вех шусо alhamdulillah бусул дина до тиеш Хочу диккан тух дел духва ойл дел тех бех في куча хрик элхум да. حتى лично цанцы лиц шумдала, она лички чушта. إذا أنت تروتشوي أن ما تشوشون Свободилаш, жвак вотун с қиятан болча, точку бег хажал ди оту жим халоту маалаш антитеррор чара и бошел чахтат может путать я шрю арча почва босол ден оскорблять беши биодеш дичи таун де чунда почва единственный двичный политический исламду политический ислам лозунг лиош был нахуй ушабу почва бючдеш цель политики не сами личности ша личность я свой юч она личность и якич юч царь лиош лозунги и политический ислам был куду бусал пачал лезой бош лиош был нахуй вот и лой дючдек хохчва и вой мади ба يومش مديت بو خيومات حبوسل بخيلاري بوسل بويا مدو بوسل في بوسل ما خيلتا بو вот way примерно и way мох мерша бел way цадирзин тахулиш та маснил та замаен way государство хил way дагич вот государство хайн диеш авар хайн лук авар хай динли ваш мерш руко просто
هاي государством اتقيت كان حقوق هاي دين ثاني إدوي بوش مراد هي وصل هم مجلس انت يحكي خاطر سو وصل مجلس أعداء يحكي سو تغلر قالوا جمال نو سو قالوا الغلي عن جو عاري شو حيدين تيني تغير كان باهو государство арнохчи почалкиу تعدو شغله صنوفشي لا ما سبوسل باو الحمد لله سون موتر جواش تا موتر سون هول تعسيسر شوير تشخل ولا أربو بوش ولا إذا شوير تشينزي شوير شغلون دل تز أنت ترورات جوا شو نسولوسو كندونه خل تين إشتو تين نعم شو كرواتر سو ويستخل بوليتيك هم ده ويستخل خاطر هم ده عملوا أخية إنه просто يفوت فينا أخية هم نينا مراد نينا قمال دا تينا بوتا تيني نجا راسي بوتا قمال خلي ويستخلتي ويتا أخية تعمل مجياسة سوكتور أرول أرول إلي هيتيا بوسل ديني أوتو غيرتو أشوي государство قلوري با إيهو государство يوسيو قالا بوسل الله دين دوقات الله دين دوش قول شيء هو государство إز وينوخش قوم وقال تشيشنسكая республика إشكيريو демократический конституция الله أكبر بوسل دين دوش أو موقل مراد دونه نوخشي государство توش تا إشكيه guardați بوسل بتشاو شلشات не бывает таких أنتي تيرور سن هو حي لازم مش بوسل لنشوش خليتا أسون عنا ميتيا دال بتشاو قال لازم أسون حداحي بس تلوتوني داتات أخير مديتي ويشين بدال شيء عمل بتشاو قال سبوا دال تليفون نيات بوسل دنيا الله دنيا دنيا فتح وردك دنيا بدوا عين عليلوش التليفون أبوسو الدنيا عين إيات ليلوشيات حشوا على السايت أبوسو الدنيا عين إيات تليفون هم مش боится ше пачал Пусть хундия араб сюда скажет, вот заходил человек, а то тут уже ты что-то... пачал хундия сюда телефон حماشيان بدو أتلو فتح عشان هم كيرسنا دين كيرسنا هم إنسان تين ليوش موه وبتشال ويا خونديا شو أبوسو الله والله ده не аргумент, не аргумент. серьезно Магадали. серьезно هم ألشيء Мурат, ракса хатар дал Магадали. خاف مجر ضدي حاجة بو بوسو بدين تقويش دات بوغا انت تيرور ريل شو ايديولوجي قوشيون تا شو ديمقراطي عانلو چالوكراتي تسكراتي دقيقة شنو بوسو بدين سيسز داش هم شو دليل دوش نوخش دات شو كان بوسو بدين جزء никогда سيساس دلور دات بوسو بدين حاجة إز أس دا إسيسز ديش دلا وبشي بوس أس ديش دا تليرة دا دوتا بونو شو группе руки объяснить это на ложь до любой унды أس إسيسز دي دا публично цундейла أس بوغا ويبتشالق دنيان شو دول نيزمت دنيان شو ليوش دول هومانس بتشالق خليشو وي أدمش دلا يتيو أدمش مدوي ويغدنيان شو ميروي сообществою отюка масит бусал бубош бол нахбу шей бтشالق сансу юка аш أوقع يوتش лозунга وين تعب ميروي сообщество يوش وين تعب признаниться يوش وين مخ мерш بيرچام бош дол лозунг шкамел да لرتيا هما ده قيتشو إدوش بوشتي بوسو بتشالق الشريعة يا شو دول دل شوت حق أميال دي دو دنيا شو ريبوتاتي تام مراد كياش ليلنا ويليلنا تسو دوي إدوش بوشتي مراد اس ووغم حواس نكر خو ابراهيم الذي افسع بو اشكريج بعد ديمقراطي يبو ايش باتس بيوت عشان
Hence ideoloji lila şuqe anti-terror mesela hence noqçı qomçara xamelda şu işe noqçı qoma dogla şu bo interes atstayat ya şu ita şu az no yuh goy şuat hun muhiyetin tagan noqçı qomçara xamelda şxal lider xuliri политический деятель xuliri içkeri представляет xuli hu xuliri شامل شاحين وخش دديش أيوة جيتا No أيوة مسجود soqom saraq soqwarkan soqom saraq qameldash mawa so ta ideologiya lilosh wa so lilosh xcha sögnaq ladordu so Murat, buradan işte. Murat. Çente beh mobila. Murat, burada işte minutu. Kuçwa iza tewuç. Iz wol kanal duy tiga beyti şolşlat iz iş bayra. Tüns qoyuş dolsa humdat iz tünse qoyuş Kuçwa işte qoyuş xelçe ve короче tiem tsahul quzadat. Beş dolpa mahalli şadek duğu. Murat, İbrahim, Sobardeş, Çanti, Toşkbekçün boz. Хорошо. Инце охчу вяла антитеррора шиеча таиннан. Инц хуга ялой ха илан ши нялил бешу ши пархату ютун лилба. Я хуга сослуруати, я цандеги сослуруати дуй. Ши бобешу и ши нялил бешу. Хайн ла алла дух. Hain tela achu mawal hain lu oldi chadwel la so wel qiweg wel la duy taqa chun muneni tohin hawe chun muneni al masan tiqisi ili hamneni masan tiqisi yadat ho hara bihha yazinu noqchi demokratический партии noqchi qajbuy инцвайна вая например бусал пачак ша до демократический гардуни хумш дадяха وتسنا هر بو وهابيشة شينك بپريзнать داش دات وش بوصل بشا كافر شي مرتد شي صفات شي شاك ميالك شو توقع وبشي خيز غير دوخشي صبر ديت دو يوها تاقا هو حدين يوقي بوليتيك هو يوقي ويالشا هو دوق واخد هو تانا وهان تا договораsh ወይ дяшхич нохч та экономический ወይ та сискал цандина я мял шварт 30 диез нохчи каман диези ወይ тана даган и риц тана дахда модиези ወይ например та мазу татот цунметтана та хом хатяс борта боқи хайват церметтан та тух хадвах ወይ например или та технологии чуях ወይ ю специалист короче он буабук буй он сдаван покорани сунни и дуца бос я халичне хайдага хайдин дуй инц аха аса қиече мо лилдия что дин дуй хайла маз хайдали амала ишаду но хована кес пачак что из то Европе ашту хокан эван хокамел идиц вула даже этига и раз ты бубош бешбуй вы те хоша ашбол хотят даже диц вула о чем ты сынок керду Какие тут российские законы? Куда закрутят? Чак цадол, идина бех мадия. И чак бежу. Вахо и хаална сел чофу алвер чофу. Сохахтар иштит або дин бандош. Дугола шадыги хинц примерно он юқио шук национальный борьба. Каждый народ имеет право на свое самоопределение. Он дохцу юк дохш. Масалан, ичкери демократический пачал кырч уже 30 чем-то лет ханюк. А хинц и Западу Америку и признать цаяра и хуба анду хинц Украина. Там дабол бечига за временно оккупированный махбал. Ичкери паспорт признавать он до Западу и хатер дархса. Хинц мацдир дошто. Вайн гурдол шум дуи. Ну, я, конечно, тебе только могу мнение сказать. Ибрахиму объяснить ты, ну, я тебе только мнение свое скажу, но я не специалист по этому вопросу. И это ты прекрасно знаешь. Но, Хинц от Ибрахим. Он тогда, он признает. Милуируется признает.
что чеченское политическое движение, которое стоит на позициях государства, на позициях закона. Ну, интерес, шум просто собрдела. Просто интерес. Закаев, Коран и Сунны, Шух Низам 2002 полностью. Масала, так что цакры, чисто демократы, так что он до Западу кобал. Ну, това хинцбе мюкадал мадати. Садук бол мабу бабеш. Нам еще долго надо доказывать, что мы не верблюды, потому что наха, вот закая варен сгоен, а демократу бах, от того, за демократию, лога, партократию, скречена, шариат, так, нах, что, нах часи, дай, мадайна, ца, уасал, ца, арбой бац, любой нах, иехуши, ца, лицемерие, да, ши, такие, ши, пейтбоч, лил, ши, короче, иш сан лил был балак, нахчу. Халхил мабац, нахчу, у эльч уже тёрш дар халх. Закон, уже тешме уэл, да? Таган халду из, к сожалению, ёх процесс укузеир. Еще дегоих тешити, вай цакам юне кокште хвахтити. Пока ван хагуштеш интернет хаяла, هنادن والسلام والصلاة على هنادن وإن شاء الله شهيد مجاهد بغدادي هنادن خليفات شريعات. أصلا بينا دوازوما دوتي على البوغز إدين سخر شيء نتنا بيرق شيء هم بوش بس قابل دش سخر بينا دوازوما دوتي على البوغز دينا دوازن فهم مدة سوكوز Европа 300 тысяч, ночи у церкви, церквин малил де бош, сага уйт, она, короче, там не метит. Ну, совелаш, мисля. Вистали кэч, вистали тиш. Вот этот гость, Секр-Эшан, пожалуйста, микрофон. Бисмиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Я просто хотел, во-первых, я думал, что этот чат, который я не умею хорошо это использовать в Телеграме. Один мне сказал, зайди в чат здесь, за что я думал, что это вчерашний чат, который антитеррор какой-то, вот я с ним вчера боролся до утра почти. И все равно я вижу, что он этот передачу, которая была вчера, он ее не поставил ни в Телеграме и ни в Ютубе. И я прошу его, чтобы он поставил ее. Я это не регистрировал. И я тебя коротко перебью. Здесь чат не антитеррор. Здесь я понял. Я сейчас видел. Националисты. Я понял. И просто вот я вижу его, что он с нами, и я ему говорю, что я от него не отстану. Сакр, ты, если хочешь, подождите, все сочувствуют. Сакр, ты, если хочешь, вот мы чеченцы, свободные люди. У нас вот приветствие Маш Ойл. То есть у нас культура такая свободных людей вот в мире сегодня. Демократия, знают все? Вот у нас это испокон веков всегда шло вот эта демократия, когда народ, каждый вот этот вот представитель народа нашего, он был свободным человеком, имел слово и был равен любому такому же, как он. У нас не было таких вот этих халифов, эмиров, султанов, вот как у этих азиатских народов, у ближневосточных, потом всякие вот эти, короче, там рабы, не рабы, титулы. Вот это у нас не было. У нас как бы свободный народ, и мы другим тоже вот эту свободу желаем. И микрофон. Мы тоже другим, как и себе, всегда свободу желаем. И ты извини просто, вот микрофон, чуть-чуть надо информировать тебя. И если ты хочешь вот высказать там по чеченской теме, вот мы нуждаемся, чеченский народ сегодня нуждается в помощи. Наше государство оккупировали нас 300 тысяч из миллионного нашего населения, но сейчас нас чуть больше миллиона, еще из-за демографии, вот это рост населения.
Ну, нас 300 тысяч убили во время 2 русско-чеченских войн. Вот нам нужна была помощь от мусульманского мира, от христианского мира, от буддийского мира, без разницы, когда человек, он в сложной ситуации, он нуждается в помощи. Но, к сожалению, вот, нам никто вообще не помог. К нам приходили какие-то люди, идеологи, которые нас одурачили полностью, нашу молодежь оболванили, одурачили идеологиями и сделали все, чтобы русские во всем мире нас представили как международными исламскими террористами, как будто бы мы нападаем на других, как будто бы мы чеченцы, которым вообще не свойственно вообще на кого-то нападать и вообще кого-то принуждать к чему-то, каким-то захватническим движениям, каким-то вот этим жестокостям. Абсолютно это не свойственно нам. Мы всегда, чтобы у нас даже там во время войн в спину не стреляли, да, испокон веков. У нас там, поэтому как бы мы и проигрывали, и все, потому, ну, зато честь, вот эту честь не отдавали, вот эту свободу свою всегда хранили. И вот на фоне вот этого всего, да, имеется в виду вот это вот все наше чеченское, ее удалось русским в глазах международной общественности сломать как-то, как будто бы мы какие-то вот угнетатели, как будто бы мы там какие-то халифаты устанавливаем во всем мире, едем куда-то в Сирию, там хотим халифат, голову кому-то хотим отрезать. Это вообще голову никогда над трупами, над человеком, над человеческими телами так никогда не издевались чеченцы. Это вот у русских, у там азиатских народов я вот наблюдаю в исторических фильмах там вот этих, и сегодня всякие вот эти жестокие какие-то методы, мы всегда это отвергали. И да, мы будем это всегда отвергать. Мы, короче, все равно как бы нас не удастся обрусить там или как-то ассимилировать другие какие-то культуры, вот эти движения. Вот сегодня мы тоже нуждаемся в помощи. Нам сегодня вот европейские государства, вот эти демократические, протянули руку. 300 тысяч наших граждан здесь находятся. Здесь мы полностью себя чувствуем свободны. Нас никто не передает здесь русским. Вообще редкие есть какие-то случаи, когда здесь Будулак был один во Франции, тоже его нормальный ребенок, которого привезли откуда-то сюда в Европу, где ему дали убежище. Их через вот этих идеологов, через ублюдков всяких, его, короче, одурачили, его таких, как он, и заставили, чтобы он голову там пошел, отрезал. Это никогда, это вообще для чеченца нормального, это взрыв мозга, чтобы поступить так подло, так жестоко, подло. То есть это вот, одним словом, здесь вот этот цивилизованный мир нам помог в этом плане, и мы хотим свой имидж восстановить. Мы хотим восстановить свое доброе чеченское имя, но нам нужна и помощь одновременно, да? Нам нужно восстановить свою государственность, потому что без нее мы как бы по всему миру будем разбросаны, и вот там, кто в оккупации вот этой находится, они потихоньку как бы могут обрусеть, они тоже теряют культуру, становятся жестокими, их куда-то в Украину закидывают, мародерничать, там, убивать людей, как вот русские сами поступают. Нас во всем мире как бы преследуют вот это русские ублюдки. И вот мы такой народ, который нуждается в помощи. Вот мы вот чеченское демократическое общество, которое хочет сформироваться, которое хочет сформировать свой национальный интерес, выработать, чтобы у нас появились люди, которые защищают наш народ, как вот арабы защищают свой народ в ООН везде, потом во всем мире, во всех международных институтах везде, потом другие там ближневосточные, азиатские страны, ну и так далее, да. Вот точно так мы тоже хотим жить нормально, чтобы у нас дети, ну как бы уверенность была в завтрашнем дне, вот так вот. Короче, вот примерно для этого вот этот канал, вот это наша деятельность. Если ты хочешь вот помочь, если что-нибудь есть, пожалуйста, и вообще можешь тоже выступить по теме, там, если хочешь, вот можешь влиться, как бы помочь как-то, если есть какой-то интерес. Вот как-то так.
Я тебе, наверное, включат сейчас микрофон, я не знаю, он здесь или нет. Просто чтобы объяснить, а то здесь, а то здесь, чтобы там со штыками, вот штыки берут, вот это, заходят, там матерятся, потом всякие такфиры делают, вот этим занимаются, чтобы как бы, ну, ясность была, да, что здесь происходит. Вот так. Я, конечно, для меня это примерно, я учился на политику, и я вчера это ему сказал, что я профессор международного отношения, и я именно по делам восточные, пример, как по-русски я не умею, так восточный досье, это был именно когда Османская империя разрушилась, и почему эти национальные государства появились в мусульманском мире. Это никогда не было мусульмане. Это история ислама. Я просто говорю, что мусульмане, когда начал ислам, он распространялся, он не был только для арабов, и арабы, они дальше поехали на Персию и на Византину, и там были разные народы. И появилась хилафа, которая она, как сказать, большое государство, где есть много народов. И с Кораном и Сунна шариата она решила все вопросы до 1923 году, когда Османская халифат разрушилась. И они играли очень большую роль. Кто поднимал это национальный вопрос? Запад. Почему? Потому что не мог разбираться с Османской империей. Она очень большая и очень сильная. И они решили разделять арабам от туркам. И эта разведка дала тоже разведка, я даже могу сказать, учился и читал эти письма, которые были между, я не знаю, кто из вас учился тоже на этом или нет, между Макмахон, представитель Англии в Египте, в то время она была колонией Англии, и шериф Хусейн от Мекка, который тоже он был в Мекке, и он подступал против Османского халифата, и он ударил ее по спину. 30 тысяч собрал войска и нападал на ее, когда у нее несколько фронт открыто. Извини, я тебя чуть-чуть перебью. У нас тема чуть-чуть другая. Если ты вот это... Смотри, если ты хочешь посвятить нас, там, просветить вот в этой вашей истории, у нас своя история, 400 лет мы вот один на один боремся с вот этими русскими, потом до них там монголы, татары всякие. Вот мы постоянно как бы одни сами с собой, весь наш и джихад, и газават, и как угодно эту борьбу за свободу там можно называть. Вот мы постоянно сами вот это боремся. У нас тоже своя вот история, культура. Мы хотим свое, вот к своему возродиться, не к чужим вот каким-то там завоеваниям их, каких-то политических эти движения. Вот сегодня мы наблюдаем во всем мире, у всех народов есть свои государства, вот даже там Палестина где-то, у них полностью сейчас, вот когда началось вот это там движение, интифада, вот это, во всем мире у них, за них люди выходят, митинги устраивают, там везде, даже целое государство за них в суд подало против Израиля, понимаешь? У нас, мы вообще самый бесправный народ в этом мире, понимаешь? Поэтому нам вот это, если ты хочешь нас, вот вашу историю какую-то посвятить, мы отдельно там эфир какой-то сделаем, можем тебя пригласить. Но сейчас, если тебе не трудно, или по теме, или вот другим тоже микрофоном. Саваш, меня слышишь? Суджим Ханов, да. Я прекрасно знаю историю Чечни. Я не сегодняшний день знаком с чеченцами, и я прекрасно знаю. Ты хочешь дойти до свободы Чеченью и делать для ее граница, и жить там свободно на этой территории, которая сегодняшняя есть, и она маленькая с помощью Запада. И ты хочешь там практиковать твои адаты и твои... Вот примерно я даю тебе именно, что это. Ашам, ты Патрисия Лумумбы давно закончил? Подождите, дайте ему сейчас высказаться. Ты хочешь это так делать, а Аллах дал дорогу для свободы единую.
Понимаешь? Смотри, потому что там души, смотри, мы сегодня самый бесправный народ в этом мире, мы чеченцы. Мы хотим просто выжить в данной ситуации, понимаешь? Вот к нам какие-то люди приходят с какой-то Иордании, там, раньше, которые уехали, чеченцы, ихний какой-то потомок приехал к нам. Сначала нам как будто помогает, потом нас переключили, все какой-то халифат устанавливать, какой-то, который все вообще нахрен, извиняюсь за русский язык, которые все выкинули вообще во всем мире, никто никакие это не устанавливает. Все мусульмане живут в своих государствах, у них есть свои паспорта, свои права, свои посольства, консульства. Во всем мире эти люди нормально как бы своим делом занимаются, и нам, знаешь, вот это некогда сейчас всех спасать, всем халифат. Мы сначала сами хотим выжить. Если мы выйдем, если нам помогут, если мы тоже станем нормальным государством, когда мы можем действительно иметь слово, как вот арабские страны, где-то в ООН, когда нас слушать будут, когда нас как государство будут везде. Конечно, мы тогда готовы и союзничать с кем угодно, и в союз войти, и если надо, объединиться в конфедерацию, если нам будет выгодно, полезно, с нашими мусульманскими какими-то там друзьями, да, хотя сегодня мы пока не видим, нам только кефиры помогли. Вот мы на Западе, нам пока помогают только кефиры. Другой помощи мы вообще не видим. Да, есть какие-то больше там... не даст. И больше не даст. Есть какие-то люди, которые мусульмане, нам плачут, какое-то дуа делают, потом расходятся по своим золотым унитазам куда-то, по своим каким-то делам, и нас хотят какой-то, чтобы мы им халифаты установили, туда затянуть. Понимаешь, это до того дебилизм какой. Брат, Ашам, маршал дома сега бюздикал. Ашам, у вас у арабов есть 22 государства. Организация Объединенных Наций признанная, понимаешь? У нас его нету. Так что давай мы сперва создадим хотя бы одно государство наше, а потом уже подумаем. Нам пока не интересно это. Сегодня тема о чеченстве. Если есть по теме, можешь сказать, нам это не... Ты вчера с Антиповым там 6 часов говорил. Понимаешь, неинтересно. Я зашел здесь, как я сказал, я думал, что это другой человек говорит, я по ошибку зашел здесь, подождите. И просто, когда я видел, что это демократия, я понял, что это... Один мне сказал, зайди здесь, я это не от себя просто так пришел здесь, я даже не знаю. Один мне сказал, я думаю, что это человек, который вчера, я с ним поговорил, как по-русски, поступал вчера, он и здесь есть так, понимаешь? Поэтому я здесь зашел. А так, Саваш, я насчет этого, я просто вам советую один вещь. Один вещь я советую, уберите все лишние вещи, держите за Коран и Сунна, даже если вы хотите бороться за вашу чеченью, только, допустим, только за вашу чеченью. СНБ, погоди, Погодите, вы почему думаете, мы должны вы почему думаете, мы должны руководствоваться Кораном? Когда у нас уже 300-летняя война с русскими за национально-освободительную борьбу, мы хотим освободить свою землю, свою родину, землю своих предков, понимаете? Вот у арабов есть свои государства. Вот чеченцы, как и арабы, вы же не отрицаете, что мы тоже народ, как и вы. Мы хотим иметь свое национальное государство, чтобы наша земля называлась Чеченская республика или Чеченское государство, как у всех у арабов. А вы нам сейчас хотите подсунуть свой Коран и Сунну. Нам сейчас не до этого. Дайте нам освободиться от русского мира. Вот тогда приходите к нам, а мы подумаем, что мы дальше будем делать и как жить. Договорились? А в чем мешает тебя Коран и Сунна, допустим? Да ничем. А чем мешает вам наша национально-освободительная борьба? Мне лично я тебе говорю,
как я читаю, у вас мусульмане примерно, да, вот так, если вы мусульмане, почему появилось у вас так, нисколько Дорогой народу? ты мой, окей, я вас понял, мы-то мусульмане, Где но ты у был, нас когда нету нас свободы. истребляли, как ласточек, Собардия. Вот мы-то мусульмане? мусульмане, но у нас нету своей земли. Нашу землю наших отцов у нас отобрали. Вот мне, например, сегодня приходится жить за границей. Хотя я мог бы, как и ты, жить у себя на родине. На Я не родине живу моих дома, я не живу предков. дома. Я Но как и ты ты. можешь жить, ты можешь, в отличие от меня, там жить. Твоя Я земля не как и ты. оккупирована, моя земля оккупирована русскими. Ты бы помог бы нам от них освободиться, а потом пришел бы рекламировать свою религию, или, не знаю, Я не пропагандировать. рекламирую. Добро, welcome. Тоже Но сам сначала эксплуатация, освободи да. нас от этого русского мира. Помогите, братья мусульмане, нам освободиться от кефира. Хорошо, как тебе помогать? Давай. Как тебе Делом, помогать? словом, Дуа молитве. делайте, как обычно. Дуа делайте, Свободишь наш плачьте, Адам. мечете. Аллея, базар устраивай, Сувели Баркал. Sabır diye yok aytsalar. Мурат, Я Мурат, да, короче, Ашам, слушаю. Sabır diye ivalal ma başıkta sabır diye çaqvalit. Молодец, Ашам, смотри, ты нам предлагаешь религию, но при этом забываешь, что у нас сегодня проблема, что нас оставили без земли наших отцов. Ты бы сначала нам помог вернуть наш дом, помог бы туда заселиться, помог бы нам этот дом устроить, а потом уже пришел бы к нам в гости, как гость на нашу землю. Мы тебя приняли бы как хозяева на своей земле. А сегодня мы на своей земле не можем, не имеем ни слова, не можем жить там. Нас там русские преследуют, убивают. Помоги, брат мусульманин, мне освободиться от этого грязного христианина. Помоги. Аллах, я помог бы, если истина есть достойна, вот единственный путь, который ты сможешь через его идти, чтобы взять свою свободу, это единственное, это война. Хорошо, Ашам, мы уже 300 лет уже как мусульмане нас считают, но этот ваш Бог, Аллах, ты меня извини, за 300 лет, что нас русские геноцидят, не по Богу. Мы хотя и молимся каждый день, и приносим все молитвы к Нему, отдаем Ему всю дань, и рабами себя его считаем, но Он палец об палец не ударил, освободить нас от этого русского мира, от этого грязного кефира, христианина. Я это вижу сегодня. Ты что мне предлагаешь? Дальше быть рабом русских? Ты мне это предлагаешь? А значит, отказываешь от ислама и просишь помощь у кафира, как мусульман, и считаешь себя мусульман. Так? Не вкладывай в мои уста то, что я не говорил, пожалуйста. Я этого не говорил. Как тогда поиначе? Но ты понимаешь, как ты можешь понять меня. Я же не виноват, что у тебя больше нету способности понять меня глубже, мои мысли до конца понять. Я не виноват. Я тебе предлагаю, я у тебя прошу помощь. Ты можешь мне помочь? Хорошо, что ты в чем ты хочешь? Хорошо, объясняю. Делом, словом, митинги выходить, требует у своей власти, чтобы они нам помогли, на ООН высказали за нас, объявили бы, что мы были суверенным государством, и поставили в ООН, как арабская Лига арабских государств, поставили вопрос в ООН, например, признать геноцид чеченского народа. Вы даже это не делаете. Я один вещь тебе скажу. Весь это арабский мир. Весь с А до Я, как ты видишь его, с Ирака до Марокко, он оккупирован. Эти власти сегодняшние, которые ты читаешь, их независимые, они просто представители Запада и представители России. На мусульманские земли, они не мусульмане. Я читаю лично, что эти президенты, их не армия, их не полиция, все кафиры, муртадди не имеют ни одно малейшего отношения к исламу. Они поэтому, если были бы мусульмане сегодняшний день, допустим, если у меня власть,
мусульманская на арабском земле. Я бы мог сделать из этого народа самый лучший народ. Во-первых, я могу тебе сказать, прости. Вот смотри. Окей, хорошо, я тебя понял. Давай будешь лаконичными будем. Давай оба будем. Наши люди слушают, хотят тоже что-то сказать. Смотри, как ты сказал, мы понимаем, что вы не можете нам помочь. Мы понимаем, что вы даже не хозяин на своем земле. И согласно логике мы обращаемся к государствам, которые сегодня независимы, процветают, сильные мира сего. Мы, как люди разумные, обращаемся к этим западным странам. Ты считаешь, мы глупо поступаем? Смотри, освободишься, приходи к нам. Когда освободишься, приходи к нам. Ты еще сам себя не освободишь. Ты правильно говоришь. Ты правильно, но разница между меня и тебя, что ты разделяешь мусульман, а я не разделяю их. Правильно? Разница я между не разделяю меня мусульман, я разделяю добро и зло. Я знаю, что такое добро, я знаю, где находится зло. Я знаю, когда у нас было две войны с русскими, нам не то что помогал, но и слово за нас говорил. Одни западные христианские страны, ни одна мусульманская страна, ни одним словом, ни одним делом нам не помогло. Даже приезжала в Москву, в засос, извиняюсь, целовалась с Путиным. А то, что у вас там такие власти продажные, вы сами виноваты. Вы народ, как народ, вы виноваты. Если вы народ и хозяин на своей земле, так уберите эту власть, поставьте правильную, справедливую власть. Аллаха проси, освободи сам, потом придешь, научишь нас, как нам Я не пришел научиться, я не пришел никого научить. Смотри, я просто свое мнение сказал. Не надо смеяться. Я понял, спасибо. Ты нам мозги компостируешь, сегодня у нас другая тема, спасибо. Просто, смотри, демократия, возьми пример. Умный человек, он возьмет пример от другого человека. Посмотри перед тобой, вот Египет, она пошла по этому путь демократии, якобы, они хотели демократии. Тунис пошел по этот путь демократии. Что делали? Взяли это Запад, сам Меркель поехала как его зовут, Мурси, и сказала ему, вот так тебе надо демократии, и убери этих людей, и поставь этих людей. Они сами уже хотели диктовать там их. Когда он не ходил по их путем, они убрали его и убили его и поставили другой марионет. На 100 миллионов государства. Ты хочешь взять еще чеченского народа, который по демократии, по помощи Западу, который видит геноцид в сегодняшний день, каждый день сотни людей умирают в секторе Газа и Запада, все это смотрят и ничего не делают. Ты хочешь, что Запад... Слушай, вот не надо вот эти вот все умирают, ты нас не пугай смертями. Я не пугаю никого, я просто... Каждый сидящий здесь, каждый из нас видел смерть в глаза. Понимаешь, каждый потерял родственников здесь. Не надо нам эти так говорить. Мы прекрасно знаем, что такое война. Мы прекрасно знаем, когда умирают родные люди. Это не нам надо говорить. Мы сегодня обращаемся к государствам, которые нам могут помочь. Делом, словом. Но твой Коран и Сунна, я не знаю, Аллах нам не помогал. Все эти несколько сот лет не помогал. Хорошо, тогда что нам делать? Это что ты говоришь, это извини на это слово, но со стороны шариат это называется куфр. Понимаешь? Так я же человек... Да нам по барабану, как вы это называете? Я-то человек демократических ценностей, демократических взглядов. Я не человек религии. Я считаю, что религия – это дело каждого личное. Ты у себя дома верь, кого хочешь. Но я живу на земле. И я то, что вижу, и то, что могу ощупать, я знаю, что это действительно. А вера – это вера. В детстве, дорогой мой, я верил в Санта-Клауса. Но я подрос и понял, что он не существует. Также я сегодня подрос. Ты меня прости, конечно, за это. Я сейчас оскорблю твои религиозные чувства. Но я сегодня не верю ни в Бога, ни в черта. Я верю в то, что человек сам то, что сделает, у него это будет. Если ты будешь сидеть дома молиться и думать, что тебе с неба манная каша упадет на голову, вы как 500-миллионный арабский народ, так и будете сидеть вот у себя. Ни нам помочь не можете, ни себе не можете помочь. Но прийти к нам сюда и говорить, забудьте про свою землю, забудьте про свою родину, самое главное молиться, ты мне сейчас предлагаешь.
Но на пустой желудок я не могу молиться. У меня элементарно не хватает на это энергии. Неправильно. Аллах свидетель, что я тебе это не прошу. Смотри, один, ты знаешь, Хазим Абу Исмаилу, когда что сказал, примерно, если я не знаю, кто это знает, вот проси сейчас, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возьмем, Пайхмар, алейхиссалям, смотри, Пайхмар, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что, если было дело решено только в дуа, он никогда не воевал бы. Он просто делал дуа для этой кафири, и все было для его прекрасно. А у него он воевал, и сломал его зубы, и падал, и все случилось у него. И выгнали его из дома, и все сделал. Но другой путь... Слушай. Секер, вот то, что ты это все говоришь, это арабы знают? Все знают. Брат, я тебе говорю один вещь, я не оправдаю арабов. Если честно, смотри на мою сторону. Секер, вот смотри, 500 миллионов арабов живут в своих государствах. Вот сюда, вот я здесь, микрофон выключи, когда мне говоришь. Вот я здесь, например, в Австрии живу, сюда я вижу, арабы приезжают, иногда туристы там, ну, нормально, у них визы, у них свои, вот у вас здесь есть посольство, я не знаю, из какого ты точно государства, хотя мне интересно. Вот мы чеченцы из Чеченской республики Ичкерия. А вот сюда приезжают, которые арабы, ну вот из разных государств, у них потом уезжают нормально, короче. У них есть, если надо, здесь на местах все вот ваше есть, государственные вот эти вот институты, посольство, консульство, все, что надо, представительство. И вот я не пойму, почему вот ты сюда, чеченскую группу куда-то приходишь на русском языке, самый бедствующий, самый бесправный чеченский народ, который даже, когда их убивают, вот у их на родине нас убивают, здесь 20 человек мы не можем на митинг собрать. Потому что если на митинг люди выходят, боятся, что потом родственников тоже там будут преследовать. Потому что есть случаи, без вести теряют русские вот эти, подрусские власти. Вот это. И сегодня, я не знаю, мы вот в таком положении находимся. 500 миллионов из арабов пришел какой-то человек, и нам здесь говорит, надо воевать, какой-то этот воевал, дуа делал, что-то, я не пойму. Вот если бы пришли бы, помогли бы, вот смотрите, братья наши, мусульмане, арабы же знают арабский язык, значит, религию все знают лучше, чем чеченцев 100 раз. Нам просто вот эти всякие офицеры всякие рассказывают, мы сами не знаем, что это такое. Арабы сами, которые могут прочитать, все знать, что у них вот в этой системе. Хорошо, да, все это зная, как вы можете сидеть тогда, как вы можете терпеть вот эти режимы свои, если они вам не нравятся. Я не думаю, что там не нравятся, потому что когда... Я могу покидать без никаких проблем. Я сейчас могу выключить и разбирайтесь, и я без никаких проблем. Один просто мне прислал, и я поэтому зашел здесь. Подожди, не уходи, можно я тебе вопрос задам? Подожди, один вещь, я ему отвечаю, много чего сказали. Одну минуту дай мне просто, я отвечаю ему. Как мой ник называется? Сахар Аш-Шам. Это Шам, что это значит Шам? Шам это Сирия, это Иордания, это других местах. Почему? Вот смотри, Аллах очень дал мусульманам всем возможности подниматься в Сирии снова. Пошли туда непонятные, у них ни какое-то училище, ни политики, не понимают в армии, не понимают в ничего, не понимают религии, молодежи, которые у них просто желание что-то делать, и была для много из них ловушка. Там был 17 миллионов населения суннитов, 3 миллиона шииты и алавиты, и друз, и какие-то, понимаешь, другие течения, которые кафиры, общем 3 миллиона. Общем в Сирии почти было 23 миллиона, 17 миллионов из них суннитов. И поехали туда много молодежи.
И потом начала очень большая каша между этими, которые себя называют салафистами. Чтобы ты знаешь мое мнение, я не за бардак. Я не за бардак. Я посмотрю далеко, когда ты отодвинешь картину, далеко от тебя, ты прекрасно детали видишь. И начали в 2012 году с этими маленькими группировками почти 72% из Сирии завоевали. Появилась там какая-то группа, которую вы сами знаете ее. Там им сказали, подожди, и начали такфир направо-налево делать, и вот начали еще хуже бардак. Обратно позвать. Ты меня прости, пожалуйста. Не, мы все это знаем, как там было, что произошло. Я тебе попробую объяснить, почему у нас с вами сегодня получается разговор. Нас единственная связь вот между арабским миром и нашим народом, это то, что у нас дома преобладающая религия у людей – это ислам. И это все, и культурно, и ментально, и мировоззрение. Мы даже на жизнь смотрим по-разному. Чем арабы, чеченцы, они разные люди по своей ментальности, понимаешь? Мы даже живем на европейском континенте. У нас с вами общего ничего нету. И поэтому, когда ты к нам заходишь и начинаешь рассказывать про арабские страны, что там происходит, ты понимаешь, это так далеко от нас. Понимаешь? И мы вам никак не можем помочь. Между нами целый океан. Вы там несколько тысяч, уже 1500 лет после прихода ислама на вашу землю, вы между собой воюете уже. Сколько это было у вас этих империй мусульманских? Отец убивал сына за власть, там, не знаю, дядя убивал сына. У нас, в нашей истории такого никогда не было. Понимаешь, для нас это дикость. Поэтому нам сегодня, нам сегодня ближе всех народы европейского континента. Даже когда мы здесь живем сегодня в Европе, ты не поверишь, если наша молодежь в каких-то еврейских городах ссорится чем-то, или ругается, или дерутся только с мусульманами. Не было ни одного случая, чтобы наша молодежь или с французами подралась, или с голландцами, или с немцами, или с англичанами. Одни мусульмане у нас в этих втерках находятся. Почему? Потому что мы на эту жизнь думаем по-разному, смотрим по-разному и ведем себя по-разному. Понимаешь, вот разница в чем? Но ты думаешь, что мы если у нас дома преобладает мусульманская религия, то мы похожи на арабов. Нет, земля и небо, разница между нами. Пойми, наконец. И то, что ты нам тут рассказываешь про Коран и про Сунну, про это, нам сейчас не до этого. У нас идет война с русским за нашу землю. Мы хотим освободить свою землю от оккупантов. Как ты хочешь ее освободить? Как ты хочешь ее освободить? Делом, словом, я не знаю. Арабы, у вас же 500 миллионов, вы же придете. Да, Ашам, без вас мы освободимся. Когда мы освободились первую войну, выгнали этого врага, к нам приехали с арабских стран ваши всякие эти... Абсолютно, видишь, у нас все пошло... Валлах, неправильно рассказываешь. Валлах, неправильно. Ты сам, я это все видел, я это все пережил. Я все это пережил. Ты меня слышишь? Я все это пережил. Да какая разница, сколько мне лет? Я это пережил, я это сам видел. Как пришел к нам ислам, самый настоящий. У нас пошли это шариатские суды, нас стали бить палками, притеснять, убивать. Угонять, воровать. И да еще объявили на весь мир, что мы объявляем всем кефирам войну. Вот к чему пришел. Когда к нам, вот к чему пришли, когда к нам пришел ислам. Мы этого не хотим. Мы этого не хотим больше. Тойзан, я чуть-чуть... Сакер, когда ты говоришь, большая просьба к тебе. Микрофон включаешь, когда ты перестаешь говорить, выключаешь. У тебя очень плохой микрофон. Здесь шумит сильно от этого, когда включен он у тебя. Я просто хочу наших всех участников, которые сегодня в эфире, там, даже когда мы что-то говорим, не сходимся во мнениях с нашим вот этим гостем, Сакером, как бы это ни было, это наш гость, он у нас в чате. И я бы просто чуть-чуть там покритикую, да, чтобы мы не
агрессивно как-то не говорили с ним, или вот когда там сейчас Лойзен упоминает, что мы разные, это не говорится о том, что арабы плохие, чеченцы там самые хорошие какие-то. Нет, если это тоже надо подчеркивать, просто разницу, что там культура разная и так далее. И у каждого она по-своему может быть хорошей. Я сказал, ментально и мировоззрение, культурно мы разные. Я так и сказал. Да, я просто подчеркнул, то я не говорю, что ты плохо говоришь, чтобы это так не выглядело, что мы здесь там хотим кого-то защемить, прищемить. Наш гость, он тоже может здесь, мы ему раз микрофон включили, может выговориться. Если кто-то ему хотел вопрос задать, какой-то вопрос. Да, хотел вопрос. Только аккуратно так, знаете, говорите, сюда не заскакивайте, там потом обзываться. Не, можно я вопрос задам? Шрам, это Фридум, нохче духа нерв ложь. Потом, когда он закончит, то выставит его. Такой вопрос. Смотри, развитые страны в этом мире сегодня, возьми Америка, возьми полностью Европа, Англия, самая лучшая медицина у них, самое лучшее оружие у них. В мире диктуют, кто где должен быть, кто чем должен заниматься, они. То есть все блага цивилизации, интернет, холодильник, телевизор, машина, вот что бы в этом мире не было, все придумали, сделали они. Живут по-человечески, где людей угнетают, допустим, да, вот возьми там Северный Кавказ, возьми там вот этот Аравийский полуостров, скажем так. Опять же, все бегут куда? К этим кафирам, к этим безбожникам. У них есть низам, у них есть закон. У них все равны перед законом, у них каждый как хочет не делает и не живет. Так почему? Так называемым, ты должен был сказать. Так называемым. Так называемым, да. Я не говорю, я их ни в коем случае не осуждаю, не оскорбляю. Это каждое личное дело каждого. Я что хочу сказать? Ашам, почему, если вот они такие плохие, почему они так хорошо все построили и так хорошо все сделали? А мы вот такие все мягкие, пушистые, розовые и хорошие, но нас везде пинками под зад пинают. Потому что ты знаешь, я думаю, ты сам, я думаю, слышал об этом. Инна Аллаха янсуру даулат аль-кафирата, ин канат адилатан аля даулат аль-муслима, ва ин канат залиматан. Аллах даст победу. Не понимаю, извини, брат, я вот это не понимаю. Можешь по-русски сказать? Сейчас я переведу. Аллах даст победу кафирам, если они справедливы, на мусульманам, если они несправедливы. Дело в справедливость, понимаешь? Дело в справедливость. У нас нет справедливости. Нигде. Посмотри по всему, эта карта, мы потеряли все. У нас ничего не осталось. С адаями все потеряли. У нас практически истребили это режимы, которые на сегодняшний день стоят, они у нас дома примерно, даже и в Чечне. У них одна миссия, как уничтожить религии, как убрать истину от человека. Вот это главный путь. Погоди, то, что у нас дома оккупант не пытается уничтожить наш свободы, там не пытается, наоборот, наш оккупант русский нам эту религию приносит. Построил 1400 мечетей нам, все молятся. У нас религия, все нормально, никаких проблем. Я же тебя не перебивал, когда я слушаю, я всем слышал. Я тебя отправляю, чтобы ты не накидывал. Я в смысле, что ты хочешь мне сказать, примерно суфизм это правильная религия. 1400 мечетей построенных у нас дома. Хоть даже миллиард мечетей. Но если суфизм есть, это неправильно. Если так, вот примерно, вот делает суфизм, делает это, как называется. Скажи, где правильный? В Саудовской Аравии, где правильный? Или в Афганистане правильный?
Собор, ахи. В Саудовской Аравии, я тебе говорю, там все режимы... Дело об этом заканчиваем. Это арабский мир гнилой. Согласен ты со мной? Я его не Так защищаю. что Не ты хочу. пришел нам рассказывать, что делать, что нас учишь. Иди сам наведи порядок. Собор, успокойтесь, подождите, садим сотворишь. Это freedom нахчо. Ты вот у него спросил, он там говорит, что делал жопа. Нет справедливости Бога, это философское, там, на это можно сколько угодно говорить, но надо отделять мух от котлет и зерна от плевел. Ашам, неужели ты думаешь, даже ты сейчас, вот ты вроде это говоришь, ты взрослый человек, тем более профессор, неужели ты не видишь разницу между религиозной идеологией и людьми, которые тупо следуют религии, не занимаясь делами, которые в мире происходят, там не развиваются, ничего не делают, и теми людьми, которые развиваются? Ты разницу не видишь там? Я тебе говорю, не дают дома ничего делать. У нас примерно в одна страна, не будем назвать ее, нашли у одного чуть-чуть, он хотел делать дрон, взяли его, посадили. У нас не разрешается ничего делать. Математику и физику примерно изучаешь в университете, в арабский мир до уровня, который они позволяют тебе. Больше не позволяет учиться. Если что-то хочешь открыть, тебе все делает проблема, чтобы ты ничего не двигался вперед. Она уже, у них уже это уже тактика это есть, чтобы уничтожить эти народы настолько время, настолько они смогли. Понимаешь, это у них миссия такая, все в арабском мире, в мусульманский мир. Кто это? Ты сам себе ответил сейчас на мой вопрос. Из-за религиозной идеологии эти люди не развиваются. Исламский режим или какой режим? Не могу понять. Какой режим? Назови имя. Я имею в виду власти в арабский мир. Возьмем Саудовскую Ваши Аравию. власти. Такие же мусульмане, как и вы, да? Они не мусульмане. Они не мусульмане. Они кафиры. Ты у них Они не спроси, мусульмане. они скажут, что ты не мусульманин. Я могу доказать, что они не мусульмане. А я могу доказать, что они не мусульмане. Потому что ислам такая религия, которая все в ее ясно. Аллах говорит в Коране. Соборденш. Her çaço çapa çavin çaçu qismuş kamyal çatsu imaditsinş. Haja freedom. Ha ответи от ашамик ha ответ сюда ha следующий по очереди хаздитстиш Ибра. Окуза дабая полностью мир солла дабая. Солла дабая или дабой он ша беша дуй. Соборденш дабой чусо. Соцадуй на соборденш. Аз дабой шуну ша беша дуй по хаз те зайцы зайе камянденштик. Фредом, а следующий Милор Ибраим, Ажил. Ажа и Фридом выстрелит на юг, юг, какие случаи, знаете, вот вы здесь, вы вот так, а мы вот так, Бож. И он шмалил, знаешь, почуваться, аккуратно, Ажил, вот он спросил, он ему дал ответ. И ответ дальше, если следующий вопрос какой-то возник, и вопрос, лучше, ответ, напад, чеши, он не шмалил, 10 вопросов возникнут, дыкаешь просто, хоть записывается до целого, да? Следующий милый, брат. Сайхатаран курт олас, короче, следующий висталитархам. Юх потом, асла иза хилитин, висталити, чух я бы потом. Собордела, Ибрагим, там Лейла хотела сказать. Так, Собордела, Лейла. Ислам тебя пропустит, но вот этот кучаца кицаквар, уже мы ему давно слово хотели дать, мечауга, шедегва, цала. Шрам. Шрам вистахалити, потом Лейла исталитеш. Хэшюйсо. Шрам халхиолити, Лейла. Диктуя. Там вистилал так Лейла исталитариуа.
малялыш сада сразу больше. Основная задача чувак, демократия, ючаха, заверблючу и анакиум дючу, идеология, шей защищать, ешеят, и худу да. Шрам, вопрос, дай ему хоть он лушвала, вы кинуться, да вы чана, вы никак дючу, думаю. Не, он, Аслан, он не ему вопрос хотел задать, он нам хотел вопрос задать. Цель демократической партии хую, фундамент, жесткий, борьба, вариация. Почему Слушаю. Я здесь. Массана угодит речь. Если власть хаити ешхилчи, власть демократии, так вот то ешхилчи, это невозможно сделать для начала полностью диктатуры, теократические страны. Шрам, Хаджан, свободно ханхалдалас, свободно перебить твой там. Ты вопрос задаешь или ты утверждение делаешь? Он не дал мне говорить, Саваш, так просто... Сакр, ты подожди, он не с тобой сейчас общается. Тебе потом... Шрам, он сейчас не с тобой говорит, он здесь нам вопрос задает. То есть Сакр. И Шрам, Хаджал Ахрахтар дал в группе вообще интерес хуел, да, считает я. Бес почуас, хинт от хайшуй, чунга дейтер в группе ху интересу. И вой нохчи қуам ғулқа мехтада. Фокус площадь ел шеше хайқал даг шеше идея, шеше план нег виста хулич. Вой национальный интерес. А сама бен штахум дадат. هنت شو إنه الحياة إذا تطيع بعضك ديش دوق زبوك سوات نوع تا شين ساقو سامبيش دلها تا ويا زريت اللي نادعيت ديس تدل هم من سكر وين حقيقش دل إيديولوجي شيء سنة كالديسن دوي شوي دولش وتشو قول كروش وين تهونا دن إيديولوجي تدا هنت ستات سخه تريش نقدر كنت يختار وقت دو استن راس بمتا просто إشادك كان خوشلش نيس دينش خوشلش إشادك هكر وش بدي أش بتسقيت سوين ويك حق بيحكن ويك دخيت يبوش يعني إذا زلادنا إستيتي أميو صبر ديلا ينول утверждение يخ повторить шрам вопросом далер утверждение коротко повторить شرام ويلر ماتشو ليلى استخلا ماشو في صب شرام هو утверждение يخ الله خلدت Шу основная проблема замалчивать еще демократию учду, за либеральная игра ложь. Вы террорист демодации, вы терхи чмоде, вы террорист чду данный момент. Вы иштлил чду данный момент. Проблем основной не заглушать еще, вы шадек гладко, короче, вы дин лил вашу хара ду вожа ду кидек ду бош на окер мадат. Если демократия бог и основной противник демократии мечал милу дуненда. С самого начала теократические государства ход по любовь противник шхилчи и открыто заявить да хунца дешто. И он замалчивает еще на окер мадат беззубости лше четкие идеологические демократии бог и демократия не приемлет теократического государства. Демократия не приемлет это абсолютно. صح تحقيق مش دويتشو зачем вообще держать долдиш да قطعون شرام قطعون утверждение принятие но он критик сам принятие но она проблема ну иш хаусар дохва нис лурд нис лурдуай террорист жду а я говорю ой мельвек террористу в данный момент уже хульш да из уже надо дюнен халка войн ваш ашит свой массара недрит еш мы уже террористы и проблем так основной не кую что алдашдат
Ну, Шрам, критик, Шрам, ему было, да боже, моду даду члеч, моду знаю Со- пластик. Соборге, Терроризм, боже. Соборге, Хочу Асан открыто, дуешь санама, да, مثلا شنده. خاص مجشون يقع Пасак, они на пасак, другие темы, Лист خليت. они и Лейла на из другие всё. темы тут рассказывают. Просто тахан несколько дней, как они врываются в этот чат. Ну, тут всем дают слово, на то и демократия. Еще я хотела дополнить этого Freedom Нохчо. Вы из не нашей страны, идите Можно я? Ну, Шрам, дополню. Собор Бела, Истхалитла. Хадицев. Лейла, Я приехал на Запад и увидел ислам, но не мусульман. Приехал на Восток, увидел мусульман, но не увидел ислам. Так вот, здесь на Западе я вижу ислам. Ну, то есть они его считают идеальным, я вижу идеальных кафиров здесь. Второе, я хотела сказать насчет этих людей, которые сюда заскакивают. Микрофон включи, Лейла. Ибрагим, можно потом я скажу? Хэшюйсо. Лейла, хинс хэшюн. Лейла пропала какой-то момент. Я хочу сказать, Лига. Вот эти люди, которые заскакивают, это мерзко и противно. Где и с чем они это впитали? Кем? Лейла, опять тебя не слышно. Я не знаю, где я прервалась, но я не знаю, кем в них это заложено и где и с чем они это впитали. Говорится, есть такая пословица английская: не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Я не знаю, кем они воспитаны. И вы представляете, как... Его хэшятся, Лейла. У тебя микрофон выключается. Следи, чтобы он зеленым горел. У меня тут на телефоне я, да. Это раз. Второе. Позвольте нам изучать свои корни, свою историю. Знание своих предков помогало заботиться о здоровье нации, о сохранении ее чистоты. Ученые говорят сегодня, знание своей истории своей семьи до поколения, до какого-то, до 9-го семьи поколения, помогает человеку лучше справляться с трудностями, с которыми он сталкивается. В последнее время люди вообще ищут свои корни, свою историю, копаются в архивах, платят за это бешеные деньги. Молодежь 30-35 лет, там, в последнее время вот тенденция пошла заниматься генеалогией. Сегодня у меня просто лезут с этим... Валла, догма и токар. Ладно, я мысль потеряла, я потом вспомню, зайду. Мы как эти муравьи, знаете, вот есть хазишн, карусель смерти муравьев, вот крутятся по кругу и не могут из этого круга выйти. Но какой-то маленькой кучке муравьев удается из этого круга как-то выйти и не погибнуть. Ну, мы в этом замкнутом круге, который называется карусель смерти, спираль смерти. Виста Халит, ты уже давно хотел высказаться. Юхавель Чнита из Халит, потом РР Виста Халит. Нита Цул Халхерун Исталу. Барст Чебарло, сам Барст Бурыш. Худора, я одно скажу.
Лейла, я дополню даже. Я как раз хотел эту мысль дополнить. Слушайте, я именно нам говорю. То, что на протяжении 14 веков, то, что они потеряли, они хотят возместить. Вопрос, как они потеряли эту религию, это халифат, как они сегодня не могут ее никак восстановить и не смогут никогда ее больше восстановить. Почему? Потому что сейчас даже гигантские империи, даже, скажем, такие, да, не империи, то есть неправильно я выразился, а вот мощнейшие государства, если взять Россию, Китай, вот Японию, они даже соревнуются друг с другом на перегонки, уже опередить друг друга и в военной технике, и в политической, и так далее, да. А сегодня вот эта категория, которую 1400 лет несла, это бред друг другу. Вот называют друг друга кафирами, друг друга муртадами. И вот у них сегодня только один цель – уничтожить друг друга. Вот у них цель вся. И они нам сейчас хотят восстановить через наше сознание. Вот сейчас вышли эти бедолаги, Мискш вышли, хотят сейчас нам внедрить, вот захватить вот эту землю через идеологию, внедрив кафиром всем, вот влив, вот этот сейчас, это тоже провалищно. Как они ее потеряли? Да потеряли, у них хозяева были, у них цари были, у них халифы были, эмири были, у них народ никогда не был. У них убивать это не проблема. Они даже перемешались друг с другом. У них нету народности. Сегодня арабами назвать нельзя. Нету арабов. Их нету. Они перемешались полностью. Захватывали друг друга. Историю уничтожали. Персы. Все это дрались. По сегодняшний день дерутся. Вы нам не нужны. Вы занимаетесь у себя. Вот у нас как раз в Кавказе 4 мощных государства соединяются. Это турки, это Россия, это Запад, это Китай, узкоглазый. Вот это 4, вот это точка прикосновения на Кавказе. И вот ни вы, ни китайцы, ни турки, ни Россия нам не нужна. Мы входим в Европу. Мы хотим своей религии, будь то он суфизм, будь то он крестьянство, будь как угодно, пусть исповедует каждый сам, кто может, но мы хотим жить на европейском территории. А вы разбирайтесь там, стройте свой халифат, вы больше не будете к нам лезть. А те чеченцы, которые вы считаете, это еще надо проверить, что за чеченцы. Забирайте себе туда, домой. К себе забирайте, и там пусть они размножаются у вас. Но к нам больше никто не придет. Никакие халифы не придут, никакие, значит, гаремы не придут. Никто. Нам они не нужны. У нас своя культура, у нас свои понимания. Мы вам, чеченцы, никому в мире, никому народу не навязываем. Мы вас любим как народ. Да, мы уважаем вас, потому что это было бы несправедливо. Да, мы ценим ваше мнение, все ценим. Это атрибутика у нас присутствует на высшем уровне культуры. Но когда нам кто-то приходит или мечом хочет навязать какую-то религию, будь то он христианский, будь то он мусульманский, мы сами знаем, какая у нас религия есть. И мы будем, чеченцы, исповедовать ту религию, которую нам хочется. Будь то он суфист, будь то он какой-то другой. Но нам не надо, это чистейший ислам, кто говорит, вот чистый ислам. Нам не надо это сувать. Мы уже проходили это чистый ислам. И мы под пенек дадим вот это чистому исламу, в кавычках, так сказать. Нам это не надо. Стройте у себя это дома, и вопрос на этом должен быть закрытый.
Мы строим светскую демократическую республику, где будет народ избирать, как ему жить, в шариате ему жить, в христианстве жить, инопланетянами ему жить. Будет народ избирать, а не какой-то халифат и не какой-то бедуин пришел. Все, бедуин сейчас под зад получит у нас. Вот на. Извините, это не, я не эмоциональный это разговор, а трезво я это говорю, абсолютно трезво. Нам не нужно это все. Я гостя понимаю, я других понимаю, да. Вы хотите ислам чисто исповедовать? Ради Бога, кто вам мешает? Молитесь дома, изучайте Коран. Каждый день, значит, в мечетях будьте, учите, открывайте медресы, учите. Все, вам никто не запрещает. Ради Бога. Но вы со своими гаремами по 300 жен и рабами, вы уже продали это ислам. Вы уже вот когда пророк Дейлсалам умер, вы начали драться друг с другом и перебили всю элиту. Нам такой ислам не надо. У себя стройте там, в песках. Все. А мы знаем, чеченцы, какой нам ислам надо. И мы, поверьте мы свое исповедуем четко и справедливо. Мы никому не мешаем и не навязываем. Просто второй раз от нашей партии никакие шейхи, никакие халифы у нас не будут больше. И ни русских не будут. И вот это не Восток будет. У нас будет своя государство. А вот экономические, пожалуйста, мы будем сотрудничать, мы будем все договора заключать, мы будем на экскурсию, пожалуйста, туризм развивать. Нет проблем, никаких проблем. Вот что я хочу донести. Так что нам больше здесь не навязывай, Ашам, религию. Ты иди там, где-то есть радикальные, вот по Коране сунни тоже есть. Иди туда и там объясняй. Тут лучше тебя знают религии, есть, которые знают, ребята. Тут спасибо тебе. А как человек, добро пожаловать. Я тебе скинул ссылку в личные сообщения. Можешь туда зайти и перейти в другой канал и там сказать то, что ты хочешь, мы тебя послушаем. Можно отвечать ему. Можно отвечать. Нашу молодежь ему отдавать не надо. Барло, давай, не надо ему нашу молодежь отдавать. Пускай он у себя, у арабов там рассказывает. Так, Милуха, Подождите, я сейчас... Нита, давай. Определитесь, во-первых, здесь каждый не берет на себя ответственность, кто будет говорить. У нас четко распределено. У всех есть определенное время. Сейчас, если Аслану кто-то хочет что-то добавить в ответ, говорит ровно 5 минут. После 5 минут никто не говорит, чтобы вот этого базара здесь не было. Окей? Ашам, если ты хочешь сказать что-то Аслану, скажи, у тебя есть 5 минут. Во-первых, я слышал его мнение и не ответил на первый, сказал, почему это так разрушилось и не смогли ее обратно восстановить. Я на этот вопрос хочу отвечать, и на другой, иншаллах, на Аслана, что он сказал, тоже, иншаллах, я отвечаю. Работа, первый вопрос, почему это все случилось так? Потому что работа правителя. Так, я сейчас сакра выключил. Нита. Один цакиетон куза. Аслан просто утверждение, Ирина Кюх. Сейчас вот это вот, опять мы погрузимся в какие-то эти былицы, не былицы истории ближневосточных народов. Сак, тебе, Баркал, я бы вот попросил бы чуть-чуть как бы перенаправить вот этот курс, да, который сейчас здесь в группе идет. Аслан, ты принял как бы обращение уже сагец микрофон, да, и кибеш быстро как бы мы в другое это перешли уже, да, в другой формат, где там мы по теме начали высказываться, интервью, короче, вот содержишь.
вот этот вот гость, сейчас я тебе включу микрофон, просто, если хочешь, возрази там Аслану или как-то, но вот это вот погружение нас вот в эти ближневосточные всякие истории, там, халифатов, если хочешь, отдельно сделаем передачу, и там кого-то там пригласим, кто будет опровергать или не опровергать, или наоборот, тебя поддерживать, короче. Как-то так, если хочешь, сейчас так коротко как бы ответь на тебе сказанное, там, или свое какое-то оправдание, или как-то, не знаю. А вот историю туда, пожалуйста, не углубляйся. Бяхмабила, я его попросил перейти в канал Сухайшуй, я ему скинул личные сообщения, может, он, если может открыть, пускай переходит в другой канал, и там мы поговорим. Что за канал? Есть только один вопрос. Просто хотел выступить, потому что он же говорил свое мнение, я тоже имею право отвечать на его, я не знаю, если... Да, отвечай. Да, тебе даем слово. Просто смотри, в истории туда не уходи просто. Я вот не так, иду, как есть, он отвечаю на его вопрос, почему это так случилось. Я еще раз скажу, работа правителя, имею власти, которые есть в арабский мусульманский мир сегодняшний день, состоит в том, что убрать истину имел в виду акида именно, и ислам, и отделить мусульман от ее. И задача этих армий и министерств внутренних дел и другие режимы состоит тоже в том, чтобы защитить эти правителя и эти отступники режимы. Извините, я на русском языке хорошо говорю. И ложно клевеческими, понимаешь, они называют его режимом, они сами называют, что это режим, он на самом деле не режим, он марионет, вот, который якобы он уважает ислам, а он на самом деле он не уважает ислам, он толкует ислам под его версией. В конце концов, эти правительства произвели до нас слабые, никчемные народы. Я имею в виду все мусульмане, которые есть на сегодняшний день на этой планете, расселенные по всей земле. Их единственная забота – заработок на эту жизнь. Просто любой заработок, понимаешь, не имеется в виду. Даешь ему 1000 евро, 2000 евро, он будет на это доволен и будет так жить. Умма, никогда, я имею в виду умма мусульманская, никогда не пережила такого упадка и слабости, как тот, который она переживает сейчас. Без чего долг не может быть выполнен, это уже долг. Победа не может быть доступна, кроме как после того, как мы освободим наши страны от этих вероотступников режимов. Это я сам писал, но русский не умею хорошо читать. Восстание против неверных режимов мусульманских стран является неизбежимым и законным долгом. И продолжение этой жалкой ситуации неизбежно создавать ситуацию гораздо более ужасную в будущем. Вот я написал на арабском, это наше, когда было нападение. Хорошо, благодарим тебя, Сакр. Желаем удачи вам, восстания сделать, чтобы у вас нормальные были. Действительно, от сердца говорю, от души я желаю всем народам в этом мире быть свободными. И я думаю, наши вот эти соратники тоже так желают. Всем быть свободными, всем цивилизованными быть, всем жить нормально, свободно. И чтобы вот это, что идиллия, где в Шаме, вот это, или как его называется, что вот там было, когда подряд всем голову там отрубали, в клетки засовывали, в бассейнах топили, да, потом бензином обливали, сжигали, потом на дерево привязывают, с гранатометов, да, стреляют, машины потом закроют, с гранатометов обстреливают. Чтобы вот этого не было, желаем вам, короче. Я против, Саваши. Все это, что было в Шаме, так это против. Да, мы желаем, чтобы вы тоже освободились, все народы, если у вас там нету свободы, но нам, извините, пожалуйста, у нас
самый бесправный Я народ понял, какая у чеченский. вас тема, я это зашел неправильно, я понял. Просто кто-то мне это скинул, эту ссылку, сказал мне зайти, заходи здесь, за что вчера было, понимаешь, эта картина, вот и все. Это так, я это сюда бы и не зашел. Я потом, когда я читал чеченская демократика партии какой-то вот так, я это уже понял, о чем идет речь. И это, конечно, я не за демократию, я читаю ее. Другая религия, это кафирская религия, это не мусульманская. Для меня это куфр, для меня умма мусульманская. Куда ислам не бы зашел бы, Чечню, Хорошо, Татарстан, любое хорошо. место, это разницы Да. нету. Хорошо, кафиры, Я вас хорошо, освобождаю. Саламу кафиры. алейкум ва рахматуллахи. Да, Один Валейкум ассалам. Чай у барбо, меня есть один вопрос. чай барбо. Соболден, что Вистелов подожди. свободел маса, чай барбо. Вистелов, Хорошо. Так, давай. Ашам, есть один вопрос. Ты готов на него ответить? Приветствую тебя. Свободен, насчет вот этого утверждения, которое здесь было. Микрофон выключи, Ашраф. То есть не Ашраф, а Ашам. Ибраим, Да, свободела. Вот это то, что утверждение здесь было, демократия, религия, это полный бред, bullshit, полная чушь, потому что демократия это демоскратос, это там греческий, оттуда еще это идет, когда народ это власть. То есть это чисто чеченское, у нас это просто маршо, по-другому называется, но сегодня в мире везде это практикуют как демократия, то есть когда народовластие, когда равенство, равноправие, когда каждый человек, он человек, он имеет право как бы иметь свое слово, иметь свои права и так далее. Это не как там на Ближнем Востоке, я не знаю, где там, когда смеются, да, когда люди свободные, с этого смеются. У вас какая-то куфарская религия, когда говорят демократия. Смешно, надо, чтобы были не демократия, а какая-то кучка людей всех гоняла, управляла, и была, чтобы диктатура. То есть у нас разные, короче, как бы миры, разные мировоззрения, разные понимания. Теперь вот этот, вот давайте Чеберло, сейчас ты хоть, он скажет, потом дайте Нет, уже очень давно. короткий вопрос у меня, очень короткий. И вопрос Ашаму. Ашам, слышь, ты можешь включить микрофон и сразу мне ответить, я сразу дам другому слову. Скажи, Ашам, ты поддерживаешь мнение шейха Усаймина? Я поддерживаю мнение Ахли Сунна валь Джамаа. Есть разногласия между для тебя шейх? Он шейх. Он шейх. И все, что он говорит, это правда? И есть разногласия между алямами, поэтому есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Слышишь? Хорошо. Вот это, да, хорошо. Не проблема. Хорошо. А есть возвышенность над курайшитами перед неарабами, как ты считаешь? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, коротко и ясно сказал, нет разницы между арабом и неарабом, только с богобоязнами. Кто больше богобоязность, то он более ближе к Аллаху субханаху ва тааля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал своей дочери Фатима, Фатима, сделай для себя хорошо, я за тебя не отвечаю. Вот так. Это тогда его дочка личная. Тогда почему Ахли Сунна валь Джамаа, шейхи, Усаймин, Таймин, они все говорят, читая хадисы пророка Мухаммада, сахих которые, и говорят, что курайшиты лучше, чем не арабы? Они не имеются в виду. Просто разобрали уже. Нет, это вопрос к нему, мы с ним ничего не разбирали. Я вчера этот вопрос уже с этим разобрали этот вопрос. Все хорошо, тогда у меня вопросов нет, если это было уже сказано. Да, Чеберло, это, знаешь, не тема такая нашего эфира, да, вот эти. Нет, если человек будет сейчас утверждать, что не арабы являются на одну ступеньку ниже, чем курайшиты. Ну, это лучше, это же ты слышал. Вообще не разговаривать. Ты же слышал, что многие вот эти
вот эти всякие сосетлинские, костекские, вся Ахлю-Сунна, вся Ахлю-Сунна, она это давно твердит, что араб лучше, чем не араб. Что Неправильно толкуешь. Ладно, я неправильно толкую, только им тогда объясни вот это, Сосетлинский, Костекский, которые чеченцев дебилизируют, вот эти офицеры, им скажи, чтобы они так не толковали, и что араб перед не арабом без разницы. Хорошо, давай вот это РР. Почему мы дадим должны высказаться. обсуждать арабские проблемы? У нас своих чеченских проблем выше головы. Можно я скажу, и потом я выйду? Можно мне один вопрос? Подождите. Для вас? Сакр, можно только РР, когда сейчас выскажется. Подожди, не выключайте его, тоже включить. РР, пускай выскажется. Уже давно хотел. Да, я бы хотел попросить, конечно, чтобы меня не перебили. Я минут 5 займу и выйду потом. Просто хотел бы, чтобы меня никто не перебивал. Вот так, не отключали микрофон, чтобы я мысль свою докончил. Значит, мы когда, господа чеченцы, арабов упрекаем в каких-то своих бедах, мы должны, значит, быть справедливыми и, наверное, не забывать о том, что войну в Чечне, да, спонсировали еврейские бизнесмены, такие как Березовский, Гусинский, Абрамович и ему подобных, которых мы даже, может быть, и не знаем. Евреи, да, мы что-то их почему-то грязью не поливаем. Вот. А арабов, которые, я хочу сказать, да, вот говорили здесь много, что вот арабы нам принесли горе, нам они принесли то, они нам ничем не помогли. Ну давайте вспомним, кто готовил чеченских воинов, да, это ведь были не простые арабы, а подготовленные, знания. Кто был Березовский? Вот. Кто был Березовский, скажи нам, родной. Свободен, Лехук, свободен, что, Лехук, подожди. Вот этот человек сказал его... Отбеливает раской, отбеливает бешвал. Вот этот человек зашел, попросил его не выключать, высказаться. Мы ему не сказали, что мы его не будем выключать или будем выключать. Но он делает подряд утверждения за утверждением ложные и идет дальше. Поэтому каждое из его утверждений надо разбирать. Первое утверждение, которое он сделал, это то, что евреи, там что-то финансировали, какие-то Березовские, нам пофигу, кто в этой России. Еврей ты, бурят, якут, какой-то пекут, нам без разницы. Понимаешь, ты представитель этого государства, ты для нас русский мир. И сейчас, если брать вот эту Кадырку там, или кого-то других, это такой же русский. Это представители вот этой русской среды для нас. Если мы говорим о евреях, то посмотри Джохара Дудаева запись. Единственный, кто сказал, чтобы остановить войну на официальном уровне русским, это еврейское государство сказало. То есть первое твое утверждение ложное. И все вот эти какие-то подрусские, там, я не знаю, больше русские, чем сами русские, там, вот эти имена, которые ты говорил, там, я не знаю, Березовский, я их ДНК не проверял. Для нас это русский мир, для нас еврейское государство на чеченцев не нападало никогда. Это первое, ложь твоя. Второе твое вот это утверждение, что какие-то арабы приехали, нас учили. Ты вообще, наверное, в Чеченской республике не был там, или только что родился здесь, в Европе где-то, вырос. Нас никто не учил ничему, никакие арабы. Тебе это тоже как раз Сакр там говорил, что мы не знали там ничего, не воевать, не это, не то. У нас не было никого, кто бы нас учил. У нас были арабы, из-за которых десятки наших чеченцев погибли, чтобы их спасти, этих арабов, да, потому что партизанская войне чеченец может в толпе скрыться, она от того и есть партизанская, то есть когда ты днем становишься гражданским человеком, вечером ты уже можешь с оружием в руках там противостоя вот этой огромной фашистской вот этой вот образованию вот этому, ты ведешь особую тактику против этого военного действия. И десятки случаев, да, вот Мурат тебе подтвердит, я тебе подтвержду, что из-за этих людей, которые вообще нигде
воевать, не воевать, я не знаю. Вот их ходили и просто охраняли куда-то, по подвалам их прятали, куда-то перевозили, завозили. То есть, как бы, через этих людей шли какие-то финансы, скорее всего, из России, там, через арабский мир, вот так вот. И поэтому они как бы важны были, потому что без них там чеченцы не могли вооружиться там и так далее. Вот, короче, в чем был весь фокус. А так эти люди, чтобы там обучали кого-то или воевали, там, не надо об этом говорить, эти сказки. Да, если у нас были какие-то добровольцы, мы не хотим их память там осквернить или о них плохо говорить. Все, кто за Чеченскую республику Ичкерия пришел воевать и нам помогать, это все наши герои, если такие есть. Если кто-то пришел нам идеологии устанавливать или какие-то свои халифаты устанавливать, то это не наши герои, извините. Вы халифатские какие-то герои. Вот как-то так. Вот два вот этих твоих ложных утверждения. Где? إبراهيم شو بعدك دي شاول شينا شا ويوالد شا دم ويستخلك ما إليتو ولا Мурад, Вой урватстаила. Мурад, свободен. Мурад, свободен. Утверждение за 5 минут он бы сделал 100 утверждений, которые ты бы запомнил бы штук 5, наверное, из них. Сундел по одному. Са утверждение Эллы и Юрия есть шоло. Ши хаэлэс, ши даях кэтюнэс, да? Дальше чуны, пожалуйста, хаиц. Хочу в 5 минут пропагандировать, да, короче. Еще чего не хватало. Здесь еще давать пропагандировать этому, короче, движению. Я, значит, пропагандировать أسم بوق إيشتا إيوالشول دياتو دوتك بقدوتي أبسني دوش مدوي زابستي أدوش مدوي Мурад, ручки, листок и хайцы, что просто чавать, что ты хочешь чавать. Что мели шел утверждение. Зафиксировать, их разбирать, это что. Просто чтобы чувствовали в целом. Справедливый человек, почему ты другим не делал такие замечания, которые здесь в отношении арабов делали, так сказать, утверждения? Ты же их не останавливал, а мне ты затыкаешь рот. Это разве справедливо? Нет, тебя никто не затыкает рот. Ты сейчас будешь говорить, просто мы не успеем, сколько ты... Разговор идет в том, что ты сейчас... Сразу утверждение на свой даях это адрес арабов, когда здесь неправильно выразились, я подправил, чтобы на арабскую нацию, что наша нация лучше, арабская не лучше, вот такие вещи здесь не говорили. Так что да, тут мы никому Можно не вам дадим. один вопрос, товарищ? Расизм не надо тут проявлять. Пусть РР до конца выговорит свое мнение. Просто мы, РР, хотели записать то, что ты сейчас накинешь на нас. Если вы забудете, я вам повторю. Ничего страшного. Но тем не менее, мы просто хотели подготовиться. Мы тебя не перебивали. Просто ты чеченец, хотел бы я узнать, потому что если ты не чеченец, какой тут разговор должен быть? О чем ты? Я чеченец. Пожалуйста, тогда говори. Значит, дальше я продолжу. Ибрагим говорил, остановил меня. Значит, Сержин Юрти, например, Абу Умар Асеев преподавал, тот же Хатаб, Абу Валид, Абу Дзейд. Это все арабы, которых я знаю, которые преподавали, обучали. Это были Кому люди, они преподавали? Кому? Вот, я хочу сказать, значит, потом начали... Кого они научили, РР? РР, кого они научили? Я сейчас здесь тебе, если ты хочешь, я тебе в личную это скину, все полностью, Нет, видеоматериалы. одного человека. Да я знаю, что эти учебки были, которые нам просто в Одессе в горле стояли людям, которые там... Не, если ты хочешь сказать, что кого-то обучили арабы, мне кого скажи. Вот Хамбиев был такой сейчас под-русски. У нас был министр обороны, которого Масадов взял туда, поставил. И он тоже имел такую особенность находить вот эти вот кадры туда ставить, чтобы... Вот у него была огромная... Смотри, у него огромная армия была у этого Хамбиева, которая полностью неизвестно в каком направлении исчезла, растворилась.
Вот так же и твои, которые ты говоришь, какие-то эти, я не знаю, кто там учил кого, да? Ты вопрос ты не Одно, знаешь, поэтому ты говорю, я-то знаю, я тебе не, я знаю, кто был на войне. Я знаю людей, многих, лично знаю, в лицо знаю. В партизанском движении кто был. Я знаю всех, кто рассосались здесь по Европам я с тебе в самого личку начала. потом все скину, я здесь просто скажу, выскажу и буду отсюда. Вы дальше продолжите свой диалог. Если они, по твоему мнению, ихние воспитанники, ихние ученики, чего хорошего принес, например, Бараевна или другие? Ну, то же самое вам не принес Ямадаев или там еще кто-то, правильно? Об этом речь идет. Мы как раз таки не Ямадаев, не Бараев, они нам не нужны. Народу нашим, все. Здесь не ямадаевцы, не бараевцы, здесь чеченцы, понимаешь? РР, если ты хочешь сказать, что вот эти арабские товарищи принесли какую-то пользу нашему государству, я тебя полностью огорчу, ты полностью ошибаешься. Потому что ничего полезного, кроме того, вот в Афганистан поехал наш вице-президент бывший, Яндербиев, и там свел какие-то переговоры с этими ихними мулла-амарами, там кто тогда были, чтобы они признали там наше государство как независимое. И вот это признание нам, лучше бы нас, они бы сказали, что мы враги, короче, ихние самые первые. Потому что это признание, оно никакой пользы, кроме вреда нам вообще мировой вот этой вот, в лице мировой общественности. И вообще это только вред был нам. Понимаешь, точно так же вот эти учебки, они сделали нам вред. Там рекрутировали людей, которые, я ходил, посещал тоже мечети. Вот эти там джихадисты, которые к джихаду там плакали, там призывали. Все вот этой деятельностью пропагандистской занимались, которые полностью потом рассосались, только за исключением некоторых искренних ребят, которые до конца остались в этом деле. То есть вот эта вот система, она поспособствовала нашему имиджу, антиимиджу во всем мире, и сегодня мы долго еще вот это нам надо будет пережевывать, разжевывать вот это все, чтобы более-менее какое-то благоприятное русло все поставить. Ты меня извини, я тебя опять перебил, но постарайся одно какое-то это высказать, и потом, чтобы ты за 5 минут сейчас... В общем, высказаться, я бы уже давно высказался бы и послушал бы вас, но вы меня тормозите на каждом моем слове, и как-то, я не знаю, вроде бы вы здесь все говорили за справедливость, за свободу слова, но что-то я абсолютно не вижу. Ты только здесь на её. вентилятор не набрасывай. Подожди, Лехук, вот смотри, РР, сейчас ты можешь высказаться, но выскажи не 20 каких-то этих утверждений, а одно утверждение, 2 утверждения, но можешь развернуто их как бы высказать. Уважаемые Потому что ты сейчас, когда вот так уйдешь, давай, окей. Товарищи демократы, я хочу вам коротко сказать, обратите свое внимание, что ваша ненависть к арабам, она схожа с ненавистью вот тех же русских военных, ФСБ, вот этих прорусских чеченцев, которые ненавидели арабов, которые с трибун кричали, проклинали их. Да, там тот же Рамзан Кадыров, мы видели его видео, где он называл, что 90% арабы это голубые, вот так и так и так и так. Вот, вы обратите свое внимание, что вы в этой ненависти, вы схожи с ними. Вам арабы ничего понимаете? Кроме, вот у нас привычка извинить всех вокруг. Понимаете? Не у нас, а у тебя. Ты к нам никакого отношения не имеешь, ты не чеченец. Дайте вам высказать. Закройте ему микрофон. Свободная, подождите одну секунду. Подождите одну секундочку. РР. У нас, как у демократов, у чеченцев, никакой ненависти к арабам нету.
сегодня чеченцы болеют за арабов, каких-то палестинцев, несмотря на то, что на бутылках их сажают, на бутылках сидят, они куда-то за арабов болеют. Они куда-то там колодцы роют по всей этой Африке, куда-то там Уйгурию, куда-то в эту. То есть больше, чем чеченских дебильных интернационалистов, более сильнее, чем мы, ты вообще нигде не найдешь, по большому счету. Если ты о нас, о демократ, если ты о нас, о демократах говоришь, вот именно сторонников демократии, то мы здесь годами выходим с сирийцами на демонстрации, смотрим. У меня в голове, например, вот лично, если меня взять, у меня вот эти сотни фотографий, у нас просто не было этих камер, фотографий, когда у нас война была, поэтому не запечатлено вот эти вот убийства жестокие всякие. Сегодня уже мир развился, и появились все вот эти возможности. И у сирийцев мы вместе там готовили здесь вот эти всякие плакаты, всякие транспаранты. То есть с ними на митинги уходим, им регистрировали здесь митинги даже, когда они поначалу не знали. То есть помогали всячески своей какой-то деятельностью. Поэтому то, что ты сейчас там арабы, не арабы, что мы как там против нации какой-то, это вообще ни о чем вообще. Просто, я не знаю, воздух гоняет и все. Можно добавить. Дайте мне сказать. Я хочу Давай, ответить. Нита. Сажим Соболди. Я хочу сказать вот этому человеку. У нас, у чеченцев, нет ненависти к любым людям, будь то арабы или кто-либо еще. Наша история и культура обогащена влиянием различных народов и культур. Мы всегда стремились к толерантной и уважительной атмосфере. Мы гордимся нашим гостеприимством, традициями, нашими ценностями, которые подразумевают уважение к каждому человеку. В нашем обществе ценится доброта, справедливость и солидарность. И ты, как чеченец, должен это знать. Понимаешь? Этому мы руководствуемся. Мы не пытаемся людям здесь навязывать свое собственное мнение или там рассказывать про какую-то ненависть к другим национальным принадлежностям. У нас этого нет. Да, Чечня, как и многие другие регионы, она сталкивается с некоторыми проблемами и конфликтами, которые, по сути, были и будут политическими, национальными такими вопросами. Однако ни одна из этих проблем не может быть связана с ненавистью к конкретным, как это сказать, этническим группам, включая арабов. Мы приветствуем диалог и сотрудничество с различными культурами и нациями. И стремимся и стремились к укреплению этих взаимопониманий и мира. Наша история, современность свидетельствует о нашем отношении к другим культурам и их представителям. Мы с уважением и пониманием всегда относились и будем относиться. Вместо такой, знаете, как сказать, ненависти мы поощряем взаимоуважение. И вот это вот достижение гармонии между различными этническими группами. И мы стремились и будем стремиться создать это общество, где каждый человек может чувствовать себя в безопасности и принадлежать к чеченской культуре, независимо от своего происхождения. Поэтому не надо сейчас нас приравнивать к числу людей, которые тут пытаются накидывать и рассказывать о том, что чеченцы ненавидят арабов, или мы демонстративно высказываем свою точку зрения, свою позицию. Мы всегда будем стремиться к этому. У нас есть на это право, и мы имеем на это право. Но это не означает, что мы сейчас пытаемся рассказывать о ненависти к другому народу. Вот и все. Просто я считаю, что это так. Можно я спрошу? Саваш, можно мне вопрос? Я же много ответил на ваши вопросы. Можно мне вопросы, если так, если вариант, хотя бы 2 вопроса, если есть вариант? Конечно, можно. Шам, зайди в нашу группу, и мы тебя ждем. Там поговорим, Нет, как хочешь. дайте ему тоже задать вопрос, чтобы он тоже, если хочет. Скиньте свою группу.
Я просто мне, с одной стороны, поймите меня правильно, я с вчерашний день удивился. У меня не было такое мнение о чеченцах. Я, если честно, не обижайтесь на меня, что чеченец станет для его религии ислам. Проблема, это вообще в жизни не ожидал встречаться с этим. Да, хоть принял, что бывает среди них суфисты туда-сюда, но по-любому не думал, что он откровенно чеченец станет. Я араб, я чистокровный араб. Я просто не хочу восхвалить откуда туда-сюда, или это там нет никаких восхвалений. Человек, он должен быть богобоязным. А так, мне очень... Подожди, Саваш, собор. Я же никого не перебивал. Я просто слышу. И я в шоке, если от вчерашний день, от чего я слышал вчера, как этот человек говорил на ислам. И сегодняшнее время, и сегодняшний день, это передачу, которую зашел я случайно. Я не зашел по намерениям. И не думал, что это до такой степени стала религия ислам, для некоторых чеченцев большая проблема. Никогда Ашам, у меня... подожди, чеченец, это не... Подожди, не... Собор, бисмиллах. Дай мне сказать. Алхамдулилlah, А что нет? Собор. Я тебе не враг. Сейчас всех выключим, дайте высказаться ему. Я бы хотел чтобы Чеченю, стояла на ноги, освободилась от всего это кафирское режима, Россия кафирское режима. Кадиров для меня это кафирский режим. И стала нормальная мусульманская страна, потому что ислам... Чем мешает ислам людей? Допустим, что предлагает ислам для человечества? Налево не ходить, не пить, не курить, не воровать. Сакар, это твой вопрос, Сакар? Сакар, это твой вопрос? Это мой вопрос. Чем вас мешает религия ислама? Почему она стала так в Чеченю? В чем проблема? Для меня понятно. Можно ответить? Можно. Можно тебе ответить? У нас нету проблем религии какой-то вообще. И я вообще... имею в виду ислам, именно ислам. Да. Вообще ислам это вообще понятие растяжимое. Ислам есть сотни течений, сотни всяких школ, учений. Ты же сам это прекрасно знаешь. Сегодня суфистов вообще мусульманами кто-то не считает. Шииты это вообще самые плохие там какие-то. У нас такого нету. У нас в нашем обществе, пока к нам вот эта вот идеология вот этого дебилизма не пришла, у нас никогда вот этого не было, понимаешь? То есть там, чтобы даже вот эти суфистские какие-то учения, разновидности их, которые у нас были, никогда мы на этом не делились. Наш народ, он был всегда единым, и к другим тоже нормально относились. С чем нам сегодня мешает вот эта идеология политического ислама, которая во всем мире, вот это, мы его называем своим именем, русский международный исламский терроризм. Бисмилlah, собор. Я не говорю о политическом... Русский, кто его выключил, подождите, но высказаться, да? Русский международный исламский терроризм, есть такое движение, которое очень хорошо, русские научились, вместе с этими, с арабами, там, всякими, Бен Салманы, потом всякие эти шейхи, Усаймины, не Усаймины, все они же там в этой диктаторской системе живут, и никто там уже не может, как ты говоришь, пикнуть, что-то про ислам говорить, то, что вот этот режим не позволяет. А мы все, что видим, слышим, оно оттуда только и происходит, понимаешь? В связи с этим, соответственно, вот эта вот вся система, просто вот русские четко, вот им удалось все-таки это приручить, оседлать вот это вот дело, и они сейчас вот это вот создали во всем мире, и самые первые у них вот эти, на первой очереди чеченцы стоят, да, те, кого они лучше всего используют вот в этом деле, и
вот это через всякие русские литературу, вот эту как бы религиозную. И нам очень это мешает. Мы это несколько раз, если ты не слышал, вначале говорили, что нам мешает вот это вот дело. И нам мешает, что наш народ радикализирован, что он вот это раздроблен, да, на вот эти идеологии всякие политического ислама. Если говорить, опять-таки, о вере какой-то, о вере человека, или если он себе исповедует религию и не, на других как бы не распространяет это, да, насильно там кому-то пытается, то есть перейти дорогу там. То есть каждого вот это, как во всем мире это приняли, да, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот это как раз именно то чеченское, исконное, там, истинное, наш вот, то, что входило в наш самобыт. Это самое нам приемлемое. И вот к этому мы обязательно, да, вернемся. И то, что у нас это выбили из-под ног вот эту всю почву, вот это нам мешает. Нам не дают сегодня наше государство восстанавливать, нам не дают вокруг национального интереса сплотиться. Всякие вот эти вот офицеры, религиозные деятели нас сбивают с этого. О, этот кафир, этот муфир, этот суфист, этот шмуфист. И вот так, и все. Вот на этом как бы циклят наших людей. В то время как в других каких-то арабских, ближневосточных, азиатских странах, там есть и кефиры, и мефиры. И вот здесь я в Австрии много видел, и арабов, мусульман, не мусульман, они очень хорошо ладят между собой, и меня могут запросто в своем кругу как бы вышвырнуть из своей среды, выдавить. То есть у них очень, вот у вас, у арабов, именно у тебя я не знаю, но вот у арабов очень сильно вот это национализм и как бы между собой вот это братство. Без разницы, христиан, араб, он заходит по-христиански, там говорит, тот ему по-мусульмански, и нормально все ладят. Вот то, что я видел своими глазами. Потом точно так же у палестинцев, у пакистанцев, у индусов, они тоже, пакистанцы, индусы, на одном языке говорят. Эти мусульмане, эти не мусульмане, хорошо ладят между собой, и тебя, и чеченца, и любого другого национальности человека, они как бы едины могут стать против тебя, и против тебя выдворить из своей как бы среды, или тебя, если надо, вместе напасть, там, и тебя остановить, короче, друг за друга спиной стоят. У нас, у чеченцев, вот это вот все берут, выбивают. Несмотря на то, что сами они нормально себя вот так вот чувствуют вот в этих своих национальных движениях. Поэтому это все вредно нам. Это мы не можем допустить. И мы это обязательно будем с вот этим бороться, с вот этим ересью, да, скажем так, да, которая наш народ делает раскол, который нас как бы как народ полностью ведет к погибели. Вот как-то так. Ибраим, можно кое-что спросить? Хаус, дай этому ответить еще гостю арабскому. Потом после этого задашь вопрос. Пока тема не ушла. Мне Просто короткий вопрос. Давай, Хала, короткий вопрос, Хала. Вопрос Тойзану. Тойзан, ты же говоришь, что ты демократ, идеологический демократ. Почему ты тогда ставишь рамки, например, где мне молиться, как мне молиться, кого мне верить? Вот такой вопрос у меня. В политику не лезь, и рамки никто ставить не будет. Ну, то, что где бы я ни молился, это же не политика, где я молюсь. Почему он мне ставит рамки? Социанс перепутал, но я никого никогда не вставил рамки. Все толерантные, все добрые. Ты говорил в этом эфире, Можно мне ответить этому человеку, Хаусу? Свободнее. Да. Где я говорил, что я говорил, Юхала? В этом эфире ты говорил, молитесь у себя дома, мы не против. Мы не против, говоришь, и сразу же после этого говоришь, молитесь у себя дома. Ты сейчас вытаскиваешь из-под текста мои слова, сказанные в каком-то в теме предложения, и просишь мне ответить на определенную фразу в предложении. Так вопросы не задают.
Может быть, Может, Тойзан, может, он хочет у тебя дома молиться. Цахасу, Нет, я я не имел в хочу виду, что дома вера молиться. это лично. Зачем Аллах, подкалывать? имел в виду, что вера это личное дело каждого. Я сказал, вы можете молиться где угодно, молитесь у себя дома или в мечети, но я не имел в виду, что ты у должен меня именно нет дома молиться. вопроса. Наверное, я неправильно тогда понял. Не Тогда все это само, ты из-под текста взял слово. Ставаш, можно, Ахи, кто это, я не знаю, Ибрахим, я думаю, он говорил последний, да? Который ответил на мой вопрос, якобы. Да, это я. И ты не ответил на мой вопрос. Примерно я хотел вопрос, в чем этот примерно ислам, который мы понимаем его все по его закону, который примерно налево нельзя ходить. Какой ислам? Какой ислам? Собор, ты говоришь о политический ислам. Я не об этом политический ислам говорю. Подожди. Я говорю... А какой ты говоришь? Какой? Дай я отвечу ему на вопрос. Сахар, ашам, сабр, ахи. Собор, ахи, на секундку. Я понимаю. Тебе много слов дали тут. Честно говоря, уже одно и то же крутим, жуем, надоело уже. Подожди, дай я тебе отвечу. Твой вопрос абсолютно понятен. Вот я уйду, брат, без никаких проблем. Я выключу. У меня никаких проблем нету. Я тебе хочу ответить, чтобы мы не крутились на месте. Можно я тоже скажу свое мнение по этому поводу? Подожди, сабр, ахи, сабр. Смотри, религия, как таковая, вера человека, она никому не мешает нам. Каждый верит для себя, понимаешь? Вот ты со своей чистейшей, праведной, самой ровной, самой чистой религией, ты говоришь, чем она вам мешает? Я тебе говорю, религия в целом – это опиум для народа. Это очень известная цитата, и она очень сильно описывает, что такое религия. Потому что я не говорю, что религии все неправильные и все такое. Я говорю, что через религию человеком массами манипулирует на ура. Понимаешь? На ура манипулирует. И у нас, мы прошли через это. Мы сейчас находимся в самом, как сказать, разгаре этого процесса, когда нами через религию сыграли как куклами, да, и нас и рассорили, мы и государство свое независимое потеряли, и все такое. А ты нам говоришь, чем вам религия мешает? Нам не мешает религия. Каждый пусть верит, что хочет. Это его личное дело. Кто-то может верить в единорога, кто-то может верить там, в макаронного монстра, кто-то может верить в Аллаха и Мухаммада, его пророка. Это их личное дело. Но когда человек начинает это поднимать на государственный уровень и у других забирать его свободу, верить в то, что другой хочет, тогда это становится проблемой государственной. Понимаешь? И мы прошли, я тебе снова говорю, через это. У нас на этой волне наше государство разрушили. Чеченцев между собой перессорили. Поэтому, если ты вот идеальную, чистую религию нашел, ислам, начни со своих арабов, которые разделились на 74 течения, поколениями воюют друг с другом, убивают, кровь проливают, захватывают государство, там что только не делают. Давай ты не к чеченцам сейчас придешь с этим своим чистейшим, идеальным исламом, и чем он вам мешает, а начнешь со своих арабов, которых 500 миллионов, приведешь их всех, это чистый ислам, покажешь нам пример, понимаешь? На примере покажешь, как это все функционирует, и мы тогда возрадуемся, что у нас здесь такой пример, и тогда переймем этот пример у вас. Другие нам навязывания, нам эти обманы, все это прошли уже, надоело, переварили, понимаешь? Не надо нам, хватит. Сахар Ашам, ты говоришь, ты араб, езжай к арабам и учи арабов правильному одному пути. Собери 74 течения в одно течение, тогда мы поговорим с тобой. А сейчас у нас тут времени на тебя и на твои вопросы нету. Ты одни и те же вопросы задаешь. Понимаешь? Если тебе все отвечено, давай ты сегодня просто будешь сидеть и слушать, и дальше свои выводы делать. وسرخو مشاورة هيتسلس والله يتسأوش دوكي ديتي أغنية يستقيل. Тойза, можно замечание сделать короткое? Я, ты привычку у тебя вошла походу. Ибраим, вот арбочин, о, гилкахта, хазгамиш, ты раз вопрос дельч, подколот ты поможет, он хочет у тебя дома молиться, и вырай, мухи, ты арбоич, о, валорка, лорит, оно чела.
Примерно, подкол есть. Нормально, с сарказмом сказано. Yok подкол, Ху yok подкол, زندان чуан лемаз, чуаден шук хахуба эльч. Кимухиет есть. هو разницу осмечады чаламаз. Сюдер, асун кверт, асун кверт, а дедиш мадат. دير واحد سوندوس واكوست Ну, значит, Слышь, Мадья Борек, тебе, насильно я тебе, так самошки чуа мадия тебе же об этом говорят, что как бы хайлем маши хай амал шихуны дали юкаита итенага худиба. لامز ميتشاديتش نوق داتس نيس خداهوتنج كل داهوتنج جوكتي شو شيلامز ديش قون نوق داتsa سون نوق واحد Индус Шиламад Нисхун Уле Дауатендич Хунно Дацах Керс что через два Индус из Дауатен Хун Уле Дауат Ахтано Даца. Просто дюниан история, практика показывает, вот последних лет. В первую очередь Шаламаз Мича Демекшен Архиет Швалтагуя Бусулуптак. إذا قلنا إندوس دعوات يكرسنك دعوات سنت أخيت قزة وحلامز دبق ويات سبق ويلامز دولة سنت اللي هورنا دين شماج ديكدوش يتصعدو ويتش لاتشا نوقع ميتش متى دعوت شورا شيش يلامز دكوتشي وجا نيبيرنسيمس خلصت يوشي حاغ يول نوقع يول Zundel Megstati. Quran zashishat desh hochchua Quran humma al Quran sisas madie izlož bochsta det erstoch nachbu. Quran ler desh bol nach qwe anashun hochchu khaz megag buch baga yosh Quran ler desh os buch bagansan. I baga ler yesh Quran ler dechalla huot nach tsahason tuvalete de harsanum duşun os bagans Kur'anlar der. Üç nisbiyaş. Hoxçu abersen nisbiyaş. Büyük bagansani Kur'anlar da hoxçu boğuşbeş. Bu üç nisbiyaş. Ter şey çuabol şey deşka nanoşka serios şel отношений джихад boğuşdal. Ter sadvoştu ya tu abisnat yaşuşun. Nakçeçun джихад huyu hayışun. Кар ацана Калашников qo'yasna sheyisha nana g'az qishlosh xiyaq hatsa shi efir halqa belxirdir shunu qulub pecha izudri tarhik bala qidek düç admi sa'sat wahlush oz hole shay zudri baxaytin oz g'az qishen oz shoy churzudar shdichi maga meksh ush wahatesin yowcho kot mshiya jihad boxshol Цара шенан ihum хилет рез балах кидек цанген дачун цадуч денек цершейнан ош лилу цадген бачунуш илар дештала реально гулхталарда диештушун сохужре ухчхайна аз Qur'an год юқалла қалоти хушдаршун чуячи халдулш даршун ашлар дешол аш Qur'anlar дешол багвашуя sunt țăhasun, I cuartea mulelo beza, I băgtea mulelo ieza. Țane xinua, ia țane sab, nu țane irefșat și șubătoș. Asuelar, vezdo çaylarız. هما داتين او تاغوشي Aja astahome erdoğu. Pintir valla tuz. Astahome erdoğu. Ay nofçi çuğları. Айдина цадир дуй. Айновчо дуй безопасность учлю там куза. А самое сердце зудриши бе кунзлиш деца южи тэш. Кихокинавца у лянг уже лянги на канеш. Арсюли чубюш, арбу чубюш, раска чубюш, ариша якки пачалшош нах буш. Кетё. Үш мячо ушимит биняха, це пачалшу духдаш. Айновчо лардия, амачо хал, амачо, хайчин са дюхалдюш. Са нормально дабюч. Хокар я че юхос дюхвой. Хокар я че даже хунта. Ошен те маажня киетеш, моду веши ларвал вешуй. Кетё. Вешин положен дик маяц. Иду ве хуза дюце ходуква. Он веши ошен моста ухи. Ошен гесту отевяла веши. Ой, дючте, ким маду совсем. Ой, камхил, ой, кому хашник, ой, ла, ой, дин хуажер, дуэн, або кёрте, бах, алдуахтар, дуэй,
ولا شو يتروي ولا أرى وقروي وقومو خجنك دايوي بوي تا كوچك تا حقوالي حال تا أخمات سيلا بوش دوي حيدي تيقي أنا سيلا حيداو أنا сила. Видите? Сначала все так, остальные бог. Я мадую, нож дают, камел мадаться. Ценал мадаться, значит, нечисто тут что-то, дуй. Вот я херкиваешь, дуй. Вот эти, а хош багу, а ма хош багу, миллиардеш, лоха, деши, тапшнеш лебяш. Мич ахил дуй, сандугум. Мич диня, мич ногчал ахил дуй, гумш. И дуй, дуйца, пиума, да. Сажим байш хадел. Молодежь, сагон, таки даяхтанца. Молодежь уже дайнан бога, даш, деш мадач, шен лупак хадеш. Уже хал, генна, шакашьячила, уже призывы даях шмабу. На тя уча, уже на не глаца душте, да, отцо, де, дуак дуодеш, глаца душе, ал шакашьяч, хуюца ушел, ажумш, блядь, тайк беш, ну дуй, беш. Он тя каждый моду деш, ответственность нести ее я сажима. Асхаус, рыхца боги, именно, рыгдючка, мелдацуны. Ну, и милвала босс. Сайга, ханга. Вдумайтесь, ребята, ты шуши. Ногчи спасать мне, митча на ой безопасность, шушин, главное, дуй. Вола, что долгие тоже, дуй. Бисмилlah, если вы дадите последнее слово, я уйду. Бисмилlah. Пожалуйста, бисмилля Ты и еще уйди, 30 пожалуйста. Ты еще 30 минут назад собирался уйти. Да, Интересно. выгоняешь, да? Нет, ты сам себя выгоняешь, кстати. Каждый Я раз. уйду. Да другие они сказали, заходи к нам, не знаю, зачем им зайти. Братья, я не знаю, я знаю чеченцев, я люблю Ты Чечню, нас я люблю... кафирами обзывал. Ты сейчас кафирами нас обзывал, Сабр. демократы. Любой демократия это куфр. Без никакой-то разговор, демократия это другой религия. Только диктатура это чистый ислам. Тебе потому 2 что- дня с голоду оставить? 2 дня вот тебя с голоду оставить? Я посмотрю, какой ты мусульманин. Хорошо. Я просто говорю, как есть закон Аллаха, не по 2 дня, не умереть. Есть, которые В исламе есть У тебя выборы. что, связь есть с ним? Ты созванивался? Или как есть с Аллахом говорил? О чем ты я говоришь? говорю- Что тут я нам говорю, сказки ты рассказываешь? я Я тебе просто сказал, говорю- трактовки есть, разные Нет, трактовки есть. просто. Я не буду мешать, я Ты уйду, говоришь, брат. демократия, куфар, зачем ты сюда вообще сидишь дальше? Выходи отсюда, не надо с Давай. куфаром сидеть тогда. Ладно, Все, ладно, давай, давайте. счастливо, До свидания. удачи. До свидания. Давай. Давай, до свидания. Да, уйди и своим передай, чтобы в эту сторону не пришли. Психиатр и алга чувство как раз инту окол хан не интан وإرنتي نشون الخيط سون بو ألشة إنتو شواهوان جاشي عربي بولشة شدعدها دوتر مدي سيلخن أنتي ترو أوتشو إقنتا تيت يحقنا نك داون إنه هوكشو قاتشة قوزا نكاوت غلا داواتشة إنش عربي شو عدوتر مدو تسو نوكشو إشت باتشو أولا توزن تانا عرب الشيوجريش غاسق الشدية غردين وين وريم قوشو إيه بعضو أخوة ميوخ أتسون فتي سلومون بخلتر لوش فلغين ميوخ دلا Варизм. Сэр выпускник варизм. По разговору, без огласка, Москву, шейд изды, выжды, вош. Соответствие расти, Палестине согласен. هي ويتات بشو Арабу барцу, 100% арабу барцу. خليتا ويتات بش تشت بول كريتيكا واتو اشت مال اسبوع كده اتش اشت تك جوا باتش اربو проблем что есть там охотуешь арбу هادو искаска нам рассказывают и так сразу первое на тхабал бачу арбу проблем тхо нохчи до тхарбу та общума дач и религии хлар общий хлар даста культуру وجه اذا тхо европеч до алча هما дачун ицнахак даха диз вай дач арбу сан كوردين إناخ شيخ دكتور دلوي بين بولش شيشان мы другие تير حن كنتور خلشي أسبوع دا ديسك وجا إذا تتسع غلق لي يدر يوم بعد الله استير وكرت خوشنات عشان نوجي وجات بوستيلي قيتش تون ده يحضل دا ديس تجي هيتا جاي تخونا
1000 раз ближе нам немец, француз, англичанин, чем ты, араб, эльч. Цун халхиетер, цахиетер, вай балба цун эльча иснага, ишей политический ислам чу далин. Вай цадинак ха вай. Цун сайбел гергандардак бог, цер баханц. Док бахандас, но основ часть нашей проблемы и политический ислам. До цун де бо цун де ицуман доалусу. Сама религия ничего против не имеет, как и христианская. Звери кровожадные, хищные звери очень любят травоядных. Нейрофизиологический прямой смысл. Крокодил вообще любит всех, кто к озеру подходит пить воду. И цаду, шолдек. Страна мусульманская не может быть. Государство, высокая организация, она требует высокой эффективности. В современности арабские богатые страны сырье прожигают, разбрасываются деньгами налево-направо. Они доказывают, что не может быть страна религиозной. Все, у меня все, спасибочки. Бекелла. Чурте мой сейчас свободила. Кем ям қити мер кучу адела иштсафа. Да хиет делакер. Ай вистхло. Вистхло магадон. Ну тема религиозный фанатизм это как инструмент Кремля для осуществления нового масштабного террора в Чечне. Инцештар кетшлуш разные Абдуллахши там Хошкарза Байгарица хумдат إذا юга иштанохчи все-таки ти анулуш буйте бошта. Еркузат ем итиш дала тахиет селакер. Ибраим хит цела, наоборот, практической частью уходит. Полси. Ну, в принципе, да. Мокшал мою, а сейчас. Милшу бара, куча, догматики. Соу догматик. Куча шамбати, а милшу бара хайт наш куча бой. Асам куча ракаши, чем саю элгатни раса, кыз дежени. Все. Абдуллахши, цатау ниндзяши, буддиши. Да. А просто Эльч в начале Хейдер канал Сундела. Просто договорились. Фанатизм в религии, фанатизм именно в исламе, который Ахмад Кремль использует, и что использовать еще, и зарядку использовать еще, как минимум 200-300 лет. Цахатер дирас, объяснение Зерсун, как его используют. Ну, мекштела и штхат. Можно вопрос задать? Да. Тут сейчас был задан вопрос. Амат, он цахаевый. Нет, только нет, просто чуя лукус. Не эсам войнохчи шнука дол улфет. Именно политический ислам, да? Изму использовать, да, что как бы гуштается, знаете? Да. От того, что ислам политически использовать дарха ислам мадас бехкедек. Söyle kalışık mesela Marş'da. حاجل قبل مدرة تشوي مراد هو الله قوي والله صدق لي شو شون كوتشات على استاجم دعوه رفيق Видишь, это не означает, что сама религия виновата в этом. Салаш, как она не виновата, если шаг влево, шаг вправо, ты вылетаешь, и тебя ненавидят вплоть до того, что тебя убивают за это? Как она не виновата? Ну вот видишь, ты шаг влево, шаг вправо, ты именно взял тот момент, негативный момент. Нет, это не негативно, это основной момент. Именно шаг влево, шаг вправо. В каком контексте? Милых моментов. В любом, если Кремль об этом недоволен, то тебя убивают за это.
называя Ну, тебя худшим из религий шайтаном. ну, от того, Свободеш, что... دقماتك تخات تصابدش تخاطر تصابدش منوتن دقماتك تخاطر دي درس عبوش دك إسلام مسلماني ني إديالنا إسلام إديالن بوغ إشت إيالاش توريو От того, что политика использует любую, неважно там именно ислам, от того, что, допустим, ислам религиозный момент использовать ярха, это не означает, что сама религия в этом виновата. Это люди в этом виноваты, именно определенные. Ашкуза Юичега Хинцев в данный момент трехглавый Кремль. Свободеш делаешь. Уйор догматик хахт оларса. Инс массу хена и Кремль ют. Кремль. Дик до дукахчар. Окей. Аз суна Кремль угар юах маста газ кыш Кремль бус. Но масала асен чуг там хахтер лас. Там масал далгас. Масала садас ол сюг. Ай тайдеш дат ist dies ist klamaz ya tahum asuna masala sayqitamat no masala wa naqsa tanahka iri tanadash asin tsawi nasa as bahtun hajal dada akaz ist dies khandach ist dies khandach ну какой-то момент религиозный отцу я хайбаги да оли хайвари деш муш дат is ну zu Islam, zu denen, die haben die, ist nicht der, dies ist ja auch zu der Konflikt, zu mächtig, хuli. А zu Moment, уже конфликт, да и конфликт, zu Moment. Кремль винит подожди. خذ قيترس خذ أبسني تنتظر أحدام وهند غلغ خلمجا نقطة خلمجا نو وين يهوقا Агдейц мухлевец, адочка Ахмадайдович, да ладно, отпустим в сторону религии. Хайдейц, вен деща, ты стал отцу и говоришь, короче, ишь-то дезоне, уишь-то дезоне. Это не смацанули, ты ему должен это объяснить. Догматик, а может они оба, а может Тушима лучше Коран амичи, воуши объяснять, для чего? Само собой, модуль, само собой. Ну смотри, алло, бях побила. Консервативный сагуй масала ши горчан, ну нис я галга уса, ну галга ахнохчи. Горчан консервативный сагуаши и цунг хахтча шивари даш из мушлил дат из дин иштлил диз яхцу. А оз выясняет, что ёх открытиш, ну хан юд маюди интернет хулнах диша ях циг ну кел хамаш хо так такел хам хайнат хон ажул да наха корт бах мегш хындат аказ ажул үш хам хайнат сон алелой мегш хындат из отцу я ай корт бах без бисмиллах олыш кафир ша корт бах и ты его уже никак не переубедишь ни за что в жизни ты его никогда никак не переубедишь он ну an войнах мы что понял не фанатики а вот верные своим принципам на войнах. Вот, а заметьте, да? Мы что? Бусол цагуя. Из разницы, он но, тебя просто наверное, самый первый в мире нохчи эгдацас, голова эгдацас, я хамья эгда. Но Игорь первый в мире, наверное, война гокса. Это Субара. Акват бак без бак не сагет хон загеты, сона загетан. Ну масла хон сахит, асадан хит, садан гонда бо гердал наби, сана хит хон, Астах элч алло, лырт яхдат шуан из со ислам со дин волш хена ди со зами голш хена as ist цацхахтер жур сун цакрин шхитер зами голш хена алло ца странно хитер ксон даже в YouTube дагёсон из видео
بسمل آلش غاز قچن کورت باخش فيديو يوتيوب يرشان از هانتم داج بريسكا خجات هون يوتيوب شاغنا وش سديرجل نخبي سشيچوي سدا خوز خيتش بيلش هيجش بول الحمد لله ما شاء الله حيا أقلدوها أصلا زاني جوا كان سابردين سو عليلي يرش يا حما يرش يا دي سيدا ну так хват ас ну вроде бы вроде Саддама виер со щичма виер вах ну до 17 лет со щичма виер Египет ди шам виер ну он наверное дико хохдак тем более сугмосу хан хайбги да aquli хайвори де даш мал хайдат мал ишт марди дизет хунqi qaham hanik ham qat dizet qaham qad dizet хогдас хаэнди мыш дизет ишт тади Так, не свиз. Самуэль, веками, можно сказать, гаскачем кварт бахкартеми, веками. Да какая разница, кому кварт бахкар? Самуэль Патин бахкар кварт. Самуэль Патин. Не Мостага бахкар кварт. حاجة أول تصورني веками غاسقي شوي هلك دنا ويزودري حيز حاجه من استوري تاخو خيرات حاجه تورسي بيخ ما بيلا صبرني وشا Самуэль, но видео аяқыш, бисмал алыш, издели науқ дытхо яш. Гитлеровцыш би, царь с нами Бог яш, крест лил дурхан царь. Искренне. Вообще-то цанна эго ларти адерцы кошт бир бахкари дак сутя ешчон шлиеле диехти адерцы, изам нормально хум хилдиеш, да. Да тема не... Вопрос не в корт бахкар, вопрос в конфликте, конфликт интересов, конфликт отца и сына. Вы все время вините. Хажал хан сеймостыгы мехта дизк ас хан шо кыйтырк дош ди. Конфликт отца с сыном, не конфликт Кремля и Чечни. Тут идет червь, вот тот же антитеррор, это говорит, червь идет уже в семье. Ты конфликт отца с сыном, у войнахов вообще в принципе не может быть никогда. Самуэль. В принципе не может быть, не должен быть. Но если отец обдолбан, ну, не мушать, да? Догматик, свободец, Мухаммедом одурачен, как его сынок может его переубедить? Никогда. Ну, когда-нибудь может. Это момент просто билгалех, это иншет. Самуэль, войнах буй, да, Нохчи, Алла, в частности, Нохчи, потому что это как бы первая цель, это Нохчи. И к нам вот этот вот политический ислам, вот этот радикализм, вот эти идеологии, они к нам приходят только через русскоязычную среду, понимаешь? Чеченцы, там, ингуши, которые в какой-то англоязычной среде, которые вообще цахуш, они не так подвержены. Даже чеченцы, там, которые живут в Иордании, в самом сердце вот этого арабского мира, и арабоязычные, они не настолько одурачены, понимаешь? То есть, даже арбовари кучу чуэлов, вот такой Гарсан был арбой, вообще они плевали на вот эти идеологии, возможно, Патриция Лумум был неизвестно, это, да, свой худец, но факт в том, что арбой им вообще без разницы. Его чаря дахьетис, арбо вала, хтуэг вала, или арбо махкар хавэ энол нохчуй,
Сега уже поколение на ино. Из хохуз ночиш ну кахавоги русскоязычный брошюрчи ешь пешбать. Из него становится политический исламист, который начинает вот так же халифаты, малифаты, ой, бог, да? Свой дин дохвата бези, шар дохвата бези. Это тебе говорит о том, что из-за русский мир, то есть это все, за этим стоит русский международный исламский терроризм, который они четко приручили, освоили и им дирижируют. Одна из первых ошибок всю историю Хайов. То, что мы с распростертыми руками принимаем из нее любого ивена. И его ошибка. Как и имамы там приняли, как и других принимаем. Вы просто научили, вы так наверное, и мы всегда обманываемся. И всегда война, всегда это было. И его проблема. فعشان حقيقي دي كان ده سم صدها قناة غورت خير بوهنس حلقة اشتوشوار يو قوش لوكشن موضة Хуйор, эбагем аэлчун тето волорса. Инц аэл ну сокит, может быть, я еще тактики, но дик тактики богда галч, сокит цена. Но вот что партия канал Кермаина чуволш арволш иштляв собака масухайна. То тажим критики рюашун бехма билш. Масухайна, ну ас масухайна масна дают алблоки кусса, масна масу каналшка. Шаю информации 99% информации газка мехтал, газка, эрси мехтал, газка бедат. Та ощущение, юка вот что та конторью чисто газкашен вещать дашь. И, например, даже я хавианур арбу вы типа марш ват кучава куча юшиш ват эрен хан ярктун ен бокал эрен хан ярктун ен. И газка мехтал тунц итари бари дютш. Ну так и газка мехтал куча информация тари тун хура датер куза хую хуя тун гудер так били бирдата кириллица язин та били бирда гурер арвер вор. Так масала казах ши таджик ши узбек ши киргиз ши канал генишн цаца. Тига вайсан ишт алпаш дилцар хей кер мягкие знаки ايش يعني да кириллиц лелоса кириллиц но ان сагас قدوش يقع دوتش شيء موت بيتقصر تان مصو خينا زيد دق ازاج حق يوروب بها شن يوروب بها شتاجيكو مثلا شتاجيكو قمال ديوش ساغاس قدوش تخيس قسون تار اولش سون تيوخش ميجا عشو اردات اس يوروبيت تيوخ سون تو اولدق هيور متامشن سجوها also турки цеё хабацу шин точно хабацу дук турк шиишце ну иштам арабский цеё даалас турки цеё хабацу фамилии газкышисан окончанию хабацу и шин хунд хабацу дук хаки истыш футболистыш бубацу именно окончаниёш газка окончание ова юариши ов кентриши алилар та humble та скромный ош иштгырч ал та гылк ош та та терват хабахту ту бидуин ша араб ша ягас ша терват хабахту то есть те арабо турки йоха но лилар церсан датха фамилия гас ё сан йоха лилар церсан датха бахту محت أحبيتك شوخ تامشن بو تانخين فرنسوسكي بوتي هربوش نتاحق شين فرنسوسكي خزة بما بحث فرنسوسكي إيطاليانسكي شين خزة بما بحث إيطاليانسكي تاق أربو محت خزة شين با نت أربو بحث بوتي خا شين با وميلوتي يحبوش أولي شو شابا ديل دا أستون هجوب ديل يخان ديل أحسون سين أمتخا سميلو بقل سون سين أمتخا سلرت أحسي موت بيت أمتخا سون إحدوي خاصون إسا إحدوي
Ну, сей мот биться амца хасон ларда. Раско дош юк ица дохкш. As internationальный дешнеш це олшен, as машин санни, я компьютер санни, я кидеги, а вот ваш юк игол, вот между мети олтена. Типа и вот и чисто раско дешнеш дати. مو خو المدى تونس انت غاس قبتش حلقة وقام غاس قبتش حلقة أشغلش تير بتش حلقة موت غاس قبتش حقاني وطنا ديش يوخشتا بلختا هو تيزروها يوخ إشاء دول دنيا جا أهليلو شتلتن ريت أن غول قيتا اشتكم دات هاي إذا إدعني سوشينها إز غاس قمت تحقيل ديش حقيلشة هو سندل أتي أداود هو حالتنا تلفزيون سوشوه ليش بق إيش بو تير موت بو فوكس هروليلو شل устройство телефон شل يريش دوكوي تاريخ هرش حالتيشة أكشوا غاس قمت شوهت بقى مسو كيبر جوا بين أتوقع دوح شتوقت إشادك تخليج تجا إشادك هاي متى ستوش دك هاي كولتور كه هاي غلق كه ستوش دك هماش بتش حلق بيميات هماش تخيل شح شال إشكالات بيرو كلاسين ده إشكال لأوغن أحشاء ماتيماتيك فيزيك هي جيوغرافي بيولوجي ده بقى شيء قصة تحليل يشمل وحموات اشترازي واتسد يشمل سندل مثلا بيلعبوا يتجاوز كموت بقى دكتور هنسوق أريانس نقيش شو بتشا أو كاتيجر موت بيوتا كويس كجيشر أتصحى رأس كبك بيوتا نهونا كيرنا تشوز أوراق كل هنس كوز مثلا مثلا هو نميتسكي شكولا أوخا تيجا موخل إشت أنجليزكي موت نجا أوراكول كيرنا تام شوز كلا إشتات إشتوت كيا بركاك هو дополнительный язык сан إشت عاموش أحموات خلشات فنا حموات غير ما بات سوري وات دي بات تانا متي أور بات حتيات في ليش وات هذا إشت داون تبيد هو كنا موات تنسخل حتى перспективиات حماتا عشان perspektiv رئيس كماتايو إلا هداك يشقيل بتشعلق نو تحنقيش بتشعلق وقتشم بهم بيخ بات وتيجي عشرلش تيجي تير ليلوش تكتليلش سوولها أحي مخكها هون حتيو إن أو شيء كوكلا ولن تيجي رئيس تو تيجي تو هون لا أحتلا عشينك نقبل نقوم سندر تيتويل هم ده شون خذا absolutna فاشتوي هون بيوتي أخمو بيوتر بوشاشة هون може тюхтя келхум юк до кардуе адмо программировать вещи один прокачивать вещи сквесту информацию чутуш но вы кино сейчас тоже возможно скоро хорошо штука за айна адмо мозг то чуалил что там мирон шел движение вы что فليل ده الشاشة أيام الشاشة عن لرن شو هيك داير إيش تقدر إيش وش ده إبراهيم تعهم نجيس دقة نرسا يشافو и аргументят идеология не виноваты люди офигеть انت сатанинский Библию допустим تشوات نخبة и تعمش ليلدي элду ульшук Библии цанитинс бэлбат. Конечно же, цугума дирдать сама по себе. Цатак хавиан иеша иешна асарлилу дизел воли. Эх, проблемка, Люцуна. И всегда сама по себе какая-то книжка, я не знаю, идеология вообще-то вне человека не существует, но недоступна, не служит. В общем, сама по себе идеология виновата, если рассматривать ее как какие-то там тексты, не знаю, как какие-то правила записанные, которым никто не следует. Вообще идеология не виновата всегда. Всегда идеология
не виновата, и почему это озвучивают, я не понимаю. Это не является ни доводом, ни аргументом, и вообще не имеет отношения ни к одному разговору. Идеологии виноваты, мояхти, ол сатанинский, библияти виноваты, улишел, я уайвен, да ешен, да, вообще, Бог, да, баркал елешен. Можно я скажу? Бехкам била, защедощ ердерес. Идеология состоятельная, складная, ладная, дельная должна быть. Состоятельная, то есть она, разумеется, как родители виноваты в том, что у них ребенок урод. Конечно, идеология виновата. Как это разделять? В том-то и дело. Это когда ты, идеология вообще-то готовность к каким-то действиям, какие-то их там, в общем, активность их какая-то. Так уже, конечно же, идеология виновата, но действия недоступны. Модерн идеологии, там, допустим, готовность человека отрубить кому-то голову. И что, эта готовность не виновата, что ли? Конечно, она виновата. Не, вот, например, В 2008 году Нафсу учат в мусульмане, параграф Нафс, и орет сам. Микрофон у него есть, технические средства. Зачем орать, если он Нафс объясняет, что там эмоции лишние, противобожие? Разумеется, сама идеология виновата. Вирус в том-то и дело, что она... Вирус, он любой, кибернетический, информационный, социальный, он любой. Любой вирус, он опасен. Он в том-то и дело, он как в овечьей шкуре. Разумеется, идеология или родители виноваты в том, что урод у них. А кто еще виноват? Ты что, судья? Ты кто, Бог, что ли? Хатар қала дәрісі. Босылды. دون قزع دقعك بوصل بون دقع بيرشميو موه بوي خان شاش بات القير قيرش بون يحق партии будущий هندي اتخايشون Нет, здесь никто не боится говорить, что он других вероисповеданий. Боится, еще Надо как отвечать боится. за других. Поэтому вы вините Нет, только не Кремль во боится. всем. Не Вы боитесь боится. обвинять Здесь есть арабов, разные вы люди. боитесь обвинять Мухаммеда, вы боитесь Кто Мухаммеда где? обвинять. Вы боитесь сказать, где? что... Ой, почему ты девушку перебиваешь? Нет, здесь никто не Алло, боится. В 2008 году Россия Не надо напала здесь на Ливию, там накидывать что, на арабы других были людей. или мусульмане? Собурдия, я сейчас говорю. Самой. Ибрагим, ты Если- скажешь им? Ну, я просто хочу сказать, боится больше, что дикция движется, и Самуэль. Хай вахай обращение ешь. Помилу зачистом дианла, если хочешь. Бахмадал. Вот что обращение хорошо, так? Кучаха, наоборот, полностью шавик проблемы. Я не знаю, мело, чем так что сахар но шейл ойл дам он кучаная. Да, бахмадал. Сажем эмоции, что элрас. Сагавист холшат, Ибрагим, сах элчун, сажем титулярсон да мехтаци лец. Хуйор телефон, телевизор, шаек, газ мехтали элра. Но цаболчан, асума цабах, иш заложник, иш бобокал заложник, иш со тяхву заложник, мылох заложник. Цугазки системят, цугазки махтят цига халки инвусо, угарсун дикху иш балмохт газки бембацк. К своему стыду бах асе. Ас ойла дукайол, ас ойла яшайна газка мехтал yo ас то дусон ия. Но и газка уй сенчо ви герцо и легш халят, легш ойдан ви герцо и газка. Ви лир уй цанхен лир уй. Но со милу, со бокал милу уй хасон даг дохсон. Дук дик хасон, сей вархи дейш милш бу хасон, церцирш хасон, сей фамилия мичер ялла хасон, муха ялла хасон. Но амма и мот, но нохчи бьют ас галга бьют ас, но
دقة أو تامشين بيوت باز تا أكسنت تاق بوق الله سيك كاتج سميلو سون خطها أقسميلو أيز بيوت غلرت عموت سون خطها أقوموت أهون خطها خايشون سنين دي بيحق بوشون إيه связи масузуосыне данант раз кмот бем цар кбюч кмот бат но цанти окей цанти аз бяхцабил советский чисто советский союзе продукты шюш цен советский союзе продукты шюкаш боккала но аз бяхцабил советский союз ин зарич ох прошивки на нахан из цара шукитера дат милч ох прошивки на цар нахан Цан аур дика яр из хонд алчсар цажем дисциплинина нохчен дисциплинина хуюр наук ну цацхумнаш хайюна Советский Союз я царе тох Афганистан хиршун тиш мекшун Афганистан хиршун кузахсат сабылха сюцбылха бол европеш бат нагах иш бица лой сумичер у бицлой дат цар хва юха хваца цар собер дица шутига лума дат лу вахмацул шутига аз юга бах алло Афганистанер ватсо Афганистан эй Афгани бас Афганистанер ватсо цигар утха цигалу ду хуюр круглый год луду исламнышка вадилан улш иш цaqi царкё ну юга битсло иш мичеру цан нахта хуюр ца Мухаммед Танин вахавиан иду царкёча ну лиларат قمال ديترت ليلرت سان جو ох астлой Мухаммед Таниш ти ну со типа Мухаммед Таниш нюкай распшин нюкай инзарич ох астлой сан го тахтар ишт юха хатырш до юха хатырш до дар вот ишт группи аш масала бригади аш قمال дич Мосу хена сюг бям кхвахтыш хум дат قيتر تهم قوتش دات مرة كانتش قوتش هم دات تير كولتور علات إجمو عشبو موبل تهم قوتش دات تشيني مز خينا حكي نوتش علات قوتش دوك مز خينا أز ديك بام أز ديوتش دات естественно تان نحو يرحش دوتش جت ديسكريت ديشل هما أز ديوتش دات ريليجي أز هيهاش يات والله цар хват религия лят сумнаш но улля аш арабуш мабуйсон буш так войнеха холнетне гонда алил ас цаум тажиммала цатош хум оли сун цу момента хасун эт цанах угля цан момент каре можно сказать лохар буй ятир корт бах ятир хач ях я шишен ти ха ю цаум да сун нахен юшды нис багас ста более того, даже хохпарти чахсовуй садан халой тун камел да ну тун дахай хасак антвати хон корт бах бизе аллал тут эвер воркс аз дуй бухшун тут эвер уй сун сейн ха сун сейда диквой тахлар тахло тах или мух тах масала сун ля демократ чечен демократик парти чахл ля сун хуюр мембер хлясун масала тац взносы шлясун полный аноним бям хлил бям дат полный аноним хлис Сундер таунду при комнатной температуре синче точно реакция хочешь саум юй сация ез я черный дым мотор пускает звуки издает ужасные сация выключить ее на диагностику буксиром да я ези. Его нельзя топить, тем более его вообще акселератор трогать нельзя. Убрать на диагностику к чертовой бабушке. Можно я скажу? Рум Дерц, он по своей теме высказался. Высказал. Значит, в 2008 году Россия на Грузию нападает. Там же не было мусульман, арабов, исламского фактора. На Украину напала Россия, там же тоже не было ни арабов, ни идеологии какой-то. Значит, на Чечню она напала не потому, что там арабы вам мешали что-то строить. Значит, она все равно бы так и так напала, даже если бы они были там или не были бы они там. Поэтому, ну, я думаю, не надо сейчас всю вину валить на ислам и на арабов.
Свободно, что лица выставилось, смеется. Нет. Ну, Ибрагим, давай ты скажешь потом Асаиду. Ну, я не знаю, что этому человеку сказать. Я Это могу сказать. мысль, это правильно, что русские это империя, Российская империя, ну или нет до империи, потому что империи они были серьезные, а эти какое-то свора каких-то рабов непонятных. И вот эти люди, они, кто там царь горы у них становится, он всех остальных давит, потому что другие империи хотя бы своих не гасили там, да, если фашистскую вот эту гитлеровскую систему взять, там по-другому относились к своим, да, гасили других. А вот это вот не поймешь, что вообще, что за движение вообще. Ну, к сожалению, вот оно такое есть, и оно вот это вот пытается себе уподобить свою вот эту среду, затянуть всех в вот это болото. Сами по горлу там находятся, и все остальных туда тянут. И причем здесь вот это арабы вообще? Арабы это вон русскоязычная какая-то движуха, которую русские используют, вот этих вот. Бен Салман видел, Путин туда ездит, со всеми по-другому они серьезно руку там жмут друг другу, все лидеры вот этих вот государств. А именно Путин с Бен Салманом, у них особые такие отношения, такие любезные, дружеские. И вот примерно вот все, что идеологически в нашей среде разрабатывается, это там, несомненно, обоюдный интерес, и вот эти вот арабский мир имеет от русских какой-то там интерес, да, свой, что-то они получают за то, что они вот эти вот идеологии совместно как-то разрабатывают. И все, в остальном там арабский народ винить в чем-то, мы никого не собираемся здесь. Он аналогию Выслушиваем. провел через Грузию, Украину, и все правильно говорит. Там нету ни мусульман, ни террористов, чтобы на них нападать. Но дело в том, что и у нас было ровно то же самое, что и в Грузии, и в Украине в Первую войну. А чтобы разделить, а потом властвовать, внесли идеологию, которая помогла перед миром, Европой, Америкой, перед всеми обвинить нас о том, о чем мир не хочет признавать как шариатское государство. И поэтому Европа заплатила $6,5 миллиардов, чтобы Россия разобралась внутренними проблемами своей страны. Только поэтому. Потому что мы отошли от темы независимости и суверенитета. То есть вошли в религию и сказали, все, мы воюем против всех кафиров, мы объявляем войну Америке. Это повод. Вот и все. Варков. Опять-таки, Грузии, Украине, моя относительно Масудалис дейснек. Ассаламу алейкум. Обвинить его, ищ сахаллах цель. В терроризме не смогли обвинить их. В сепаратизме не смогли обвинить. Нагасан Цагюржи Грузию, шариатское управление на весь мир обвинить, и если у него будет поддержка огромная. Поверь, Грузия завтра в глазах у этого мира изменится настолько, что ее сметут, как и нас. Царь Грузии полностью хаях царь кума агдуса гватер. Повозмущались бы и перестали. Нита хотела высказаться. Ибрahim, цаум хайта и ногчи языка шбичана. Примерно дук алчи цаспол ногч дук, например, айлер химия. Беш ногчи самекчи. Халбизуш. Ну, и что, ну, политик, и что халбизу. Иначе радикальные исхаку. Бяхмалош, голосовать, да, я же шума, Херсонса, бяхмалош. Миллар выслушал. Салам алейкум.
Нита, скажи, что ты хотела сказать. Я просто хотела сказать, зачем проводить эту аналогию. Он просто ее привел как пример, типа в защиту арабов. Вот что вы на них бочку катите, почему вы возмущаетесь сейчас только приводя. Мы тебе объяснили уже, РР, что у нас нет какой-то определенной ненависти какой-то нации. Мы здесь не собрались обсуждать какие-то национальные свои национальные чеченские взгляды по поводу той или иной национальности. У нас нет этого. У нас есть проблемы нашей государственности. У нас есть, помимо этого, свои внутренние какие-то социальные, экономические, политические вопросы, которые мы должны разбирать. Причем здесь сейчас Россия там напала на Грузию, Грузия напала на Россию. Во-первых, ты должен разбираться в истории, открывать книгу, читать, изучать, потом приходить и проводить какие-то аналогии. Не надо сейчас опять накидывать. Ну, это я вообще не понимаю. Причем здесь это? Поэтому мне хотелось бы просто заострить ваше внимание на этом, что у нас нету какой-то, я не знаю, негативной позиции к той или иной нации. Вот и все. Мы просто высказываем свое политическое мнение. У нас оно должно быть. Люди должны уже открыть глаза, проснуться, понять, что есть иные позиции, есть иные взгляды у людей. Не только какие-то, не знаю, такие как халифат или сунна, или Коран, или книги, которые вы здесь предлагаете. Мы уже это прошли. Сейчас мы тут не пытаемся кого-то обвинять, мы не ищем виновных. Мы ищем выход из ситуации, как быть толерантными, как создать нам общество, в котором все в этом демократическом обществе могут собраться и спокойно жить и сосуществовать вместе. Вот и все. Маленькая прививка. Человек рождается не знающим ничего и не чувствующим ничего. Перво-наперво себя любит, потом родителей, родственников, улицу, город, страну и так далее. А что цундыр академический подоплек ютига, то есть академический фундамент ютига. Обязательно национализм должен быть обязательно в любом государстве до тех пор, пока вечный двигатель не будет изобретен. Без этого нельзя. Ты дикарь без национальности. А если вечный двигатель есть, все, там уже флаги, языки пропадают резко. Вот момент, не забудьте. Да, это и называется нашей самоидентичностью. Собордил Анвар, это и называется. Но вот об этом мы должны сейчас говорить. Об этом, о нашей идентичности, о том, что у нас есть свои какие-то моральные принципы и устои. До тех пор, пока пришел ислам, у нас был свой этический кодекс Нохчела. Мы всегда этого придерживались. Арабы чему придерживаются? Когда до ислама у них был бедуизм, они продавали женщин на рынке. У них до сих пор есть эти, я не знаю, танцы полуголых женщин. Они до сих пор от этого не отошли. А у нас, у чеченцев, это было. И у нас есть сдерживающие факторы. У нас есть лицо, у нас есть наше понимание того, как мы должны жить, наша идентичность. Нам не нужна какая-то религия, чтобы нам не курить, не пить или там, я не знаю, не уподобляться животным. Мы знаем свои обычаи и свои традиции, и мы должны их придерживаться. И нам не нужен какой-то сдерживающий фактор. Вот и все. Только что ты говорила, что никакой ненависти нет, а зачем до одних, и как-то только что прозвучала прям ненависть какая-то к одной нации. Нет, это не ненависть, это я пример привожу к тому, к чему на данный момент сейчас нас призывают. Вот здесь он тоже говорил об этом, что якобы почему бы вам не быть демократическим государством,
но все-таки быть мусульманами. Что это значит? Возьмите в основу, он нам предлагал альтернативу, возьмите в основу Коран и Сунну, и вот руководствуйтесь и живите, но так не должно быть. Я вот это говорю, я высказываю свое мнение, Рита, понимаешь даже здесь? если сегодня чеченцы объявят себя атеистами, вам Россия не даст независимость. Запомни, пока есть Россия, у вас своего государства не будет. Хорошо, пускай не даст, но мы будем бороться. Есть у меня такая Здравствуйте, возможность в Марфа Пуда. сегодняшний момент. Пускай кто угодно мне сейчас будет говорить, мы вам не дадим, мы не сделаем в ближайшие там 20-50 лет, но мое поколение меня запомнит. Мое поколение продолжит это. Мое сейчас стремление и желание – это хотя бы иметь возможность высказывать свою позицию. Я имею на это право? Имею. А что там будет завтра, даже ты не знаешь. Поэтому наша сейчас задача заключается в том, чтобы говорить. Собор дела, алейкум салам. Ты какое-то непонятное утверждение сделал, да? Сейчас сказав, что вы скажете атеисты, ты что, действительно думаешь, что мы здесь в такие играем, что ли, по сумме? Я сказал, если Я вы сейчас, сегодня позвольте мне объявите, ответить. что вы атеисты, то вам Подождите, не Маршал дадут Думасвеги, независимость. позвольте мне ответить. Дело не в Я этом. думаю, что канал неправильно ответил на вопрос РР. Я процитирую свой комментарий, который я оставил на его вопрос в виде ответа. Так, мой Пожалуйста, ответ кроется в если... том. Отличие, вот он задал вопрос. Мусульманской Чечни в том, что Россия конкретно на радикальной основе фанатизма не смогла эти страны, в отличие от Чечни, оторвать от мира, благодаря чему эти страны также не отрезаны и от информационного канала, чтобы противоположно российской пропаганде доносить и свою версию, и свою правду, что способствует тому, что на демократических основах, в отличие от шариата, эти страны находят своих сторонников и помощников во всем мире. Вот ответ на вопрос. Никаких помощников они не нашли. У Грузии оторвали часть земель, часть территории. Украину тоже оторвали. И весь мир ничего не может сделать. А все остальное это болтовня. Болтология. РР, ты что Ну, предлагаешь? Не сопротивляться, поддаться? ну, Что ты говоришь? видишь, Голову на плаху положить и ждать? Вот Нита, видишь, я... Йоша, как она тебе Предлагаю ответила. вам дальше сидеть в Европе и оттуда рассказывать нам, какие вы Давай великие борцы. сразу к делу перейдем тогда. Сразу, М, сидите в Европе, там, туда-сюда. По поводу там ненависть арабов, все такое, я добавил бы просто коротко. Представьте, вот с идеологией на нас нападает там какой-то народ, инки, да, у них идеология, которая им позволяет захватывать народы, и этой идеологии, она как бы, они выше других поставлены, и у них все так распределено, расписано, что они в итоге всегда у власти остаются. И то захваченные народы, они через 1-2 поколения впадают как бы в этот сон, через эту идеологию становятся их послушными как бы, рабами. И больше никогда из этого рабства не выходят, потому что они верят, что вот это рабство им дано каким-то Всевышним существом. То есть как можно бороться с этими инками, не говоря о инках? Снова же, никакие народности в целом обобщающие, плохие не бывает. Это всем понятно, никто тут на народности не говорит. Но мы говорим о своей национальной идентичности, о своем народе, который хочет быть свободным, который заслуживает быть свободным. Если нам Арабы вам не манипулируют... мешают. Подожди. Если нами манипулируют через религию, значит, нам надо говорить, где, через что нами манипулируют. Если нами манипулируют через другие какие-то идеологии или какие-то рычаги на нас давят, то нам надо о них говорить, мы не можем обходить его. При этом, если какие-то вылетают слова там, в сторону, обобщающие, там, араб или не араб, тут не имеется в виду вся нация. Есть хорошие чеченцы, есть плохие чеченцы, есть хорошие там, другие нации, есть плохие среди этих наций. Человек бывает хороший, человек бывает плохой. Но мы не о них говорим. Наша главная цель – это свое независимое, суверенное государство чеченское, которое заботится о чеченцах, о чеченских интересах, сохраняет чеченский язык, сохраняет чеченскую культуру,
и не превращает чеченцев в рабов, будь то арабов, будь то кого-то этих московских или кого-то другого еще, или какого-то ставленника. Мы свободные люди, ими были, ими умрем. Или же, стремясь ими быть, умрем. А ты, РР, ты свой выбор сделал уже. Ну, возможно, ты со временем передумаешь еще. Я рад за вас. Я хотел бы, чтобы у вас было свое государство, свою идентичность у вас она есть. Вот. Но я вам говорю, и вы это хорошо понимаете. Пока есть такое государство Россия со столицей Москва, у вас не будет своего государства. Под любыми предлогами она у вас заберет эту независимость. И здесь даже обсуждать нечего, это и так понятно. Понимаете? Хорошо. Ты предсказатель, ты Нострадамус, ты аналитик. Какого ты... Он доброжелатель. Ты за нас По-видимому, не переживай, да. РР. Ты не переживай, ты свой выбор сделал, все, ты сказал мнение, мы это учли, молодец, пессимистично, но мы по-своему попробуем. Есть еще что Давай, добавить? вот ты Ну, столько боеспособных мужчин здесь, и вы в Телеграме воюете. там еще, знаешь, Сурхо, там еще не факт, это пессимистичность или оптимистичность, понимаешь? Потому что быть такого мнения, что вот пока Москва есть, типа ничего не будет, там туда-сюда. Ну, отчасти он в этом прав, да, что вот в таком формате, в любом случае, как сегодня существует вот эта российская фашистская империя, это как бы нерешаемо, невозможно. Но это не говорит о том, что мы должны теперь, из-за того, что вот такая ситуация, мы должны теперь уйти, ассимилировать в русскую среду, стать под русскими какими-то, стать как они в их ряды, заниматься тем, чем они занимались в отношении нашего народа, идти потом на другие народы, мародерничать, насиловать, там, грабежами заниматься и делать все вот это вот свойственное русской культуре. Это мы просто обречены бороться, понимаешь? Вот любой ты возьмешь сейчас государство, Грузия, Украина, там, ну любой, Германия, Швеция, без разницы. Вот это государство, оно, когда люди его устанавливают, это на этом не заканчивается, понимаешь? Сколько это государство существует, оно должно постоянно поддерживаться. То есть там внешняя политика, внутренняя безопасность, определенные службы, структуры, которые постоянно вот это поддерживают, вот это вот государство, его безопасность и так далее. То есть это без разницы. Ты что думаешь, сейчас Россия не станет, что Чеченская республика Ичкерия будет, и все, больше там никто не будет на нас как-то, пытаться... Подожди, можно я тебе объясню? Да, это сколько государства существует, это народ, он вынужден, обречен отстаивать вот свою государственность, свою независимость. И чеченцы вот в подручных условиях, вот то, что мы сегодня имеем, а сегодня мы, к счастью, имеем вот это вот доступ, да, там, вот видишь, мы можем общаться, находясь во всех странах, мы можем формировать мнение, формировать национальное самосознание и все двигаться в этом направлении. Единственная проблема, которая стоит камнем преткновения перед всем этим, это русский международный исламский терроризм, вирус, который они нам вкинули, и мы вот, видишь, сколько сюда заскакивает людей, кто-то за арабов воюет, кто-то за Ахлю-Сунну воюет, кто-то, понимаешь, вот чеченский народ, находясь в таком положении, вместо того, чтобы пытаться вырулить, пытаться как-то, я не знаю, делиться мнением, пытаться искать любые точки, любой выход любой ситуации, мы вот заняты какие-то вот эти, а у тебя там один хадис вот такой, а у тебя аяты такой, трактовка, получается. Там халифат, а там колодцы какие-то, уйгурцы, там эти, пятые, десятые, понимаешь? Что там, Петр? Я хотел сказать, что ты
меня не так понял, что я тебе сказал. Я нигде не сказал, что не надо бороться, это во-первых. А во-вторых, я просто хочу вам дать понять, что не надо винить никого. Кто его выключит? РР, он тебе хотел звук добавить, и твой микрофон выключился. Тебя плохо слышно стало. Я хотел сказать, что у вас никто не хотел, я хотел сказать, что никто не виноват, кроме единственного государства сегодня, в том, что у вас нету своего государства. И искать еще каких-то дополнительных виноватых, это глупо. И вот еще момент такой, вот следя за чеченской оппозицией, да, вот я... Подожди. Второй момент, сейчас притормози. То есть то, что мы сейчас потеряли государство, это исключительно наша вина, ты имеешь в виду, да? Это вина России, а не кого-то еще больше. Все. Знаешь, я вот... Висхала потом я прокомментировал. Я... Вот и момент тоже я хотел чуть-чуть об этой теме поговорить. Вот. То, что вот эта первая, вторая русско-чеченская война и промежутки того, что было, вот я, сколько бы я не перематывал назад вот эту нашу ситуацию, и пытался бы найти, какой-то выход из этой ситуации, без того, чтобы вот русские во второй раз на нас напали и оккупировали нашу территорию, поработили нас и так далее. Вот, к сожалению, все-таки я никак не могу найти, оправдание или имеется в виду, не могу найти выход, что сделай бы вот так вот, что было бы по-другому. То есть, вот, к сожалению, мы были обречены. Почему? Потому что вот сегодня многие здесь наши соратники, кто стоит на позиции демократии и так далее, кто понял, что это за идеология, кто понял, что за ней стоит русский мир, что русский, арабский, без разницы, вместе имеется в виду. Но то, что вообще за зло это политический ислам, к чему он ведет, как это используют, как нас используют наши религиозные чувства, как с нами играют. На тот период, у нас не было абсолютно никакого доступа, какие-то средства массовой информации, как сегодня, интернет, 5-10. И наш народ, который воспитан был в таком духе, чтить вот эти духовные ценности, религиозные ценности, к сожалению, он столкнулся с вот этой системой, которая невозможно, вот кого бы президентом, Басаева бы выбрали бы 5-го, 10-го, другого. Все равно, чтобы вот этого победить, надо было кучки людей, костяк какой-то. Ему осознать, что это все такое, что за этим стоит, и что нету выхода из этой ситуации, что этот политический ислам, он специально запущен в нашу среду, чтобы уничтожить наше государство, чтобы нас поработить. Вот, не узнав вот это, не узнав, с чем мы столкнулись, там абсолютно кто бы, как бы ни был, вот все наши какие-то политические руководители, какие-то военачальники, военные деятели, все начали говорить, им скажут кто-то, а вы что, против шариата, что ли, вы вот эти жамаатчики какие-то. И те начинают, да какой мы ни за что не против шариата, мы мусульмане, только за исламское государство. И все, Вот на этом все, это самое такое слабое место было, и которое использовали русские, и вот это такой, хоть он такой ислам суфистский, хоть он ваххабитский, и вот такая вот игра некая, плохого, хорошего полицейского,
она как бы сыграла. Вот эти хотели стать более муслимистые, чем вот эти, а те потом более, чем эти. И вот так вот мы увязли вот в этот политический ислам. И все-таки да, бороться тогда, кто-то боролся, кому-то надо было, но все-таки я склоняюсь вот лично к тому, что мы были обречены. Азалме Гардари, Ажла. Первый там у нас было светское, демократическое, там национальное государство. Никак с религией не связано. Там обычные чеченцы, неважно, он был пьющий, курящий, там, гулящий, там, профессоры, кадровые военные. Человек много чего. И они объединились, да, за свои семьи, за свою семью, родителей, близких, соседей, друзей, за их семьи, за весь народ, да, сражались. На ног человек. И они победили, одержали великую победу, да, которую многие страны не могли бы. Как туда я говорил, даже 3 дня многие страны не смогли бы продержаться против этого сатанинского государства. А мы продержались. Но вот после первой войны, да, они нам внедрили этот ислам. И наша нация, она раскололась на очень там десятки, сотни враждующих сект, которые, да, готовы друг другу там бошки отрубать. Мы потеряли, профукали из-за этого политического русского ислама, да, свое государство, треть народа, там, шадолкам. И мы так, и нас приписали еще к международному исламскому терроризму. Ты знаешь, сколько лет нам придется еще отмываться от этого? Сколько ресурсов, времени и наших людей там придется потратить, чтобы отмыться от этого? Нам великую подлость совершили еще повторять это, хотя то же самое, это либо, да, надо быть врагом нашего народа, либо полезным идиотом. Там третьего не дано. Суэллашу. Позвольте мне ответить на его вопрос. Много где есть ислам, и где людей и казнят, и членят, но туда почему-то они не стремятся войти. И какое им дело на то пошло, если так взять, что у вас в Чечне было. Просто им нужен был повод. Это очевидно. Сегодня они в открытую сказали, что в Украине националисты, как будто все 40 миллионов. И нагло перед всем миром напали туда. И почему тогда весь мир цивилизованный за этим наблюдает? Это мир все же болтовня. помогает. Можно я тоже вмешаюсь? Мир помогает им, их не оставили в одних, в отличие от нас, которых приписали к международному исламскому терроризму. И даже те, кто хотел нам помочь, они не могли, понимаешь? Потому что никто не хочет быть запачкан в помощи исламскому терроризму. Ты видишь разницу? Терроризм, вон тысячами людей может. Почему они туда не пойдут? Хайдел ты отдавал еврейский, нам не интересно еврей, кто это еврейское государство. Я тебе про это и говорю. 70 лет. Прикинь, у тебя есть сосед, который 70 лет тебе там двор твой поджигает, там, не знаю, мусор тебе подбрасывает, там кого-то из твоей семьи убивает. Ты 70 лет терпел это. И в конце на тебя напали, полсемьи у тебя убили, и ты пошел отомстить, и тебе еще предъявляют, да, ах ты террорист, что ты творишь? Allah тебя, ну что ты, ну не позорься. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, ты сам не позорься. Не, я не в плохом смысле говорю, но здесь не дураки сидят. Муса Темишев зашел, давайте его послушаем. Эрик, да, я тебе тоже. Позвольте мне сначала ответить на вопрос. Вот он привел пример Грузии и Украину. Здесь ситуация выглядит каким образом? Здесь ситуация, вот я заранее объясню, что мои объяснения, они не носят утвердительный характер и по совпадению могут касаться некоторой теории, а также реальности. Ситуация выглядит следующим образом. Касаемо вот потенциальной исламской Ичкерии, вот в нашем случае вот наше государство послужило кнопкой радикализма после того, как они активно начали пичкать некоторых религиозных деятелей.
со временем, когда этот процесс исламизации проистек более плавно, и народ уже был готов, они на эту кнопку нажали, создался информационный пузырь, он облетел весь мир, и в глазах мира выработалась политическая система по отношению к нам. Какое отношение они будут иметь именно к нам? В случае с Украиной и Грузией эта система не получилась. Именно поэтому они имеют некоторых сообщников в плане информации и так далее. Потому что они, как мы, от этого информационного канала, чтобы там работать, доносить свою версию, оторваны не были. Я закончил. Я хочу РР, добавить еще... РР, Соборди, подождите. Я хочу добавить еще. И прежде всего, одной из причин отказа в признании Ичкерии Западом является вот этот принцип территориальной целостности. Многие страны боятся и боялись признавать независимость Ичкерии, опасаясь этого разжигания подобных сепаратистских настроений в своих собственных территориальных единицах. И это подобное признание могло бы, конечно же, создать определенный прецедент и стать примером для других регионов, в которых тоже существуют эти сепаратистские движения. И еще одна такая важная причина, что хотим мы этого или не хотим, что все-таки Россия является таким, имеет влияние на политику многих западных стран, и как таким одним важным игроком на международной арене и имеет эти значительные экономические и политические ресурсы. И многие страны должны учитывать интересы России и в некоторых случаях идти на компромиссы, чтобы не нарушать с этой державой свои аборигены, каждый человек, это мое государство, там, с копьями, с этими всякими, не начали ходить там, да, чтобы какая-то граница там была, в международном праве установлены соответствующие эти моменты. Когда единый народ, у него единый язык, единая культура, единая религия, там, единая там 3-4 пункта. Кто там юрист, кто в праве разбирается, лучше знает. И если хоть один из них есть, да, там, у той или иной группы, то они имеют право отделиться от единого целого. Остальные это считаются сепаратизмом. То есть, мы туда никаким боком вообще не входили. Во-первых, мы никогда не были частью России, насильно туда вписаны были. Потом сам же Советский Союз уравнял статус автономных в статус союзных. Потом сам же пошли Шушкевич, Ельцин и Колов, пошли этот Советский Союз, там подписали и его опустили историю, на свалку. Мы там вообще никаким образом не были сепаратистом. Но этот земельный вопрос, так или иначе, он, как Нита сказала, он всем миром после Второй мировой войны очень к нему подходили с опаской. После меморандума и куда. Меня это на даты и на эти исторические моменты дикятся, к сожалению. Ну и после Второй мировой граничный Да, вопрос. Ибрагим, как раз-таки я тоже об этом и говорила. Да. И это длилось до того момента, как Югославия разлетелась, теряла сделалась. А до этого все очень с опаской подходили. И поэтому наш вопрос тоже с опаской все рассматривали, чтобы его чтобы эти конфликты не начались, старые, всякие эти законсервированные обиды, там всякие территориальные вопросы. И что по поводу микрофон. У нас запись.
Эра, ты, можно я тебе тоже задам вопрос? Ты, по-моему, если я правильно тебя понял, ты относишься к той группе, которая считает себя салафистами, да? Кавказ, ты хоть один раз можешь о какой-то чеченской проблеме говорить без вот этих Я как раз про идеологий? чеченскую тему, про чеченскую тему. Был бацки, что я понимаю, это Буде, религиозное, bu sabırlı. хажа, религиозное, вот у тебя есть какое-то учение, там, образование, но помимо этого, все равно я Я царю, как раз таки хочу сейчас упомянуть, что свою войничу, помощь, и то, что он упомянул, что в лагерях готовили туда, Абу Амар помогал, учил людей исламу. Вот это то, что он считает помощью, как раз таки явилось не причиной, но поводом для вторжения русских в Чечню. В чеченской теме. Алло. Да, я мирюсь, но ты туда постоянно Не, клонишь. я как раз Также таки и хочу... украинцев обвинили, что у них натовские войска, Да, тренировочные лагеря. да, они в любом случае, это не причина, они бы зашли бы, но то, что ты вот в своем разуме ты считаешь, что это как бы они нам помогли, это явилось поводом для вторжения, понимаешь? Потому что то, что ты считаешь помощью, наоборот, это был как раз-таки самой большой проблемой для чеченского общества. Потому что Поводом было да, то, что дагестанец, как его звали, пришел за помощью к чеченцам, Не, и подожди, туда ты Басаев, говоришь, сломя голову, пошел. Да, Вот и все. послушай, Шамиль Басаев никуда не пошел бы. Шамиля Басаева обработали, вот то, что ты упомянул, этого Абу Умара, который являлся этим, как бы, я у него учился, кстати, у этого Абу Умара. Это Абу Умар обработал именно Шамиля Басаева, что он довел его до такой степени, что он уже считал, что подчиняться Масхадову, это является частью тагута, понимаешь? И это как бы из-за этого произошел большой раскол в сопротивлении, чеченском сопротивлении. Это неправда. Это истинная правда. Послушай меня. Микрофон, пожалуйста, возьми, не слышно тебя. Не, наушник просто. Плохо слышно. Ты говоришь неправду. В 2000 году шейх Абу Умар, вот это шейх Абу Умар, издал фатву, что подчиняться Масхаду является куфром, что Масхадов является кафиром. И всю исламскую молодежь он призвал не подчиняться Масхадову из-за того, что в этом государстве существует парламент, который издает законы, что является тагутом. Понимаешь что? И вот такие факторы как раз таки ввели большое... Это на руках. Да, есть. На руках нету, там, это архив. В любом случае... Ну, скинь мне ее в личку. Нету личка. Ты, если покопаешь, я у него учился, я это все прекрасно знаю. Да, это значит, это пустой разговор. Хорошо, я тебе скину. Я могу подтвердить вот в данный момент Кавказу Суд, Владимирович, так даже его вот этот особо приближенный Абдурахман Иорданский, он Масхадова называл мунафиком. Я вам могу видео показать, где Абу Умар и Масхадов сидят вместе под флагом Ичкерии. Это потом, это уже потом Когда было. Абу Умар уже понял, что ему некуда деваться, смотри, он после этого всего лишь как бы приблизился к нему, и то они его как бы обработали Масхадова тоже довольно-таки нормально. Послушай, Масхадов наше потом признал общество свои ошибки, да? Послушай меня. Чеченское общество было едино в Первую войну, во Вторую войну тоже. Но у нас был локальный интерес. Послушай, у чеченцев был локальный интерес, локальная цель, то есть очень ясная цель. Русские должны покинуть территорию Чечни, и на этой территории Чечни должны жить чеченцы, исповедующие ислам, все понятно. Но с появлением вот этой идеологии, то, что ты говоришь, Абу Умар, они размыли эту цель. То есть цель была полностью размыта. Потому что их цели не учитывали наши локальные интересы, то есть освободить республику. У них была другая цель – освободить весь мир, всемирный джихад. Понимаешь? И эти интересы не учитывали интересы народа, который отдавал последнюю как бы банку, которую они
мариновали на зиму своим этим солдатам, которые сопротивлялись против этой армии. И когда народ вторую войну, то есть потерял эту цель, для них эта цель была размыта, народ не поддержал сопротивление. И полностью мы впали в зависимость от тех финансов, которые текли извне, то есть за пределы. И это как раз таки сковало и Масхадов, и всех эмиров, потому что именно этот доллар, о котором ты говоришь, шли через Саудовскую Аравию, и именно от евреев шли к нашим как бы солдатам, муджахидам, как угодно. И то, что ты сейчас говоришь, сейчас сидишь и рассказываешь, что Абу Умар нам помог. Абу Умар нам так нагадил, что мало, ты просто не представляешь, насколько он нагадил. Я, кстати, не поддерживаю это их обвинения в адрес ислам, наоборот, ислам здесь ни при чем. Но я не буду тебе как бы подробности рассказывать, как бы оправдываться. Но то, что ты считаешь помощью, это для нас как раз-таки была самой большой бедой. Понимаешь? И если ты, я не знаю, с какой-то республики, если ты где-то там пойдешь по такому же пути, тебя ожидает то же самое, что и случилось с нашим народом. Но я не думаю, что у вас такое будет, потому что за всю... Значит, Абу Умар, я сказал о том, что это один из арабов, да, который добровольно... Абу Умар, его звали Мухаммад Сейф Тамими. Он из Тейпа, который сейчас правит в Саудии. Он из места Наджд. Он ученик Ибн Усаймина. Я все знаю, это сейчас не будем. Кстати, там Абу Умаров было дофига штуки, 4. Они все шифровались под этим. Я знаю, про кого ты говоришь сам, который медленно такой там. Да. Он погиб, кстати говоря. Не, он погиб, Аллах, простите его. Ичкерийские командиры, которые за светское государство, они все до единого перешли на сторону кого? Ты врешь, слушай. Ты воевал в Чечне? Конечно. Кого сторону перешли? Фактами покажу. Кого сторону перешли? Я фактами тебе докажу, что то, что ты говоришь, вот это примерно у Хаттаба в первую войну группа состояла из 70 человек. Я всех, то есть как бы поименно могу тебе перечислить, кто с какой национальности, кто там был. Я тебе тоже могу. Ну подожди, ты можешь, ты разве участвовал в войне в Чечне против России? Участвовал? Ну, где я участвовал, это оставим. Но я тебе говорю, я участвовал, если, может, я тебя знаю, РР. Ну, скажи, как тебя зовут, что представься, может, я тебя Не Хорошо, надо конфиденциально хорошо, смотреть. если не надо, просто ты не говоришь, что ты это как бы врешь. Я могу тебе все это обосновать. Я знаю это, Хаттаба знаю, и Абу Умар. У Абу Умра я учился. И в первую войну я как бы все, я прошел это, как бы, группы, все это я знаю. Так что я тебе не от слов кого-то рассказываю, со слов там доверенных лиц туда-сюда. Я все очевидец, я все это видел сам. Ты сейчас утверждаешь, что евреи как бы явились причиной. Да, Березовский как раз таки явился причиной, но и как бы вот эти арабы, они были инструментом в руках евреев всегда. И все деньги, которые текли как раз таки Абу Умар, они все шли от евреев. Освобождаешься. Евреи, не евреи. На нас, на чеченцев, на протяжении 400 лет на нас нападает русская фашистская вот эта среда. Мне без разницы. Мне без разницы, там мусульмане, Нермолов был, татарин он был, там потом какой-то у них еврей где-то. Мне по барабану это, понимаете? Есть еврейское государство, он там. Оно мне вообще не мешает. Это единственное государство, которое на официальном уровне заявило русским, чтобы они остановили войска, чтобы остановили войну. Может быть, ну мы тут не стараемся тебе угодить или РР. Я говорю то, что я вот считаю нужным сказать. Поэтому, если тебе где-то не нравится, когда можешь микрофон включить. Масхадов, который его... Масхадов, который... Это, Хаджа, Кавказ, из деталей, вот он говорит, что какие-то все, кто с Масхадовым были, перешли под русским. А типа джамааты не перешли, да, под русским? Или как там? Ну, смотри, я тебе говорю,
поименно, пофамильно, которые занимали должности в Ичкерии, они все практически перешли на Кто, сторону подожди, все, России. смотри, Это факт. кто Гилаев занимал, то есть командующим фронта был. Гилаев вообще не хотел за Ичкерию больше воевать. Это я тебе Послушай, тоже кто, могу не доказать. рассказывай, кто хотел. Все эти люди воевали именно за Ичкерию. За что они воевали? За что они воевали? Как раз таки Гилаев Включая был Джамат очень тоже близким воевал за другом Ичкерию. Абу А? Валида. Что Абу Валид? Гилаев был другом арабов. Подожди, подожди, Послушай, свободный там арабы, которые он сейчас говорит, другом был, там где-то мимо проходил, рядом проходил. Вот это, наоборот, там было такое, что единое командование, вот как Кавказу все говорит, уже деваться там некуда было, там джамааты, не джамааты. И сделали, была попытка вот это объединение, что все вот эти разрозненные формирования будут подчиняться единому командованию, что меня очень просто обрадовало, ну, как бы осветлило вот это вот движение, которое началось. Потому что вот я за себя скажу, вот эта вот война, которая там была, я себя помню, я вообще не поехавшим головой человек был. Я всегда, значит, надеялся на то, что наша война, что мы должны прийти к какому-то разумному выходу, как вот в первую русско-чеченскую войну, как каким-то образом объединить все вот это военное сопротивление и вытворить оттуда русских вот этих. То есть и такие, да, тоже там были люди. Но были и которые у нас вообще им без разницы там было. Главное, там, джихад, там, не джихад. В основном такие соскакивали там. Но я что хочу сказать, что вот это вот никогда как бы не покидала вот эта надежда, что свет в конце туннеля, что мы должны прийти к какому-то разумному выходу из этой ситуации. И когда я вот заметил вот это джамаатовские движения, вот я попал во время войны в эту среду, и когда там Цоцанюрт и Али вот эти встречались там, Дауд, Якуб какие-то, кто там еще, Абдул-Халим, ну и еще, короче, 5, по-моему, было. Вот там я сам не присутствовал, но я там рядом был, и который там наш старший туда зашел, там присутствовал, потом вышел туда, и я у него спрашиваю, у меня это просто важно было знать, что происходит с нашим командованием, там хотят все объединить военные силы, как бы под государственным командованием сформироваться, потому что в мире по-другому не работает ничего. Я тогда тоже вот это все равно нормально ощущал, несмотря на то, что это джамаат и не джамаат. И когда там сказали, что у них они не объединились, короче, не получилось там какое-то единение сделать, какое-то солидарности какой-то прийти. И я вот ходил после этого и думал, значит, что я вообще здесь делаю? То есть зачем вот эта вот борьба, которая какие-то эти ходят, чуваки там не могут нормально единое командование сделать. Мы что тогда здесь делаем? Я поднимал часто такую тему там какую-то. Ну, к сожалению, там среди молодежи, такой политики, слабоватое было отношение. Я просто вот поделился, да, какими-то мыслями. И вот это такое, оно присутствовало как бы там в нашей среде все равно, что что-то должно объединиться, что-то к чему-то прийти. И это, кстати, вот произошло в 2002 году под единое командование. Но это как произошло? Полностью во вред чеченскому народу приняли в кустах какой-то низам вот этот. Никакого к этому низаму, я тебе 100% говорю, от рядового состава вооруженного сопротивления нашего, никаких инициатив, абсолютно никто это не инициировал. Это было вот это какие-то деятели там, да, вот эти религиозники, которые в основном извне пытались влиять там, и вот этот базар сделали, Низам 2002, там не 2002, хотя
Хотя это не факт, что он вообще в таком виде там что-то было даже, да, потому что кто знает, никто с этим не знаком, там какой-то между собойчик у кого-то был, если не все были там просвещены, вот это, тем более листовки, которые там Масхадов принес, обусловлены вот этой независимости. И, наверное, там я еще пару человек их почитали тогда. Остальная вот эта толпа, которая там была, даже не прочла это. Поэтому из вот этой среды сопротивления вот этого нашего чеченского во всех его видах, проявлениях, жамааты, не жамааты, из вот этой среды не происходило абсолютно никаких ни низамов, ни, как говорят имараты Кавказа потом, которые были, там тоже самое было, какие-то вроде дагестанцы не хотят за Ичкерию воевать, вот им давайте-ка имарат Кавказ подавать. То есть это все извне, вот это руководилось, вот это дело. А люди, которые в этом сопротивлении там где-то были, теряли свои жизни, рисковали, там, полностью ложили свое здоровье на это, они вообще не в курсе вот этих вот политических исламских игр были, скажем. Но ты же не будешь отрицать, что инициатором вот этого объединения был как раз араб Абу Валид, и если кто хочет, и в открытом доступе есть, как они собрались, кто там присутствовал. Там присутствовал вот этот Ахмадов, я забыл его имя, там присутствовал Абдул-Халим Садулаев. Вот. Именно он Масхадову передал условия, на каких условиях объединение должно быть. Какие? Масхадов Подожди. Вот. Абу... Не, подожди, я договорю, я ж слушал. Там вот, значит, и Масхадов сказал там такие слова, что все разбежались, со мной осталось всего 5 человек. Это его прямые слова. И что это говорит? Все, вот я, например, который джамаат был, там все разбежались. Том, что да? восточный фронт командовал Абу Валид, а западный фронт командовал Абу Зейд. Никакой не Зейд. Лахуэла Зейд какой-то. Зейд Камазауэл, да, удивительно. Зейд или Пискарик. О, молил на тебя, да? Давай это короче, да? Юлюш да рам, сунах чамака. Да, ну, что? Сказки, читать Абу Зейд, Абу Зейд. Чем командовал Абу Зейд? Абу Зейд. Западным. Не Кремон, что у нас он командовал, Шейх Хачин долго ушел там. А у нас сказки, западный фронт, западный фронт. И Пискарик шел, Лоузер, понимаешь? Ты где-то там еще в Памперсах ходил, и Пискарик шел, Лоузер сюда, и арабский. Да, хорошо, почему ты не остался до конца там? Подожди, я тебе скажу, почему я не остался. Свободно до конца, не до конца, и до себя. Это я тебе сколько хочешь могу тоже объяснять. Сейчас тема была о том, что вот это командование сидя за какой-то Абдул-Халим, там Масхадов полностью прошелся по предгорью. Там не только он с каким-то Абдул-Халимом встречался. Масхадов полностью по предгорью прошел. Он здесь сдох Волча, потом дальше Муна Иса Волча, и вот так вот туда. С востока на запад прошел полностью. Всех, когда как бы под одно командование объединили, не успел он вот это еще довести до конца, уже вот здесь начали Джамаат Эмир Хадж лез. Понимаешь? Фронт. Западный фронт в Ингушетии был Абу Зейд. Восточный фронт Абу Валид был в Дагестане. Я не знаю, возможно, в Ингушетии, может, в Ингушетии где-то Абу Зейда там из-за того, что он финансирует, где-то его тоже по подвалам таскали, как и в Чечне. А чтобы там командовать, не командовать. Знаешь, сказки, смотрите, Абу Зейда, ну, чичуа, гу командовать, да диези, доши, Шейх Хачин надолго до того ушел. Да, Ибрахим все говорит, да, послушай, это вот то, что ты упомянул, этого Абу Валида, и всего было в Первую войну, я помню, 7 человек у Хаттаба, всех арабов, если взять вместе.
Их ставили даже вот ротным командиром из-за того, что именно через них шли финансы. Не из-за их там каких-то военных качеств, то, что они были стратегами, тактиками или что-то, либо то другое. Чисто из-за того, что у них были какие-то экономические возможности, их ставили как бы финансистами всего этого. Даже если они где-то чем-то и были. Другой причины не было. И то, что ты говоришь там, то, что с Масхадовым перешли на другую сторону, жаматовские, все, кто были там, они были чеченцами. Кто-то перешел с Жамата на сторону русских, кто-то, может, был рядом с Масхадовым перешел. Но все они были чеченцами. Сейчас их сортировать, фильтровать, кто кем был, это долгая возня, короче. Но факт, что там все были чеченцы. И то, что ты говоришь, вот эти арабы помогли, я лично знаю, чем они помогли, насколько они как бы принесли нам пользу, и тебе вообще не стоит нам это рассказывать. Единственное, чем они преуспели, это то, что они разделили наше общество, именно воюющую часть, на разные группы, то есть разделили их идеологически, и то есть это привело к большим последствиям. И вот этот Руй, он сейчас говорит, какие-то перешли на эту сторону, на ту сторону, просто и еш бушун, ажал везер, камел ладугун дашбуй, что какие-то жамаач, унадинок были, а эти перешли, эти ушли. От жамаачука, прохиллашун, от жамаачука, и идеолог шбуй, которые учебки какие-то, не учебки, вот это все устраивали. За исключением некоторых искренних каких-то там, я не знаю, может 5% каких-то людей, остальной весь этот джамаат рассосался. И вот этот джамаат, который был во время войны там, это вообще новые люди, которые никогда в этих идеологические игры не играли, ничего. Абсолютно идеология. Но когда они туда попадали, надо отдать должное, люди в эту идеологию потихоньку как бы уже уходили, да? Вот такое вот происходило. А что там, какие-то жамааты там воевали, двойные сальты делали? Ты можешь его включить просто? Ну, смотрите, Он половина включен? амнистировалась, а половина уехала в Европу. Да А арабы послушай, все до никто не... единого погибли. Ни один не амнистировался, не сдался. Кто? Подожди. Был Абу Джунейд, или как его звали, кстати. Он никуда не уехал, он сдался русским. Был Абу Халид, он тоже в плен попал. Очень, то есть их было вообще мало. Если считать процентным соотношением... Послушай меня. Если считать процентным соотношением, Абу Джунейд был такой алим. Он был гражданином Дании, он как бы сдался. Самый страшный эффект выдавал именно он. Еще очень, то есть их впервые много, слышу. Там был, впервые ты много чего услышишь. Ты же там не варился, ты же не знаешь, ты понаслышке где-то там. Ну давай. Был Абу Мусаб тоже, он преподавал в этом университете, институте, где готовили судей шариатских. Он тоже уехал. Очень многие уехали. Было там пару, кто приехали после войны, арабы, тоже они уехали оттуда. Их всего было человек 20-30 максимум. Ну, я тебе список скину. Да не надо мне список, я тебе скину. Я лично знаю, ты список. Ага, Кавказ. С юго-западных ирлёл джамаат чери, когда Докка там пришел, с Доккой Хабех наш, вообще никакой не джамаат, там вирд там дуах швешверстун, но там длайма сдержущие, то есть суфийские учения щец. Еще в основном костяки, который там потом закрепился, который абсолютно подают, что джамаачи, да эти буха хилбол хуну кабер хилбол джамаатов шбец, которые изначально джамаатах до войны, которые там были люди. И то первый там так лица ищберси Александр. Так хуерсес. Потом Хати уахшбаш, разно пригородные регионы, вообще никакого хожака, то это джамаат чинится. Но опять-таки же я вот повторяюсь, что потом, когда уже там вот это
приходили в эту среду, там уже внизу вот эти вот, они получали вот эту информацию, вот эту вербовочную, да, всякие, короче, буха, системы, и хакер, вот это, видимо, где-то сейчас в группах сидят, говорят какие-то тузики. Это дело, мама, это дело. Вот Хатаб с первого, Тухин просто в чем дети, до того подробно ситуацию, вот, имеется в виду, если считать в процентном соотношении, то арабов больше перешло на 100 или уехало больше, чем чеченцев, если ты так считаешь. Их было всего лишь 20 примерно, из них 10, можно сказать, покинули Чечню. 101 и больше. Ну, 101 и больше. Хорошо, 101 и больше. Ну, допустим, И даже если так. Ты знаешь, что такое состав? А? Что? Люди, то есть, это были обученные. Докка, смотри, Докка, по-твоему, джамаат был? Докка был официально бригадный генерал, там свою государственную должность имел, и он вообще не был на этих идеологиях. В 2002 году, вот как мы здесь общаемся, вот так мы за чашкой чая, когда общались, он абсолютно то есть арабская культура, она вообще нам чужда, он говорит. У нас такого не было, чтобы женщин там прятали, когда в гость какой-то приходит. Там, когда ко мне в гости мой друг или я ходил в гости к друзьям, его жена, как моя сестра, мы друг с другом общались, шутили, вот так вот. Вот наши традиции. Это его разговор. Но в чем это? В ушах. Ижи, сам иштрел бдуэ, да, има. И арбой рылак швей дать из звуком. В 2002 году вот эти уши, которые на мне здесь сейчас висят, они слышали этот разговор. И тогда я даже знал, что мне это тоже по ушам било слегка, да? Алло, можно мне несколько слов? У меня много писанины, я отвлекусь потом. Можно, с вашего позволения? Лист Муса, вошел. Бош, он лично меня, как чеченца, оскорбляет. Сосон Денина Бяхчи, я легче перенес, чем вот ту пургу, которую он несет. Ой, вот они, эти стратегии не могут у себя там в 400-миллионном арабском мире справиться с Израилем. Аж ючикую, вы что оскорбляете? Ой, нохчакам, сиза сундаш. Я лучше вас всех вместе взятых знаю, что там ни один араб не руководил. Это или прямо, или косвенно, опосредованно они исполняли ЦУ ФСБ. Я это лично знаю, я ответственно заявляю вам. Все арабы, которые там были, они нахрен не нужны были чеченцам. Они путались под ногами у всех, и у Масаева, и у Басаева, Гилаева. Это мои друзья, это мои младшие друзья были. Я все знаю с первых рук. Они через них деньги проводили, а деньги субсидировали деньгами чеченское сопротивление, чтобы их раздробить потом. Никто не руководил, никакой араб не руководил, никогда они не способны руководить. Мадийцы, не оскорбляйте чеченский народ. И цабду, что вы здесь ведете разговор там на одну тему, а вы вот этого человека отключите, он специально чувствует, чтобы вас частностями, вот этот ушел, вы предали, они, арабы все руководили, стратеги были, бог, он вас уводит в сторону от главной магистральной цели, от темы вашего разговора. И цаду. Теперь, я верующий мусульманин, и мусульманин умру дал. Вот, это, чтобы вы знали, там,
моего политического, вернее, религиозного моего кредо, как очень мудро сказал этот Миллери, Хазан Чунти и Филсу, мы же сейчас не религию обсуждаем, нужна религия, не нужна, а мы говорим о том, что религию используют как рычаг. И как нам сделать так, чтобы этот рычаг не использовали против нас? Вот о чем вы должны говорить. А не о том, что какой-то там араб руководил, был стратегом, что по теории вероятности даже невозможно. Абсолютно. Нет ни одного араба-стратега. Не потому, что арабы плохие, а они очень хорошие. Вот. Ну, нет среди них никакого стратега, и ближневосточная политика показывает это. Они могут только детей посылать, чтобы они камнями бросались в израильских солдат, там, и так далее, и так далее. И мои нахчи, евреев они сдерживают. И нахчи там, смотрите, там арабы были там стратегами, там все чеченцы сдались, оказывается, а арабы все погибли. И думаю, что мы дуешь, это раз пешно ушел, вот. А суть в том, что религия не должна присутствовать, когда люди, общество устраивают свои земные дела. Религия должна очищать человека. Религия формирует нравственный кодекс человека. Вернее, даже не формирует, а помогает формировать нравственный кодекс человека. Вот все. А земные вот эти вот дела, там, устройство, выбор формы государственного устройства там, и так далее, это чисто земная проблема. Это земная наука, очень сложная, суперсложная. До этой науки теоретически там дошло человечество, но практически ни во Франции даже, нигде абсолютно не могут дойти. Всегда мешают вот эти вот силы там, международный там, этот банковский капитал, потом религиозные, некоторые провокационные там, эти, потом иранские вот эти вот ханядим, минядим, шдуи. Вот. Поэтому нам чечен, нахчим вообще бац. А арабы нет в арабском мире. Человек, который разложил бы по полочкам, как говорится, там, шариат, там, форма применения шариата в политике, что невозможно тоже по теории вероятности. Вот нет в арабском мире. Вы чеченцы, куда вы прете, чеченцы? Шуну, шарахую. Вы вчера только научились арабскому алфавиту. Вы вообще исключите эту религиозную тему и говорите о том, как нам надо выбирать форму прямого народного правления. Об этом сейчас русские говорят, французы здесь говорят уже, что без прямого народного правления не может быть мира в мире. Об этом нам надо говорить. А я точно знаю, что после Первой войны цель была, перед ФСБ была цель. Срочно, мы же из Первой войны, как вы все знаете, вышли как рыцари свободы. Все, я вот здесь во Франции в то время уже был, из Москвы сбежал, потому что на меня дело завели. Я после взрыва жилых домов сразу на второй, там 2-3 недели не прошло, я в газете «Кавказ» выступил и обвинил Кремль во взрыве. Я там прям заявил, что взрыв устроили не Бен Ладен, не Бен-Гурион, не Хаттаб, а именно кремлевская банда устроила. Я выступил. Вот, и меня многие чеченские наши отцы народа, некоторые из них сегодя тоже прут в отцы народа, они объявили меня, Муса Темишев, сумасшедший, потому что он обвиняет ФСБ во взрыве домов. Вот. И после этого мне пришлось бежать, как говорится, уже сюда, из Москвы, уже во Францию. Точно, что и здесь во Франции, допустим, вот ко мне чечен, они не знали, кто я, что я.
с таким подобострастием ко мне относились. Чечен, чечен, да, льготно рядуется. Рыцари свободными были. И поэтому нам, вот этим врагам нашим, надо было сломать этот имидж, убрать. А для этого что они сделали? Вот заслали как говорится, на полную катушку заслали этих Абду-Хань, Мучур, Кучур, Пучур, заслать на Массана, их рекламировали, трех англичан, и этого там голову им отрезали. И это все под мудрым руководством Березовского. Потом заказали Маулади Удугов, мой двоюродный брат, мой кузен, он заказал ролик специально, ему за это отвалили тоже какое-то количество миллионов, через Березовского, разумеется. Он брал эти миллионы. Маулади заказал директору чеченского вот этого телецентра, точно хочет душу нас, дючник. Значит, ролик, где с Борско тоже из Борзоя, из моего аула, там дурачок, трактористом работал, я не шариат, земные проблемы, он ни в чем не разбирался, но диктомбаш. Вот ему, чтобы он отрезал головы, там несколько человек поймали этих не солдат, не срочника, а этих, убийств профессиональных, простые слова уже вышибает, догдать. Вот этот ролик заказательно, и этот ролик потом возил по всем, этот министр внутренних дел тогда был, тоже мафиоз русский, ставленник солнцевской мафии, забыла. Вот этот министр МВД России по всем западным этим форумам, вплоть до он возил этот ролик, показывал, шокировал западную публику. Вот. И именно вот действиями, вот такими действиями, там Маулади Удугова, Умарова, если шизофреника, полного шизофреника, который там свою мать избивал, мою тетю. Я ее однажды спас буквально от смерти. И, конечно, легче, вот. А он потом у них был там великим имамом, там, визиром, кем он там был. Вот. И ситуацию, не заблуждайтесь, оставьте религию тем, кто верует в Аллаха. Вот. Совершенствует свою душу. Вы, как правильно, этот активный член этой партии, чеченской демократической партии, молодой человек, вот он сказал, мы, говорит, не религию, он очень мудро сказал, сейчас обсуждаем, а религию как инструмент воздействия против чеченского народа. Вот как нейтрализовать этот рычаг. Вот об этом Дитаиш, а этот человек, который говорит, что войну выиграли арабы в Чечне, они у себя не могут выбрать 400-миллионную армию, лучше они могут выбрать о себе, у себя. Чеченцы начали выиграть. Это издевательство. Я не могу прийти в себя. Слушал я его, еле дослушал. Вот кто сегодня израильской армии сопротивляется в Палестине? Я не хочу с тобой говорить. Слушай, не говори со мной, пожалуйста. Не говори. Вот я ко всем остальным обращаюсь. Говорите, ребята, о том, как надо устроить нам земное устройство по законам земным, потому что тут этот рычаг надо убрать, этот самый религиозный рычаг. Если религия прямо или косвенно связывается с государством, это религия шайтана. Запомните это. Во все времена, все бардаки, там, все 1400 лет, и во время халифата, и в турецком и султанате, Массана, все самое худшее, страшное
делали под знаменем религии, якобы, религиозный фактор устраивает, вот той среди чеченской массы, как они действуют. Чичалец, объюхумады сюда. И как-то только начинаешь там возражать, вы ахуист, изражать. Ты против Аллаха? Они пытаются к стенке прижимать. Да, есть и рычаг, вот об этом надо говорить. Как этот рычаг убрать? Вот. И, естественно, как выбирать форму государственного устройства. Вот две формы. А как только среди вас появляется вот такой человек, вот как этот, который утверждает, что, оказывается, 5 арабов выиграли Первую русско-чеченскую войну, а Вторую русско-чеченскую войну чеченцы проиграли, потому что арабы все погибли. Вот если вы не слушаете, он вас частностями уводит от главной проблемы. Вот. Это демагогический метод. Он, видимо, хорошо там натаскан кем-то там в Грозном там, или в ином месте. И вас пытается мутить. А вы мутитесь, вы тащитесь. Идете ему навстречу. Таких людей послушали, чуть-чуть послушали, и все, исключайте его. Да я пиздец. Вот, по поводу... Это совет великого демократа. Да, это совет великого демократа. Когда появляется какой-нибудь Чикатило, вредительствует чеченскому народу, вот, его надо отрезать от себя, изолировать надо от яда. Вот, и цаду. Вот в современном чеченском обществе я не вхожу ни в чью партию. Я вот месяц-полтора назад согласился там временно исполняющий обязанности сейчас я вышел, я оттуда вышел, и никогда больше после Жахара Яндербиева я никогда ни в каких партиях не был и не буду, То есть я не в ЧДП, но я вижу со стороны, я же многие чаты слышу, и религиозные, и светские там и так далее. Именно Чеченская демократическая партия выбрала самую хорошую нишу, благодаря которой мы, чеченцы, можем выжить, как вид можем выжить, если мы будем следовать идее вот этой ЧДП. Вот. Но, к сожалению, у вас, ЧДПшники, у вас очень много врагов, натасканных, очень говорливых. Вот. Очень много демагогов будут путаться у вас под ногами, отводить вас от главной цели вот этими частностями. Вот Абу-Валик там руководил, сям руководил Бож. Вот Чеченская демократическая партия единственная, вот, которая, кстати говоря, с самого начала я как-то не вслушавшись, там двоих-троих послушал, таких, видимо, демагогов, я сам подверг Чеченскую демократическую партию критике, я не разобравшись. А вот послушав несколько раз вот, ваш голосовой чат там, и так далее, и сравнив вас всех, я понял, что вы, ЧДП, выбрали единственно правильную нишу вот, в борьбе вот этих геостратегических игроков, там, России, там, Запада, Востока там, и так далее. Вот, держитесь этой линии и не тащитесь на поводу вот, у демагогов, которых вам засылают сюда, специально, говорливых, там, вот это, я был там, я воевал. Не воевал он никогда, нигде. Вот такой человек не может воевать, никак. Вот. И еще одно. Если мы, чеченцы, не будем следовать своим корыстным, буквально, национальным целям, как следует любой другой полноценный народ, прежде всего, то мы никогда не достигнем, ни единства у нас не будет, ни победы не будет, тем более. Мы же первую победу не потому, что знамена ислама выдвинули, а национальные знамена были. И испортили все нам именно вот эти люди, когда Масхадов поехал на Запад, в Америку, там целые, я сейчас уже не помню количество, 40-50 сенаторов Соединенных Штатов уже готовы были с Масхадовым, там, переговорщин, там, какой-то фонд создать, там, помощи. А вот именно
через одного человека, ну и Мавлади Удугов руководил, нет, Умар Иса руководил этим делом, прямой связи, когда Масхадов был в Соединенных Штатах. По его наколке Масхадов, Диксек, военный стратег, но он абсолютно не политик, он был, к сожалению, мягкий был. Да? Вот, он прям там же отказался от всяких этих услуг, как говорится, да и приехал. Мы шариатчики, там, Запад, он хуже, там, России, бог штата, ну и весь мир окончательно отшатнулся от нас. Поэтому все плохое, что было в нашей истории последних 20 лет, это благодаря тому, что религию стали внедрять как политический рычаг в чеченскую среду. Если вы не отделите вот эту часть от себя, не отгородитесь, это я взорвался там, оскорбление, он просто всю мою жизнь, что я там рисковал, там, говорил, там, страдал, да, он все это, как сказать, по-моему, пытается облить. Ну и что, как ногти я никто, оказывается. А 5 арабов и отгородитесь от них, и чистые земные проблемы, ЧДПшники, не ведитесь, не тащитесь на поводу. Между Бухайшем ФСБ работает вовсю над чеченцами, особенно над чеченцами. Не так над украинцами, как над чеченцами. Украинцы там ищут опасный пас, как чеченцы. Не ведитесь, продолжайте вести свою линию, и вот от таких людей там раз, два, три полемизируйте, и просто вежливо, ну до свидания, или оставьте их в покое. Ладно, я закончу. Давай, Муса, иди спать уже. Уже ой хазуэлэ. Все беши моятся, сониться уши, все беши, аюла. Мы в разных категориях. Я, можно сказать, старик, вот ты наверняка мне во внуки годишься. Хоть хайула, я тебе покажу, блядь, кто ты такой, какой-то вояка. Один на один, все, хайула, жизнь мы разберем. Давай, ответь, короче, на с этим зачем вы слушаете вот такой харязм, маяту ючит? Он вас провоцирует, он вас уводит от магистральной вашей линии. Да? Неужели вы это не поймете? Юга вокруг него, он а вы начинаете идти у него на поводу. Çubuğuz ama bölböz onu oynamış prost. Ne gana işte. Menüş bu hayt da balta duyt. Да нахан бöz, и сам беш нахан бöz. Очень хорошо знают они. ФСБ миллионы, сотни миллионов тратит на подготовку таких людей. И миллиарды потратил на то, чтобы нас опозорить. Чеченцев в глазах всего земного шара. Раньше мы как рыцари свободы были после Первой войны, а теперь чечены ассоциируются там бандит, отрезание головы, Аллах Акбар, иншаллах, менядник, терроризм. Вот с этим сейчас нас ассоциируют благодаря этим людям. Поэтому оставьте этих людей в покое, вежливо. Musa korg rupsha tsaqito bitişat iştbekş. Üş buş. Да, действительно, как наглядное пособие. Они, главное, публика же не знает, там
абсолютное большинство народа, особенно подрастающее поколение, воюют дашми цамха мацага. А вот такие они входят и и без того мабую там дал язник михердац изду вожду вой джихад да диез вой в Африке бах без колодца рыть вой игире бах без бог харя льёс то мою. А вот эти подливают масло в огонь, это дело расширяется. Ну и люди шклюют, молодые люди, они науку не проходили. Там последние 30 лет, конечно, они ничего не знают. А вот такие люди, дашь, дед царь. А вы их не убедите, потому что они хитрее вас всех, вместе взятых даже, потому что у них цель есть. Раз, в частности, вкидывать, чтобы вы отвлекались от этого. Абу Валид там выиграл, Абу Ханядми там выиграл, а чеченцы все сбежали в Европу. Не испаха муса наглядно пособие. Задумано дойше адек диасия. Цадах бир системят. Тюка наглядно пособие используют ера орган системы. Я же знаю это, я теорию пропаганды, я в лучшем вузе земного шара, в МГУ я проходил теорию пропаганды, я на 5 сдал теорию пропаганды. Я знаю, как они действуют, я вам поэтому сознанием дела это говорю, понимаете? Суэлыш. Ибрahim, итоги химия хунола, химия цаолш. Бирш, аба бирш хадат, нохче хадат использует пропаганду. Дукчар олк, это хэ гас, это мягкий халач. Кавказский мощный хахал цадиси. Ja, Вестремот Бючвайна, Вестремот Битичный Исду, Нохчемот Бючвайна, Нохче Битичный Исду. Действительно, вы хотите я да монтёр да холшу и рисом. Вы Вест Шихиду. Тацасун, ну, цахасу уха, сун чопа ушами именно и что уж. Четко, раск мота цамела, нохче мота биться биз. Алхитак сун, дам шаю переубедить, волгуат дьюч штуказ. Чего терка чудись, вообще цацпол журналист, уиш. Баракуш цаш. Бяхм были шقي шедош ярдерас. Вирус вирус называется вот так. Неважно, биологический, кибернетический, социальный. Ну и там разветвление этих трех. Вирус – это маленькая часть, которая в ядро заходит и манипуляции устраивает, манипуляцию. Разумеется, там основное все правильно. Вирус, вообще само слово надо понимать. Эти провокаторы вообще велик. Ну ладно, на пока все. Исход год менять вирус. Ануар. Химия или химия. Нохчемата, Нохчемата, химия дук. Лохотрон нохчемата. Нохчемата, бас. Ой, хуис. Немчемата, чтобы советский стержень ходить. Нохчемата. Дисик издаться, царасу нохчемата, хигду. Думать, как дук дается. В конце 19 века все люди были беззубыми сифилитиками, гниющими заживо. А в древности еще хуже. Так что в наше время нельзя терять время. Ишь там шансыч докювей. У нас есть время там, термины, забудьте даже. Ладно, тоже ни о чем. Esam, Нохчемата,
уже сделал, что он шел, только на ночь ما تقول ده تسالوك ده شو ويش صوت سخان ده شونسو خير ده عبايتش حلقة يوان عطباتش حلقة أروك خيرون وات عيش الخيمة ميلدل Хочу юка доштал, деш наш дек хамата, гочдеш. К сожалению, райско шиндей. Райско, إذا تير مداتي تير تقية شاقر حيات دويو شي ماتا اشتال أخيمي عما إلا إشني سادن أوي تير نقدولي يوش. То есть там прикол такой, ровно одно, еще одно поколение чеченцы потеряют, наша нация не будет вообще. Кстати, хорошо, что вы напомнили, откуда все начались. Совсем недавно началась цивилизация. Смотрите, еще 25% чеченцев не будет вообще. Либо сейчас, либо никогда, то есть против Закаева и прочих уродов воевать. Только сейчас. Хутом бывало, что ты, хутом бывает, что. Но сознание, здравомыслие, сознание вообще, вот вырубили человека зимой на улице, по башке ударили, он лежит. Его надо привести в чувство, иначе он переохлаждение получит. Самвах, везы, хотя бы вот такое сознание. Конечно, еще 4 есть сознания, вплоть до йоги. Но мухни вот такое. Можем мы, чеченцы, полномочиться, прокурироваться, заручиться? Нах сам бог шел, нах бацуш. Вообще редко бехуш, редко набуешься. Сак сама хамадийской. Даже если хадар, если пациента лечить, то, во-первых, лекарь, специалист хлвиз, лечить то хуш хлвиз, тюн дарба, реально дарб хлвиз. Просто так, да, он сама хвасу гера дуэлч. Вот это видите, или он сама захая. Штат податься к сама. Нет, тебе говорят чухать, человека чухать, на шатырно, спирт хэга, яйца, пощечины давай, либо пуй балит в грудь. Это еще лучше, чем дефибриллятор. Нет, это еще лучше, чем дефибриллятор. Буй балит в грудь, это еще лучше, чем искусственное дыхание. Хотя и все вложено в него, и защитный механизм еще вложено в нас. За это не переживай. И чухать мухни. На этом уровне надо Бога побороться, иначе следующие попытки вообще такой фазы не будет дальше. Из Европы, да еще из Англии, адиштекш. Если вразумить-то издаться физически обаштек, лилди шлюцик. Нохче суд – это все сознания. Все сознания. Слово это дух, вообще психический центр высокий. Ну ладно, забудьте все. Вы не поняли пример? Забудьте. Клинически зарегистрировали, остальное забыли. Все. Все 4 сознания у чеченцев. И антитеррор это почти пророк. Он работает над всеми 4 смело. Ладно, спойлерить не буду, забыли. Маршева. Грубить могли. Вы используете микрофон. Латешин. Даже качал из латешин это. Мурай, даерже худой. Даерже. Такой мелкий момент.
по теме. Я царапаю, может, тема все равно идти еще. Ну, как бы по теме, верно, что была основной тема Джимбаты Али. Мега будто. Обычно это было на серии Майшвар. Это Мамочка.